Добрый день. В прямом эфире телеканала АТР, программа «Бугюн». Я ее ведущий Айдар Муждабаев. Сегодня мы проведем с вами в прямом эфире 2 часа с небольшим перерывом. И поговорим с людьми, поговорим с людьми авторитетными в Украине про те дела, которые нас наиболее интересуют, сейчас связаны с нашей страной, как внутри страны, так и происходящее за ее пределами. Я очень рад, что сегодня у нас на связи напрямую, как я понимаю, из города Львова, Мирослав Маринович, правозащитник, диссидент, мыслитель и очень хороший человек. Салям алейкум. Салам алейкум, алейкум ассалам. Вітаю всіх. Дуже радий цій новій зустрічі. Я перепрошую, я в побуті дійсно перейшов на українську мову, але мені все ж таки важко швидко реагувати в прямому етері. Тобто я російською буду, якщо ви не заперечуєте. Дякую вам дуже за те, що вийшли. Ви тут були, у мене, здається, коли? Місяця 3 тому? Я вже ще больше, наверное, больше. Я хочу, много с того времени прошло, но все-таки я хочу вас, как у человека, именно в первую очередь для меня, как мыслителя, сказать, что вас конкретно, как гражданина Украины, как человека с огромным опытом и знаниями, что вас в последнее время больше всего волнует в нашей стране и вокруг нее, лично вас? Я би сказав так, передусім геополітична конструкція цього світу. Мене дуже стривожила недавня ситуація довкола труби газової «Північний потік». І угода між американським урядом і німецьким засвідчила, що, по-перше, у світі домінують інтереси, домінує мова безпеки, і щораз менше я чую мову цінностей. Це мене дуже тривожить. По-друге, ситуація довкола Північного потоку-2 засвідчує, що Україна не стала якимось важливим елементом безпекової конструкції світу. Росія і далі залишається єдиним на нашому східноєвропейському просторі, єдиною державою, з якою рахуються, коли говорять про найбільшу, найширшу світову безпеку. У мене таке враження, що Америка хоче знову торгуватися з Росією для того, щоб не допустити її прямого альянсу з Китаєм. А це означає, що ціна, яку виторгує Росія у цьому торгові, може бути для нас дуже болісною. Тому в обидвох вимірах, і вимір загальнополітичний, і вимір внутрішньополітичний в Україні мене тривожить. І той факт, що Україна, власне, не стала чинником безпеки, говорить мені про те, що нинішні спроби українського керівництва грати якусь незалежну роль, вони просто не витримують критики. Оці посили, які ми почули від пана Арахамії і від ще, здається, когось, про те, що, мовляв, ми можемо і в Китаю брати гроші, ми можемо і з Китаєм підтримувати добрі стосунки. Це для мене говорить про те, що в такі ігри можуть гратися сильні держави. Але в такі ігри не може гратися слабка держава, якою є Україна. Такі ігри в її виконанні України викликають тільки роздратування. І тому нам просто треба
розуміти, якщо ми не стаємо сильні, а ми бачимо, що внутрішні проблеми у нас залишаються, і наша держава ніяк не може вийти на рівень внутрішньої потуги, то якщо ми не стаємо сильні, ми мусимо тоді шукати союзників і бути їм вірними, а не гратися, не погрожувати їм, що ми можемо почати грати в іншу гру. Отже, як бачите, і зовні, і всередині є проблеми, які мене дуже тривожать. Я солидаризируюсь с вами, что действительно вот эти проблемы, точнее, мы их даже и не очень ожидали, потому что думали, что США более решительно будут нас поддерживать, но вот как есть, так есть, да. Конечно, это выглядит ужасно. Я вот хочу вас спросить, не вызывает ли вас это ощущение, знаете, такого глубокого застоя времени, когда тоже, да, все говорили, что да, мы не признаем там оккупацию стран Балтии, мы там не признаем ГДР, там социалистические режимы в Венгрии, в Чехии и так далее, но тем не менее, реальность такая, что мы будем бороться за мир вместе с Леонидом Ильичем Брежневым. Вот нет ли у вас ощущения, что Запад хочет, ну, правда, Путин на Брежнева не очень похож, как-то он немного поагрессивнее? Так, ви маєте цілковиту рацію. І я не один раз розмовляв в Європі з людьми, які, власне, озвучували цю позицію. Вони переконували мене, що оцей принцип win-win, принцип позитивної суми, оця гра разом з Радянським Союзом. Звичайно, що Європа розуміла, що Радянський Союз насправді не буде виконувати те, що він пообіцяв. Але така гра не агресивна, а нібито співпраця з Радянським Союзом принесла шалений успіх в результаті, тому що Радянський Союз розпався під своєю вагою. Мовляв, не ми своєю агресією, а Радянський Союз розпався під своєю вагою. Те саме я бачу по нинішній політиці Заходу. Вони знову хочуть гратися з Росією в ту саму гру, не розуміючи, що є різниця, не розуміючи, що Путін піднімає ставки в цій боротьбі, у цій грі. І Європі рано чи пізно доведеться платити дуже дорого за цю чемберленівську політику, яку вона сьогодні практикує. Мирослав, вы сказали про то, что типа наши хотят с Китаем дружить, но, если честно, ни Арахами, ни кто еще об этом говорил, ну, во-первых, они не уполномочены делать заявления по внешней политике, это же не Министерство иностранных дел, это не президент, ну и довольно наивно выглядит, что мы будем с Китаем дружить, но кто мы для Китая, вот если отдельно от всего Запада, мы просто жертва для них очередная, они таких стран, скажем, со сложными финансовыми историями, нахватали себе очень много. Ну, купили там, поскупали акции, ну и все остальное. Как они работают, это все понятно, да? Но скажите, почему, как вы думаете, вы же с иностранцами тоже общаетесь много, больше, чем я. Почему они считают Китай большей угрозой, чем Россия, хотя Китай не захватывал чужих территорий, не угрожает применять ядерного оружия, не говорит, что у Китая нет границ, не говорит, что там, где русский язык, там и где китайский язык, там и Китай, и так далее, и так далее. То есть Путин открыто говорит о том, что он имеет претензии к миру, да, и причем территориальные претензии к миру. Где они останавливаются, он не сообщает. Китай ничего этого не делает, да, они действуют там как такие, ну, как азиаты такие, что ли, такие классические, да, тихой сапой, подкупом там и так далее, и так далее. Вот. Но почему они почему в Америке я слышал, что говорят, что Россия это региональная держава. Ну ничего себе региональная держава, ну может по экономике она и совсем заштатная, но просто когда у них второй ядерный арсенал, и который они готовы применить и открыто об этом раз 20, 30, 40 сказали за последние годы, почему к России такое отношение? Так. Ну, по-перше, я би недооцінював той факт, що
саме пан Арахамія чи інші якісь люди меншого рівня відповідальності озвучують певні тези, які викликають певний резонанс у суспільстві. Це звична політична практика запускати певні версії, певні можливі ідеї через таких людей з тим, щоб перевірити реакцію і суспільства, і світу, якщо це розраховано на світову реакцію. Тому я думаю, що це не випадково, що це не вигадки просто окремо пана Арахамії. Тепер, якщо ж говорити про ваше питання безпосередньо. Був час, коли Радянський Союз заступав увесь Схід. Світ був біполярним, і якщо Захід був репрезентований Америкою, Сполученими Штатами, то його візаві на Сході був Радянський Союз. Китай у той час був у такому занепаді, потім почав оживати потихеньку, але все-таки впродовж радянського часу світ був біполярним, і другим елементом цього світу, крім Америки, був Радянський Союз. Сьогодні картина змінилася. Саме тому, що Росія стала в економічному сенсі вторинною державою, регіональною державою, Америка сьогодні бачить головним візаві, головним своїм суперником Китай. У Китаї зовсім інша манера ведення політики, зовсім інша, але хитрості там значно більше. Це століття, тисячоліття досвіду хитрої політики, яка мало говорить, але багато робить. Сьогодні Росія, насправді, дуже крикливо кричить у світові, бо в неї немає інших аргументів. Вона мусить залякувати, тому що, насправді, її значення різко падає. Тому я не дивуюся, що Китай виходить на перші ролі, і принаймні в 2010 році я про це писав у своїй книжці «Українська ідея і християнство». Вже тоді це було очевидно, що вона займе ту роль, яку займав, вибачте, що Китай займе ту саму роль, що колись виконував Радянський Союз. А от те, що Захід не добачає рівень загрози з боку Росії, це так. Це так. Він все ще не навчився розуміти мову путінського режиму. Він не розуміє, він, мені здається, не вслухався у ту фразу, яку сказав свого часу Путін, а саме: «Зачем нам такой мир, если в нем не будет России?» Ну да, это же очевидная угроза просто. Абсолютно. То есть либо вы с нами считаетесь, либо мы вас можем уничтожить и так далее, и так далее. Но наивность мира, конечно, чудовищная. Я, когда смотрю, слушаю, что говорят про Россию, я не знаю, сколько раз они должны еще обманывать западный мир, чтобы после Будапештского меморандума, после всех договоров, еще пытаться с ним о чем-то договориться. Но мало того, о каких санкциях может быть речь, если, извините, они ему протягивают денежный поток? Ведь в ответ на газ пойдут деньги. Миллиарды евро, которые Путин тут же потратит на вооружение и так далее, и так далее. Вот, и... Причому, вибачте, що перериваю вас, але уявіть собі, що угода набрала політичної, економічної ваги, так? І запрацював Північний потік. Тоді Німеччина думає, що їй вдасться зупинити Росію і покарати її в разі, якщо вона піде атакою на Україну. Але ж Росія прекрасно може організувати провокацію, що буцімто це українці спровокували Росію на якісь кроки.
І що скаже Захід тоді? А чого ж Київ так нерозумно діє? Ми не можемо в цій ситуації застосовувати санкції. Тобто, розумієте, оця наївність, ну, вона справді вражає, наївність Заходу. А может быть, Мирослава, это не наивность? Может быть, они просто, извините за выражение, может быть, Кремль просто платит политикам западным? Потому что когда вот нам закидывают коррупцию, и главным образом это делается там Германия и Франция, например, я просто хочу спросить, друзья мои, а главы каких государств и правительств получают деньги у «Газпрома» в виде отложенной взятки? Вот как этот пример французский и канцлер немецкий, да? Если это не коррупция, если это не коррупция космического просто уровня, то я не знаю что. Я не исключаю, но это мое мнение, что там просто работают и просто деньги, лоббизм в Германии российский, все. Те, що він працює, це без сумніву. Я не маю інформації, щоб стверджувати це абсолютно, але я можу сказати узагальнено те, що я сказав на самому початку. Мене дуже тривожить, що цінності демократичні, загальносвітові цінності відійшли вбік. І працюють інтереси, в найкращому випадку інтереси безпекові, в гіршому випадку інтереси фінансові. Так що... Знаете, пане Мирославе, я просто думаю так, что в последнее время я не слышал ни одной... Ведь каждый вот этот саммит, каждую такую уступку Путину можно все-таки обложить какими-то гуманитарными хотя бы условиями. Да? Я не слышу ни про освобождение Навального даже, ни про 300 украинцев, которые, и крымских татар, которые сидят там. Да? То есть об этом даже не упоминают. То есть Путин... ради вот этого потока он ничем вообще и не жертвует, он ничем не поступается. То есть его обслуживают бесплатно сами. Он просто за этим наблюдает и все. Ну да, наверное, кому-то платит, но это же так, в общем-то, и не больно, и не болезненно. Так, це особливості так званої реальполітик, яка знову і знову відтворюється на Заході. А саме, ну що ж, нам треба діяти реально, реалістично. Вимагати Криму повернення, ну це ж нереалістично. Путін на це ніколи не піде. І вони не самі не усвідомлюють, що вони при цьому повторюють мантру, яку їм задає і повторює Путін. Оце мене вражає. І, здається, я у вашій передачі вже одного разу розповідав історію, яка була з моїм ув'язненням, як працювала ця реальполітик. Якщо дозволите, буквально кількома словами. У серпні 77-го року, вже коли йшло слідство наді мною, слідчий сказав мені: ми припиняємо допити і, скоріш за все, ви не будете засуджені. Знаєте, яка була причина? Белградська конференція ОБСЄ, на яку американська делегація привезла вимогу звільнення всіх членів Гельсінських груп. Але як діяла Європа? Та на це ж Путін ніколи не піде. Вимагати цього нереалістично. І не вимагали. В результаті, після закінчення конференції, допити відновилися, і я був засуджений. Отже, я маю доказ того, що Радянський Союз був готовий піти під тиском з боку Заходу на компроміс. Але Захід не був готовий до цього тиску. Зараз те саме і з Кримом, і з Навальним, і з Білоруссю. Та сама ситуація. Захід вважає, що тиснути на Росію безперспективно. Хотя где тому доказательства? Как раз наоборот. Это единственный способ, который они понимают, вообще говоря. Вот я, конечно, знаете, еще вот опять как с мыслителем хочу с вами поговорить. Вот давайте подумаем над этим. Мне кажется, что во многом сила Путина или сила вот этого русского рейха современного
это слабость демократии как таковой. Ну, то есть вот Путин, он пережил уже 5 президентов Соединенных Штатов, кажется, вот 5-го переживает, или 4-го, да. Вот, он может мыслить стратегически. Да, мы считаем его безумцем, там, который строит этот русский рейх, который там начитался исторических книжек, там, верит в свою миссию какую-то. Но кем бы он ни был на самом деле, мы видим последовательность его действий. Мы видим системную работу по пропаганде, которая охватила весь мир, и весь мир это все терпит. Как расческа сквозь волосы проходит его все эти Russia Today. Практически везде все разрешено, как бы они везде, да? Вот. Пропаганда раз, достижения в спорте за счет допинга там 2. Ну пусть они там в итоге их не пустили куда-то, зато они получили чемпионат мира по футболу. Все туда приехали как миленькие, уже после военных действий против Украины, и после Грузии, и после всего. Все с ним опять обнимаются, значит, васькаются и так далее, и так далее. А вот стратегия у любого лидера западного – это дожить, выиграть следующие выборы, да. И, конечно, каждый из них думает, да не дай бог, в прямом правлении начнется война с русскими. Или какое-то обострение такое, что хотя бы там налоги вырастут в Германии. Хотя я не думаю, что Германия как-то критично зависит от России. Я думаю, что совсем никак она не зависит. Вот, практически. Все это ерунда полная. Просто желание жить еще лучше, да. Вот. Но вот создается такое ощущение, что Путин действительно, вот если бы поставить нас с вами на месте Путина, да мы бы так и себя и вели, в принципе, потому что, ну, если откинуть совесть там и прочее воспитание, то, в принципе, эти-то, знаете, Мирослав, такой анекдот, когда байкеры такие на больших мотоциклах такие с ревом подъезжают к заправке где-то там в середине Америки и говорят, вот мы все вас знаем, старина Джо, вы тут на одной колонке посреди пустыни Невадской, мы рады вас приветствовать. Он там их как-то кивает и говорит, а что вы с нами не знакомитесь? А он говорит, что с вами знакомиться, вы каждый год новые. Понимаете? И вы каждый год новые, говорит он байкерам этим, да? То есть они все смертны, а он бессмертен. И он может, у него есть четкое, вот надо отдать должное, врагов надо оценивать правильно. У него есть четкое планирование, у него есть ответственность за направление, у него есть кошельки, у него есть стратегии, у него есть пропагандисты. Вот пока мы сейчас вот такие сидим друг с другом, выясняем, кто из нас хуже, кто лучше, в России, всей России читают статью Путина про то, что Украины нет, и ее надо, в принципе, уничтожить, по большому счету, да? И они готовятся к войне. А к чему готовимся мы? Ну, хорошо, мы еще, ладно. Но к чему готовится Запад, я вообще не понимаю. Я вообще не уверен. Вот тут был у меня в гостях Игорь Эйдман, тоже по скайпу, только из Берлина. И он с такой фразу сказал, говорит, что-то мне кажется, что если, допустим, русские высадятся в Германии, то ни Германии сопротивляться-то не будет. Ну, как бы они скажут, ну, не воевать же, в конце концов. Так, діє та сама логіка, що і раніше. Я пригадую собі фразу, правда, я французькою не знаю і не можу повторити французькою мовою, але Франція дивувалася, що невже нам вступати в війну через якесь там вільне місто Данциг з Гітлером війну? Для чого? Ми ж не хочемо війни. Так приблизно думає Захід і сьогодні. Але я би звернув увагу на те, що демократія дуже сильна система влади, якщо вона в основу ставить цінності. Пригадаємо собі повоєнну Європу. Пригадаємо собі Конрада Аденауера, Альчета де Гаспері, Робера Шумана. Це кити нової, оновленої Європи, яка розуміла значення цінностей і була їм вірна. І вони поставили Європу, власне кажучи, завдяки їм і утворився Європейський Союз. Вони розуміли силу загальноєвропейської солідарності на основі цінностей. А потім наступає, я би так сказав, таке розслаблення Європи. Всі інтереси забезпечені, всі потреби забезпечені. Ідея прав людини вироджується до ідеї того, щоб
вибачте на слові, мати одні і ті самі кабінки, не мати окрему сегрегації для чоловіків, для жінок, а щоб були просто окремі кабінки. Ось у що вироджується ідея прав людини, коли все забезпечено, коли все благополучно. Отже, і це не криза демократії як такої, це криза демократії, коли вона забуває про цінності. Гениально вы сказали, я запомню эту мысль вашу, правда, действительно, это так, как только холодильник начинает рулить в головах людей, в итоге, ведь ни для кого не секрет, кстати говоря, что наиболее благоприятным временем в Европе, особенно в Восточной Европе, был экономический рост страшный, как раз 38-й, 37-й, 39-й годы. И так люди, вот в Литве, например, там в других странах, в Польше, были американские инвестиции, вовсю шла там индустрия рекламы, сетевые там рестораны, все с Америки это шло. И все это так сильно-сильно росло, люди начали жить хорошо, а в это время какой-то Гитлер жег там каких-то евреев в печах, да? Значит, сначала там гомосексуалистов, коммунистов, там потом психически больных, евреев там и так далее, и так далее. Ну, кто хотел об этом задумываться? Ну, это же не с нами происходит, да? Ну подумаешь там, ну, кто-то, да, ну, подумаешь, там, крымские татары там сидят, там, украинцы сидят где-то в Сирии, там, под бомбежками сидят люди. Ну, у нас-то нормально, газ идет, в кране есть вода, все хорошо. Что там нам эти крымские татары, эти украинцы со своими проблемами? Но вот не напоминает ли вам это даже не застой, а действительно какой-нибудь 38-й год, просто в новой своей реинкарнации, потому что я на Западе, может быть, вы видите какого-то политика, который смог бы переломить этот ход истории, и я напомню, что у нас есть телефон в студии и Вайбер, вы можете на экране, вы можете звонить и задавать вопросы, и беседовать с Мирославом Мариновичем. Да, извините за долгий вопрос. Паралелі з 38-м роком є дуже багато, з 30-ми роками. Бо Крим – це також і Судети. І я пригадую собі фотографію, як судетські німці зустрічають нацистські війська. Радісно, визволення Судетів. Так приблизно росіяни у Криму зустрічали зелених чоловічків, так званих, ну а потім вже виявилося, що це російські війська. Тому паралелі є дуже багато. Захід дуже не любить, коли ми говоримо про ці паралелі. Звичайно ж, є багато відмінного у позиції Гітлера і Путіна. Я зовсім не хочу йому давати таке високе визнання. Але не дарма журналісти порівняли його нинішню статтю про Україну до «Майн кампф» Гітлера. Тобто в цій статті закладена концепція майбутньої війни. Вот конкретно вы, что главное увидели в этой статье? Я хотел вас спросить, вы сам подняли эту тему, расскажите ваше впечатление. Что там хотел сказать нам этот русский фюрер? Я думаю, що там була аргументація того, чому Росія не лише може, але повинна це зробити задля збереження своїх глибинних інтересів національних. Це для простого російського населення дуже впливова стаття. Там все пояснено, чому Кремль повинен ліквідувати українську незалежність. Ми один народ, і версія про те, що незалежність України була начебто, що це був проект більшовиків, так, і що саме більшовики створили незалежну Україну, що ця ідея ніби спонукає людей до того, що ми заперечуємо більшовизм, ми заперечуємо комуністичну державу, ми повинні автоматично заперечити незалежність України, оскільки це породження більшовицького ладу.
Скажите, а какие ваши ощущения от того, что происходит внутри сейчас нашего общества? Я, если честно так сказать, я вообще-то оптимист в принципе. Ну, как бы все уже потеряно, кроме чести. И думаешь, что только о том, что надо воевать и добиваться справедливости, и верить, и знать, что Крым все равно вернется, потому что иначе этот мир рухнет к черту. Но все-таки я когда смотрю на взаимоотношения внутри нашего общества, как люди общаются, ну, многие, исключительно категориями поиска внутренних врагов, да, я вдруг понимаю, что в каждую эту минуту где-то рождается маленький, где-то смеется маленький Путин. И вот у нас такой сейчас разброд в обществе. У нас политики настолько ненавидят друг друга, что просто до хруста скул, да. Вот я, честно говоря, вот сейчас в данный момент, ну, кроме как среди ветеранов войны и среди военнослужащих, я в обществе не вижу такого организации, ну, кроме опять армии, да, которая бы нас объединяла. Все всем недовольны, все всем кажется, что враги. И вот мы в таком виде, наше общество, это просто лакомое. А они как бы в обратную идут. То есть Путин их сбивает в это фашио, он их объединяет цели, он дает им четкие месседжи, что думать, почему надо с Украиной воевать, почему ее не существует. То есть у них все по полкам в головах и гордость за собственный рейх. У нас же тут вообще черти что. Наблюдать за этим, я уж нигде практически ни в чем не участвую, но наблюдать мне за этим очень грустно, когда и коллеги, журналисты, и политики там радуются там промахом друг друга, но при этом совсем не думают о том, как стратегически Украина будет дальше выживать. Что нам внутри-то строить? Так, ви маєте рацію. Україна знову наступає на свої давні історичні граблі, а саме відсутність єдності. Це вічна молитва України. Я знаю, я співав цю молитву в дитинстві. Боже, нам єдність подай. І ми не розуміємо, як ми можемо бути єдиними, тому що ми завжди бачимо гріхи у своїх опонентів. І ми фактично перетворюємося на таку собі одну велику Чорну Раду. В історії України, що стоїть, який негатив стоїть за Чорною Радою? З одного боку, козаки правильно бачили якісь фінансові махінації, якісь корупційні справи своїх гетьманів. Але вони сказали собі, треба його скинути через те, не бачучи, що недалечко стоїть армія такого собі російського Муравйова. Розумієте, і ці Чорні Ради, я перестрибую історично, але ви розумієте символіку. Отже, такі Чорні Ради є нашим національним гріхом, нашою великою помилкою. І тому нам треба розуміти пріоритети у наших домаганнях. Так, корупція – це велике зло. І вона не дає нам стати сильними. Але проблема безпеки держави, цю проблему я би виставив на перше місце. І тому мусимо десь вибудувати ці свої пріоритети. Інакше буде так, як з Чорною Радою, ми скинемо свого гетьмана, а скористається третя сторона. Тому це з одного боку, якщо говорити про суспільство, нашу політичну еліту. Інша сторона пов'язана з керівництвом держави. Тому що ми маємо керівництво, яке прийшло на гаслах оновлення. Для багатьох людей було важливо, що це керівництво не має досвіду керування державою, і за цим стоїть радість від того, що вони не мають негативного досвіду керування державою. Сьогодні я бачу, що це керівництво нове щораз більше і більше опановує всі можливості нинішньої системи. Воно її не прагне змінити. Я не бачу прагнення змінити насправді стиль управління державою. Нашому президенту щораз більше подобаються авторитарні механізми управління державою. Поки що вони не є диктатурою.
Але це дуже небезпечна тенденція. Це означає, що те керівництво, яке не мало досвіду, зараз цей досвід набуває. І він знову ж таки негативний. А вчитися демократичним механізмам управління державою наші управлінці не хочуть, тому що це означає для них, що потрібно втратити вішки, що вони втратять на якийсь момент вішки управління державою, і держава піде в рознос. А вы знаете, Так я реконструюю їхню логіку. Пане Мирославе, не так давно у меня здесь в студии был представитель партии «Слуга народа», и он сказал там такую вещь, что когда говорят про вертикаль, там, Зеленского и так далее, он говорит, вы знаете, говорит, к сожалению, у нас многие регионы вообще никак не управляются из Киева. То есть у нас страна вот такой вертикали, как вроде бы большинство, действительно, такой власти никогда не было ни у кого в Украине. Это просто феерическая власть, да, там и все ветки, ну, кроме судебной, там судебная, она отдельный разговор, да, вот. Но при этом управляемость страны очень условная тоже, то есть это еще и региональная, вот это интересы региональных элит, это такая еще раздробленность, это все накладывается, в общем, в такой пазл нехороший, который на самом деле может спокусить, и да, и то, что Запад так как-то вяло, спокусить Путина на какое-то обострение, да. Так, абсолютно з вами згоден. Я знаю про цю проблему, але саме тому, що вона існує, саме тому, так як я реконструюю логіку керівництва держави, збільшуються ці тенденції. Ні, для того, щоб втримати державу, ми мусимо мати вішки в своїх руках. От я це бачив по всіх попередніх урядах. Оце прагнення контролювати все. А в демократичній державі контролювати все неможливо. Потрібно знайти механізми, як, не маючи віжок у своїх руках, все-таки втримувати державу в одній цілості. Скажімо, в Німеччині там так само регіони мають дуже велику самостійність, але держава працює. Ну, как держава их працює, можно будет узнать только, когда русские танки появятся там. Вот, и удивленные американские военные вполне возможно на своих базах будут смотреть вокруг, как солдаты Бундестага отдают честь русским командирам. И такое тоже не исключено. Это, конечно, фантастика. Но, с другой стороны, кто знал, что в Париж возьмут за 40 дней, да, тоже в 40-м году. Давайте так, от наших черных историй перейдем к чуть-чуть хотя бы позитиву. Это то, что здесь в Киеве будет Крымская платформа 23 августа, соответственно. Госдеп Соединенных Штатов ее одобрил. Джордж Кент, который временный представитель Госдепа в Украине, приехал к нам, у которого супруга крымская татарка. Он сказал, что это очень важная инициатива, о том, чтобы Крым был на повестке дня. Будет точно президент Польши Анджей Дуда. Будут президенты 3 балтийских, точно, ну, скорее всего, 3 балтийских стран. Кто еще, ну, что там, я не знаю, наверное, переговоры до конца будут идти, потому что Россия давит, у России есть рычаги финансовые, лоббистские, какие угодно, на лидеров других стран. Уровень американской делегации, ну, давайте послушаем, что сказал об этом, цитата у нас есть из как раз Джорджа Кента, значит, интервью по поводу американской делегации на Крымской платформе. Від нас буде член кабінету, тобто це не буде президент, віце-президент, але буде член кабінету. І ми знаємо, що це дуже важливо, що ми можемо і мусимо робити разом. Це не тільки питання того, що відбудеться 23 серпня. Це повинен бути тривалий процес, тому що це просто початок і не кінець. Тому що є дуже багато людей, які вважають, що вони є українськими громадянами в окупованому Криму, і ми разом повинні їм допомогти. Ну, у меня нет никаких сомнений, что для Джорджа Кента это еще и личная боль, поскольку он давно уже в браке с крымской татаркой, они познакомились, когда она в ссылке еще была, насколько я понимаю, в Узбекистане. То есть он знает про это все абсолютно, про Крым. Да, и, конечно, как и любой американец, он понимает, что это преступление, и здесь тоже
Ну, давайте про Крымскую платформу, а потом про формулу Штайнмайера поговорим, который нам все пытаются вручить товарищи немцы. Ну, понятно, что не будет, хотя я думал, все-таки предполагал, надеялся, что будет вице-премьер хотя бы американский, хотя это очень высокое лицо. Ну, наверное, это будет, ну, так, судя по тону высказываний Джорджа, я не знаю, естественно, он не может говорить, потому что не назначен еще конкретный человек, но это будет либо он сам, наверное, ну, либо ниже тогда уже член кабинета, либо министр какой-нибудь другой, вот, либо Блинкен, да? Как вы думаете, в какой атмосфере пройдет Крымская платформа и насколько это важно сейчас для нас самих в первую очередь и для Запада, ну и вообще и для России? Россия, он нервно очень реагирует на это все. Ну, для нас надзвичайно важливо. Я дуже вдячний всім ініціаторам цієї Кримської платформи. Я переконаний, що там і Меджліс є об'єктом моєї вдячності, але не тільки. Я думаю, пан Кулеба розуміє прекрасно значення такої Кримської платформи. Тому усім я вдячний. Я думаю, що ця платформа надзвичайно важлива для всієї Східної Європи, донедавна підкомуністичної. І переконаний, що цей високий рівень представництва балтійських народів, Польщі засвідчує те, власне, що вони надають дуже велике значення цій платформі. Водночас мені дуже сумно це говорити, але я побоююся, що Кримська платформа засвідчить кризу в самому Європейському Союзі. Тому що високого представництва з боку старої Європи не буде. Усі вони дбають передусім про те, щоб не розізлити Путіна, щоб не розізлити Кремль. Це їхня головна мета. Тому їхнє представництво, якщо і буде, воно буде невисоким. До речі, ви назвали пана Блінкена. Якщо він буде представляти Америку, то я вважатиму це великим успіхом. Тому що припускаю, що представництво буде значно нижчим. Бо так я розумію, що президент Америки також побоюється роздражнити Росію в останні місяці. У нас, пане Мирославе, есть телефонный звонок в студию. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Говорите, кто вы, откуда, и задавайте свой вопрос гостю. Здравствуйте, я Елена. Я переселенка с Луганска. Знаете, я хотела бы, наблюдая эти события, которые сейчас происходят, я бы хотела для себя понять. Понятно было уже, что эти последние выборы, для меня лично, я поняла, что это будут последние уже выборы демократичные. Следующие выборы не так просто Зеленский не будет отдавать власть, это уже понятно. Так что у нас, получается, нет выхода, потому что люди же опять сейчас выберут какие-нибудь пророссийские силы в этот раз. И я даже не вижу, если Европа надеется на нас, что мы сами все тут сделаем, справимся, наши люди выберут, и что, у нас нет выхода. Я не пойму, как тут помогите разобраться. И когда я еще приехала с Луганска сюда, я как увидела, что тут тот же самый Донбасс. Я живу сейчас в Киеве, и я вижу тот же самый Донбасс, особенно когда были выборы на Зеленского. Это просто такое отчаяние какое-то нападает, просто отчаяние. Что делать? Я вижу, что Украина все. Не могу ничего даже сама с собой поделать. Очень переживаю по этому поводу. Получается, у нас нет демократии, а только каким-то переворотом или военными какими-то, какой-то военный переворот только нужен в стране, потому что люди долго будут созревать. И что, мы так долго будем тянуться в каком-то хвосте? Я не знаю. Что вы скажете на этот счет? Добре, дякую. Дякую вам за питання. Я постараюся відповісти коротко і хочу попередити, що я змушений буду завершувати свою участь, тому що я маю виходити на лекцію. Я попередив, що я виходжу на лекцію. Отже, моя відповідь така. Ця критика, яка звучала сьогодні в моїх устах,
я певен, не має вести до безнадії. В моєму випадку взагалі я не допускаю до цього, тому що я свого часу вірив в Україну, коли я був в таборах і коли взагалі не було навіть шансу вибороти українську державу. Сьогодні ми значно в кращій ситуації, ніж тоді. Тому вірити треба у те, що нам вдасться. Але що бажано уникнути? Бажано уникнути покладання лише на Європу, лише на Америку, лише на зовнішні сили. Вони дуже важливі. І знаєте, якби була нинішня ситуація така сама у якомусь там 17-18 році, нас давно би вже не стало як незалежної держави. Нас тримає саме нинішній міжнародний лад. І в цьому є наша велика надія. З іншого боку, ми самі повинні знайти в собі спосіб, як існувати, як покладатися на свої власні сили. Це постійна апеляція, це постійна моя апеляція до нашого політикуму. Не думайте, що той розклад сил, який є сьогодні, буде таким самим і завтра. Квітка можливостей закривається, вона в'яне. І тому треба використовувати ці можливості, які є сьогодні, для того, щоб успішно утверджувати нашу державність. А дозволяти собі розкіш отакого сліпого ворогування мы не маємо права морально. Ну, лучше не скажешь. Мы действительно не имеем права на отчаяние. Ну, скажите, вот, кто бы не поддерживал, допустим, Израиль тогда, да, когда решили ликвидировать независимость, ну, вообще страну ликвидировать, да, в 1948 году, воевать-то им пришлось все равно. Там не американцы воевали, там не... Вот я думаю, что это очень уместная, в принципе, аналогия, потому что за нас воевать, глядя на этих друзей, я думаю, что никто не будет. И вот сейчас вот это по этой формуле Штайнмайера, да, значит, тоже помощника госсекретаря Соединенных Штатов и его временного поверенного в делах США в Украине Джордж Кент, который я уже цитировал, считает, что формула Штайнмайера не является решением всех вопросов для урегулирования ситуации на Донбассе. Давайте послушаем Джорджа. На мою думку, формула Штайнмайера не є формулою для вирішення усіх питань. Для виборів повинні бути умови, щоб була можливість їх нормально провести. Я думаю, що коли президент Зеленський зустрічався з канцлеркою Меркель, з президентом Макроном і Путіним в Парижі у грудні 2019 року, все-таки, наскільки я розумію, канцлерка Меркель підтримувала позицію Зеленського. Тобто я би сказав, що це все-таки 3 проти 1. Саме Росія є країною-агресором. Вона розпочала цю війну. Це не конфлікт, це дійсно війна. І обов'язок закінчити війну – це обов'язок Росії, а не України. Це війна в Україні, але не війна України. І це була дійсно 100% війна Росії. Ну вот аж 4, по-моему, раза сказал Джордж, что это за война, да. Так, це я готовий підписатися під кожним словом. Він абсолютно правильний висновок зробив. І взагалі я хотів би сказати таке, що Мінські угоди були дуже важливі для України в той момент, коли коли був Іловайськ, коли Дебальцево, коли в дуже складній військовій ситуації Україна опинилася. І я розумію, я визнаю Мінські угоди як угоди перемир'я. Але Мінські умови, тим більше формула Штайнмайера не може бути передумовою стабільного миру. Для того, щоб забезпечити стабільний мир, мають бути враховані законні інтереси всіх сторін. Якщо Росія має в цьому законні інтереси, добре, ми будемо дискутувати, будемо
з нею працювати. Але законні інтереси України полягають у виведенні військ російських, забезпеченні контролю над кордоном і створенням умов для проведення вільних демократичних виборів. Тільки тоді за цих трьох умов можна буде взагалі говорити про будь-які вибори. Но они же, эта формула, она такая настолько дурацкая, она настолько невыполнимая. Там смысл в том, что они проводят выборы ОБСЕ там сами. То есть нам хотят сдать вот эту, значит, комнату с крысами, присоединить к нашей квартире. Крысы там уже все будут на местах стоять. То есть это будет фактически российская автономия в составе Украины. Будет такая. Так, це абсолютно недопустимо. Абсолютно, я погоджуюсь. Но я и не думаю, что вообще ни один президент Украины, и точно Зеленский этого никогда не подпишет, но это и точно даже никто в Верховную Раду, но, может быть, ОПЗЖ может внести там каким-то образом, но это нереалистично с самого начала, потому что там невозможно обеспечить выборы по украинским законам. Ну, каким образом? Если партии украинские не будут участвовать, а там кто будут? Партии Гиви с партией Моторола соревноваться, а потом они скажут, мы ваши депутаты тут, здравствуйте, давайте жить дружно. Да. И последнее, что хотел с вами обсудить, это закон о коренных народах. Читали, не читали вы его? Я його не читав, я лише дуже радий, що він взагалі з'явився. Я тому і привітав своїх друзів кримських татар з появою цього закону. Так, я, знаєте, теж дуже вдячний тим, хто це робив. Эти разработки шли еще далеко-далеко, по-моему, с 18 чуть не 16 года, ну, как идея. Потом это долго все обсуждали. Петр Порошенко так и не решился в последний год там, перед выборами внести, хотя, я думаю, результат был бы тот же самый. Зеленский, к счастью, внес, и за это я ему благодарен. Вот, и депутаты поддержали там конституционным большинством голосов. То есть фактически как бы это первый шаг мощнейший, и Путин, вы видели реакцию Путина, как вам вообще? Нормально? Так, ця реакція очікувана, і я радий, що цей закон його заболів. Бо мало що в Україні сьогодні є таке, що болить Путіна. Радше він може багато чому втішатися. Я радий за корінні народи Криму. Я не знаю особливостей, і я здивуюся, якщо цей закон є ідеальним. Тому що, ну, все-таки законотворчість в Україні не відбувається найсильніше. Дуже часто наші закони треба буде потім доробляти. Але все одно сам факт появи такого закону, він довго очікуваний. Я вдячний всім тим, хто спричинився до появи цього закону. І я бажаю Україні рухатися в цьому напрямку і передбачати. Ми не раз говоримо про деокупацію Криму. А що за цим стоїть? Чи люди місцеві в Криму знають, що стоїть за цим поняттям? Чи ми знаємо, що планує робити українська держава в разі деокупації? Не думаємо, що оця формула реальполітик має стосуватися і нас. Все може змінитися дуже швидко і разюче. Так само, як змінилася карта світу при падінні Радянського Союзу. І ми маємо бути готові, ми маємо напрацювати багато документів, які будуть реалізовувати от цей закон, який сьогодні прийнятий. Тому зупинятися на цьому не можна, треба працювати далі. Дякую вам дуже за те, що взяли участь в нашій програмі. Пане Мирославе, я думаю, що так воно і має бути. І нам обіцяли, що під час Кримської платформи якраз і буде оприлюднено більше подробиць щодо звільнення Криму, щодо стратегії деокупації тощо. Дякую за участь. Бажаю вам вдалої лекції. Вибачте, що так довго ми вас затримували. Зрители АТР, я прошу не переключаться, потому что буквально через 5 минут у меня в гостях Геннадий Максак, серьезный аналитик. Мы поговорим и о внутренней, и о внешней политике. Не прощаюсь с вами.
шилады. Эй, ана юрду, парчаларкен сені, шымалын құрды. Нерде, yok mu bugün bir altın ordu? İmdatқа қошсын. İmdadını isterim. Беңзетірім сені, сачылар аха, құдырған далғалы бахры сияға. Оксюссын, esirsin deb shimali ingle yursin faqat dinglayin qani. Altın destanlı kunlerin vardı. Güneşin bir melek gibi doğardı. Lakin zulümlar ile saçın ağardı. Menkıbını yazıp dinleyin qani. Hey vatan, hey ana, ulusun, ulu. Köşeğin karaman, şehitle dolu. Bilirim, sendedir cennetin yolu. Gidip da uğrunda can veren qani. Хаджи Герай Қырым ханлығыны тізгенде 29 yaşında еді. Тахминен 350 yıl devamında Қырым ханлығы devlet olarak hüküm sürdü. İsmail Gasprinski Tercüman gazetini 28 yaşında neşir etip başladı. Номан Челебиджихан Қырым Татар Milli Kurultayını 33 yaşında tızdı. Bekir Çobanzade 27 yaşında profesör olarak Latin elifbesini Türkiye devletlerge teşvikat etti. Şair Amdi Geraybay 29 yaşında milletçilikte kabatlanıp Moskvada Butyrka hapishanesinde vahşice öldürüldü. Ahmetxan Sultan birinci kere karamanlıkını 23 yaşında kazandı. 25 yaşında ise 2 defa karaman oldu. Musa Mahmud 1978 senesi hakimiyetke karşı isyan etip ozunu yaktı. Milli meşal oldu. Ayşe Setmuratova 27 yaşında adalet kureşine kırıştı ve bütün ömrünü Kırım Tatar Milli Hareketine bağışladı. Genç ve yaşlar, fedakarlık ve kahramanlık için kureş meydanı açıktır. Sen yaratkan her bir günge şükür deyim, kalbim coşup seni dinleyim. Sana yalvarmak isteyim, senin aciz kulun olam. Ey Allah'ım, dört taraftan camilerge ese rüzgar, kurugan yaş divarga ete zarar. Kökke bakkan minareni kapla efkar, umutumuz yalnız sana. Ey Allah'ım, ел фурте yabanlarını başka elden, yıkılmasın bu divarlar ak temelden. Saflarımız imdat aray hak elinden, tut ucundan bu rüzgarını. Ey Allah'ım, ecdatlarının ezan sesin aydamasın, dinimizde milletimni ayırmasın, tınç olmagan ülkelerini andırmasın, duamızını kabul eyle. Ey Allah'ım, Saqla bizni, o'zimizni biz joymayıq, ecdatlarının bağlarını iç qıymayıq, bir-birine dallarını sıx baylayıq, avucuna al xalqımni. Ey Allah'ım!
Добрый день. В эфире программа «Бугюн» на телеканале АТР. Это прямой эфир. Меня зовут Айдар Муждабаев. И сегодня мы обсуждаем, в основном так получилось, вопросы внутренней и внешней безопасности. И я очень рад, что впервые у меня в эфире человек, который специализируется как раз на политике безопасности, на Европейском Союзе и так далее, наш украинский аналитик Геннадий Максак. Салям алейкум. Добрый день. Я удивлен, что вы у нас не были. Вот, но... Скорее включение. А были, да, все-таки так. Вот. Но у нас хорошо, тут кондиционер, так что... Спасибо за приглашение. Думаем о Чувствуется. гостях. Тут можно просто зайти просто охладиться с улицы. Но мы не всех, конечно, приглашаем. Вот вы являетесь председателем Совета по международной политике организации «Украинская призма». Все правильно. Что это такое? Расскажите. Я честно прямо скажу вам, вот не слышал про этот аналитический центр ничего. Да, спасибо за возможность сказать не только вам, но и вашим зрителям. Это центр, который занимается вопросами внешней политики и международной безопасности. У нас эксперты есть со всей Украины. Те, которые специализируются от, грубо говоря, Латинской Америки до Японии. То есть пытаемся покрыть все географические направления, плюс функциональное направление внешней политики. Это и экономическая безопасность, это публичная политика, публичная дипломатия, то есть все направления, которые могут тем или иным образом включаться в понятие нашей внешней политики. А вы как-то ассоциированы с Министерством иностранных дел, с какими-то структурами государства? Абсолютно нет. Это независимый СНТ, который занимается именно вот своей работой, исходя из грантовой политики. То есть мы не имеем никакой аффилиации ни с каким государственным органом Украины. То есть вы живете на западные гранты? В том числе. И украинские в том числе. А какой цели вы видите? То есть что продуктом является? Что является продуктом вашей работы? В нашем понимании продуктом являются наши рекомендации, наше видение, как развивать внешнюю политику по тому или иному направлению. Украины. Да, у нас есть очень такой фундаментальный продукт, ежегодник, внешняя политика, называется Scorecards. Мы анализируем 50 направлений внешней политики. От Европейского Союза, отношения с странами Большой Семерки, соседи, регионы очень важные, которые там есть, там Азия, опять-таки. У нас есть 50 направлений внешней политики. Не поверьте, их намного больше, просто мы не говорим в таком разрозненном варианте. Скажем, Европейский Союз, он может быть иметь и политическое направление, как диалог, да, и экономику, и опять-таки энергетику и безопасность. Поэтому мы пытаемся выстроить наши оценки, исходя из того, что мы видим, как это все происходит по каждому направлению, и уже с динамикой 5-6 лет, которая уже дает понимание, где мы, может, проваливаемся, а где мы делаем. Ну, давайте через вашу украинскую призму и посмотрим на нынешний Европейский Союз. С удовольствием. Очень странная организация в данный момент. Выглядит странно. Разные страны, разные интересы. Да, там открытого конфликта нет, но мы видим страны Балтии и страны Восточной Европы. Не все, но те, кто ощущают угрозу. Видим западные страны, которые... не буду за вас ничего рассказывать. Вот опишите нынешний стан Европейского Союза в плане единства, в плане подходов к российской агрессии, в плане поддержки Украины. Тема, я понимаю, огромная, но хотел бы понимать вот ваше видение, что у нас зритель очень политизирован, он все разбирается. То есть нюансы такие... элементарщину можно и не пояснять. У нас люди понимают, о чем идет речь. Можно говорить как серьезными политическими такими же аналитиками. Начнем с того, что сейчас в Европейском Союзе, я думаю, об этом знают ваши зрители, 27 стран, было 28, одна вышла, 27 осталось, и выходить не собираются. Возможно, некоторые заявляют, там Польша, Венгрия, все страны, но не выходят. Значит, не так уже плохо в датском королевстве, если так можно сказать. Что касается единства, давайте возьмем вопрос Крыма, Донбасса, санкции длятся. Возможно, не такие там существенные, как нам бы хотелось, но они продолжают их каждые полгода. То есть, на самом деле, по вопросам, которые значимые, они приходят к консенсусу, и они принимают очень большие знаковые решения, в том числе и в отношении региона, Украины, Молдовы, Грузии, Восточного партнерства и так дальше. Вы правы. Посмотрите на Украину. То есть это одна страна, да? Тут у нас тоже есть разные мнения, разные течения, разные политические партии. Мягко говоря, да. Поэтому ожидать, чтобы во всех странах было одно мнение и все ходили строем, тоже вряд ли мы можем так себе предположить. Поэтому есть направления, где, скажем так, географически близка одна модель развития и внешняя, и внутренняя. Скажем, если для Франции это опять-таки юг, да? Почему? Потому что бывшие колонии, они о них заботятся, им приоритетнее. Если так говорить о Польше и странах Центральной Европы, им, конечно же, более приоритетно Восток. Это восточное партнерство. Для Германии это большой
игрок на европейском уровне, и потом они пытаются как-то маневрировать и все балансировать. К сожалению, возможно, не все получается, как бы нам хотелось, но при этом они пытаются быть беспристрастным, насколько возможно, исходя из интересов их избирателей. Вот, ключевой момент. С интересов их избирателей, а не своих. Вот Абсолютно. я тут, да, про формулу Штайнмайера, которую нам предлагает Германия внедрить, да, я второй раз не буду цитату показывать в видео, я просто перескажу, что Джордж Кент сказал, что, в общем, эта формула не является универсальным средством, и 4 раза повторил в одном комментарии вот таком, что это война, которую должна прекратить Россия. 4 раза. Почему немцы так настаивают на этой формуле Штайнмайера, которая, я не знаю, в вашем мнении, но, на мой взгляд, абсолютно невыполнима ни в каких политических реалиях. Вот выборы без Украины там, а потом передача всего этого, значит, всего этого кагала легализованных наемников России в нашу политическую систему. Это, Я думаю, что здесь присутствует дипломатия малых шагов, и, наверное, тут вопрос больше не в том, чтобы ее полностью имплементировать. Вы правы, я тоже имею большие сомнения в том, что это все как-то связано с реальностью, но, тем не менее, как-то усадить за стол и показать, что давайте попробуем это поговорить и как-то найти направление, возможно, в каких-то вопросах, они в этом еще питают определенные ожидания. Хотя, на мой взгляд, сама формула изначально была, скажем так, несправедливо выписана без учета украинских интересов. Без учета украинских интересов, как нам это видится, опять же, не знаю, как вы скажете, как многим видится в Украине, было подписано соглашение о Северном потоке-2. Это стратегическая идея Путина, она носит откровенно политический характер, он много раз сам об этом говорил. Там они ничего, на самом деле, вот если их телевизор смотреть, они вообще ничего не скрывают. Все свои фантазии они излагают там с откровением, там, я не знаю, бывалые проститутки. Она все говорит, что хочет, да? И вот они все-таки принесли этот шланг к Европе, и Европа согласилась, Америка согласилась. С Украиной, в общем, не посоветовались. Что произошло? Почему так? Почему так Байден вынужден был действовать? Почему Меркель? Меркель здесь понятно. Что мы ждаем в сентябре в Германии? Выборы, парламентские выборы. Меркель уходит с политики. И если сейчас ей не, скажем так, не учесть некоторые интересы, которые продвигают большие лоббистские группы, которые часть ее партийной системы, то, наверное, мы можем ожидать крах этой партии в том понимании, что они утратят влияние на процесс принятия решений, и, возможно, те самые эсдеки, социал-демократы, те самые Штайнмайер и Шредер, могут получить еще больше голосов, и я не уверен, что там мы получим лучший подход, нежели вот продвигает сейчас Меркель. То есть, опять-таки, давайте учитывать внутреннюю политику и ее проекцию на внешнюю политику. Без избирателя и они далеко не уйдут. Они же давайте отдельно Меркель рассмотрим, отдельно мотивацию Байдена. Меркель, насколько если я правильно вас понял, она не хочет сейчас будоражить электорат, не хочет выступать против этого потока, так как многие ее там соратники по партии в этом задействованы. Вот. И если, допустим, эта партия ХДС будет терять позиции, то, возможно, не только социалисты, а и вот эта пропутинская партия подтянется тоже, да? То есть есть риск получить еще худшую Германию, в нашем понимании, чем она сейчас, такая вот аккуратная, такая совсем-совсем мягенькая к Путину. Возможно, я бы не согласился с тезисом о такой же мягкости, но то, что у Германии есть большие экономические интересы и связи с Россией, тут, наверное, не приходится повторять. Геннадий, а какие такие интересы? Вот я просто не могу понять. Это закупки BMW и Мерседесов? Что еще? Вот даже тот газ, который они пытаются... это не критично. Там экономика, но я могу даже сейчас залезть... Это не объем с Китаем, это не объем с Америкой. Там как-то все меньше. Почему такая страстная зависимость от России, какая-то болезненная? Большой рынок, где... Также есть большой интерес к продукции Германии. Вот. Потому что Россия это ничего не производит для них. Естественно. Да. Кроме энергоносителей, я думаю, что там, опять-таки, очень мало направлений, которые были бы интересны Германии. Возможно, какие-то новые технологии, внедрение там, на каких-то уровнях, да, там, обкатка, пилотные проекты и так дальше. Но вот как раз большой рынок, который потребляет и лакшери продукцию, да, вот эти все машины, где, наверное, не находят применение в Европе, они все идут туда. Арабы покупают и русские. Поэтому терять этот рынок, и опять-таки понимать, что концерны это очень влиятельные
внутренние игроки, которые влияют на процессы, в том числе и избиратели, не напрямую, да, то есть они не доставляют, нет админресурса, но это опять-таки рабочие, это опять-таки их поставщики, это контракты, то есть это целая сеть людей, которые завязаны на этот бизнес. Грубо сказать, если Мария Меркель сейчас сказала бы, стала такая железная леди, как Тэтчер сказала, никаких поставок, никакого газа из России, полное прекращение экономических связей, то нашлись бы люди, которые через СМИ объяснили бы немцам, что это означает потеря рабочих мест, там, нестабильность, там, экономические потери и так далее. Ну, наверное, поэтому он так и не говорит. Все это чувствуется и все это учитывается при принятии решений. Конечно же, в других условиях, если бы это ничего не зависело, возможно, позиция была бы жестче. Но так не играют в политику. Как так получилось, что, ведь, по сути дела, современная Германия, Федеративная Республика, это продукт Соединенных Штатов Америки. Они построили эту страну. Ну, вы знаете, было бы проще так сказать, и, наверное, было бы лучше, это мое, знаете, моделирование, да, что если бы мы сказали, что построили только Соединенные Штаты, если бы не было двух Германий до этого, и одна Германия с менталитетом, который все-таки строился, наверное, со Советским Союзом. И эта часть Германии не самая лучшая. Это часть Германии, которая получает тоже дотации от западной части. До сих пор. До сих пор. И есть выравнивание. И люди, которые там живут, они до сих пор помнят те времена, когда они жили еще в каком-то социалистическом А по вашим варианте. данным, много таких ностальгирующих восточной части Германии? Очень много. И там очень много также еще, скажем так, выходцев из Советского Союза, которые просто чувствуют себя комфортно именно в этой части. И они тоже избиратели. И их тоже нужно учитывать их мнение. Почему Die Linke и другие партии, которые там, они там вот имеют свой... Die Linke — это левая партия? Да. А Альтернатива für Deutschland — правая партия? Да. Поэтому там очень имеются такие большие, скажем так, коренные электоральные базы для этих партий. И с этим нужно бороться, и это нужно опять-таки учитывать. Две части, но одна Германия. Ну, я к чему так это сказал, потому что впервые на моей памяти, просто всегда было так, при всем уважении к Германии и всем остальным европейским странам, Франция там еще как-то всегда особую позицию имела, был такой дядя Сэм, который, в принципе, отвечал за внешнюю политику Запада, даже независимо от того, вот они как-то под него подстраивались. Да, сейчас получилось, что Меркель сказала Байдену, сказала Америке нет. Я думаю, что Байден мечтал бы, чтобы этого газопровода не было, что он ему точно не нужен, да? Но рак в такой стадии, что он уже его надо либо оперировать, либо соглашаться с этим жить, да? Как-то на какой-то химии. И, грубо говоря, таким плохим языком таким, Германия поставила Соединенные Штаты на место, заставила играть как ей выгодно, как Германии выгодно. Это правильное ощущение или нет? Ну, я бы сказал, что это немножко упрощение. Ну, я, естественно, упрощаю. Да, понятие, даже те договоренности, которые есть между Германией и Соединенными Штатами, но то, что этим отношениям был нанесен очень большой урон при Трампе, наверное, все знают, ваши зрители, и это нужно восстанавливать. Как бы там ни было. Байден заложник. Он скорее понимает, что нужны некие уступки, которые помогут наладить хорошие отношения и трансатлантику. Это очень важно для него. А Трамп сильно разнес этот дом, да? Абсолютно, по кусочкам, бы так сказал. То есть суметь так всех рассорить и поляризировать, это, наверное, дорогого стоит. Но он и в Америке сумел достичь определенных успехов в этой работе. Да, и поэтому я думаю, что вот как раз его выступления, его эти демарши, которые были на уровне НАТО и на уровне коммуникации между Меркель и ним, и в коммуникации с центральными европейскими странами, показывают, что здесь есть много ран, которые нужно залечивать. Причем залечивать долго и возобновляя, самое главное, доверие. Без доверия не будет. Понятно, что здесь идут на уступки Германии. Было понятно, что Германия просто так не сдастся. Даже имея санкции, она будет пытаться всеми способами достроить этот проект, потому что этот проект, я бы сказал, на каком-то этапе даже имиджевый. Пускай мы не говорим об экономических интересах тех групп, кто влияет, но это имиджевый интерес, чтобы, ребят, мы добьем тот проект, который мы запустили. Хотя у вас есть другая точка зрения. Вот даже так я бы поставил. Здесь есть о чем говорить. И, я считаю, что, возможно, мы не знаем все пакетные соглашения и все те договоренности, которые звучали во время закрытой встречи Меркель и Байдена.
но какие-то, скажем так, предохранители были поставлены, в том числе по отношению к Украине. То есть я бы не упрощал настолько, что вот кто-то там кого-то там как-то повернул в свое русло. Здесь скорее все-таки Там я читал, вы читали тест. тоже Абсолютно, это, да? Но там нет ни одной конкретной гарантии. Это очень похоже на стиль Будапештского меморандум заявления, да. то есть как бы это скорее там декларация, которая о намерениях. Но дальше мы понимаем, что идут конкретные шаги. Берлин говорит о том, что будет спецпредставитель, который должен появиться уже до 1 сентября. Спецпредставитель кого и где? Ну, например, Германии, который будет обеспечить интересы в рамках этого меморандума. Вот. И это говорит о том, что конкретные практические кроки уже будут в ближайшем будущем. Там уже оценим. То есть заявление оценить очень сложно, потому что можно говорить очень много. Даже в заявлении написать. Мы знаем много и Будапештский меморандум, и другие бумажки, которые возникали, и большие государства под ним подписывались. Но, к сожалению, сейчас не стоит водяные яйца. Да. Мы это все понимаем. Поэтому шаги конкретно не покажут. Нам нужно немножко подождать, возможно, уйти от этого нашей дихотомии перемога зрада, да, и подумать о том, что все-таки каждое государство исходит в первую очередь из своих интересов, а уже потом из союзников, и уже потом из третьих стран. Поэтому мы здесь должны понимать, что, возможно, интересы Штатов в возобновлении контактов на Евроатлантике имеет больше вес, нежели, скажем так, прямое давление на Россию с учетом всех источников и заблокировать и Nord Stream 2, и SWIFT перекрыть, и другие возможности перекрыть. То есть им тоже нужен вариант, когда они работают и по формату Евроатлантики, и имеют возможность диалога, мы не говорим о результатах, с той же самой Россией, с той же самой Кремлем. Ну, вот полгода Байдена. Оцените его. Мы многие его встречали с завышенными ожиданиями. Я так просто радовался, что это не Трамп, потому что Трамп был тупиком. Второй срок Трампа был бы разгромным для человечества просто. Тут никакой войны уже не надо было бы. Путин разгромил бы политические системы просто целых стран, союзов. Да? Но и Байден, с другой стороны, показался таким ястребом, который ответил на вопрос, убийца ли Путин. А потом улыбка, рукопожатие, дружеские беседы, никакой враждебной риторики, и все это как мир на паузе. И вот что дальше? Он какие-то там условия дал Путину и сказал, что это будет ясно до Нового года, по-моему, да? И можно с ним с собой иметь дело, типа парень, да? Что представляет себе президентство Байдена и первая часть, первые полгода? Я бы сказал, что здесь скорее старт не с низкого, старт не с низкого старта, а скорее из окопа. Из окопа, который вырыл Трамп, то есть из него нужно выбраться, а уже потом бежать. И мне кажется, что та система отношений, ну, во-первых, хорошо, что не Трамп, да, то есть система все-таки государственных органов, она как-то вот проявила иммунитет, и вот инородное тело, она изжила из своей системы, позвольте мне здесь такой налог представить, потому что по-другому я не зову, вот, понимая там, возможно, некие аспекты, как проходит руководство страной в это время. Просто вы читали Болтона книжку, да? Да, это как коронавирус был такой. Абсолютно. И, ну, когда... Давайте оставим, это отдельная тема для дискуссии. Но вот к этому вопросу, мне кажется, что Байден здесь имеет видение, то есть команда Байдена – это команда Обамы, по-хорошему, которая занималась внешней политикой. У них хорошая школа, это я говорю о теоретической подготовке, и у них есть практический опыт. Но чтобы его реализовать, нужно возобновить альянсы, нужно возобновить коалиции, над чем они сейчас работают. То есть выстроить фронт. Абсолютно. То есть с нуля самому бежать будет очень тяжело. Даже если ты очень сильный бегун, то в командной игре ты сам не пробежишь всю эстафету с этой эстафетной палочкой. Нужно кому-то ее передавать, и нужно как-то между собой координировать всю эту деятельность на общий результат. Поэтому очень глубокий старт, если не низкий, но команда у него достаточно профессиональная. То есть я надеюсь на то, что есть возможности как-то повлиять на Россию. Что касается Байдена и отношения к Украине, то здесь скорее, наверное, еще учитывается и то, как Украина проявляет себя по тем обязательствам и по тем договоренностям, которые могли бы быть на самом начале диалога, когда вот только Байден приходил в администрацию. Уход Авакова – дело рук Америки? Не сложно сказать. Я вот всю подковерную игру не понимаю, но... Как странно совпало, если опять мне память не изменяет, было сообщение о встрече временного представителя Соединенных Штатов Джорджа Кента с Аваковым. На следующий день заявление об уходе написал. Поэтому я у всех спрашиваю, может кто-то может ответить, я ответа не знаю. К сожалению, я не в курсе. Если будете знать, тоже, пожалуйста, сообщите, мне тоже очень интересно. Вот, но мы сейчас не про это. Вот вы сказали, что Обама – это команда Обамы. Ну, команда Обамы разная была. Команда Обамы был, например, посол Майкл Макфол, который
просыпается каждое утро где-то раз в неделю и пишет, вот я реально, что я не шучу, раз в месяц, раз в 2 недели Макфол просыпается, видимо, в Соединенных Штатах и пишет пост: «Привет, я скучаю по России», или «Привет, я люблю Россию», или там, ну, вот такое все. Это реально не шутки, можно зайти, где-то это регулярно происходит. То есть человек был послом как раз при администрации Обамы, потом его выгнали, ему запретили въезд в Российскую Федерацию, и дверь закрыли, и след плюнули, и еще с балкона облили, да? Но нет, скучаю по России. Дальше. Джон Керри, тоже из администрации Обамы. Кто? Госсекретарь. Нифига себе должность, да? Отвечает за внешнюю политику. Господин Керри, это мне лично рассказывала коллега, которая была на этой лекции. Отвечая на вопрос, какова главная ошибка Запада в политике Запада в отношении к Украине, он дословно 2 года назад сказал: мы зря тянули Украину к себе от России. То есть это после 2 Майданов, после войны, после всего. То есть кто этот человек? Оставим. Как бы он сейчас спецпредставитель, правда, по климату, по перегреву Земли. Но что-то мне подсказывает, что он не просто так в Москву о климате ездил разговаривать. Кто он для Байдена, насколько он близок к нему, я не знаю. Есть, говорят, и другое крыло, которое, ну, более реалистично, что ли, относится к России. Да. Но так или иначе, в целом администрация Обамы, безусловно, интеллектуал, там, безусловно, умница, и теоретическая подготовка у них хорошая, только после грузинской войны, которая была при Буше-младшем, так ведь, да, это был последний год его, когда Обама выиграл, они начали про политику перезагрузки с Москвой, которая закончилась нападением на Украину, да. И я помню просто пересчет... Наверное, на Грузию или на Украину? Нет, в Грузии, когда Путин напал на Грузию, это был Буш еще, младший, это его последние месяцы. А потом, да, 8-й год, потом пришел Обама, начали перезагрузку вот при Керри. Да-да. Все возились с русскими, как с этим Медведем. Там была Хиллари Клинтон тогда была. Да-да, как его там причесать и так далее. Но в итоге причесали до уровня того, что началась оккупация территории соседних стран в Европе. Нет ли ощущения, что достаточно силы есть какие-то в американской администрации, в политических кругах, которые говорят Байдену: все равно с этими русскими ничего не сделаешь, давайте с ними будем так понемножку дружить, вот, как при Обаме? Вы знаете, вот вы вспомнили сначала Майкла Макфола. Я думаю, что, зная всю его биографию, я бы уже не говорил о том, что он там настолько вот за понимание Кремля и за восстановление с ним отношения. На самом деле его-то и закрыли ему въезд через то, что он поддерживал демократическое общество и пытался нанести там свои механизмы и элементы демократизации. Кстати, вот когда была встреча, когда его представляли Путину, это написано в книге, тоже очень интересно. Я не читал, интересно. Советую. Очень много о его пребывании и в России. И вот в Россию он приехал во 2-й срок Обамы, а во время 1-го срока он был его советником по России и советником Хиллари Клинтон. Потом тут вопрос перезагрузки, которая была, это вопрос как бы и его вложения в том, что они пытались дать новую повестку дня. Пока был Медведев, с этим как-то еще можно было работать. Они вот, видимость хотя бы русские они подписали новый пакет по ядерному оружию, и это было большое достижение. Они достигли каких-то больших прогрессов по отдельным точкам, но потом вернулся Путин, и стало намного сложнее. И все те ростки, которые пробивались в понимании и дополнительные точки, они, наверное, все-таки завяли в этом. Поэтому ему там путь закрыт. А, наверное, то, что вот просыпаюсь и вижу там Россию или хочу вернуться в Россию, это, наверное, о том, что он хочет вернуться в Россию, где все-таки есть какие-то принципы. Вот. Это моя проекция, но насколько я понимаю, человек, который работает в Стэнфорде и читает в украинской программе, то есть, в принципе, где-то вот это может быть созвучно. По Керри я тоже бы не говорил о том, что это заявление является чем-то открывающим глаза. Это не новый, и сейчас новый директор ЦРУ Бернс, он тоже писал о том, что зря мы тогда вот наставили на том, что мы тянули в Украину в НАТО, потому что это спровоцировало Россию. Возможно, вот это нынешний сейчас? Да. И, возможно, провоцировать не стоит, но нам нужно было другими методами поддерживать. Они исходили из того, что есть печальный факт о том, что наша территория оккупирована. И сейчас это ретроспективный вот анализ покажет, что, возможно, нам удалось бы этого избежать. Возможно, есть какая-то даже доля вины на их плечах, как они чувствуют, и говорят: да, возможно, нам нужно было тянуть. Хотя мне кажется, что
тут вопрос скорее в Кремле, нежели в том, Да как... уж, конечно. Мне просто рассказывал, ну не мне только, наверное, много раз об этом рассказывал, что американцы настолько осторожны в отношении русских, что когда в 89-м или 90-м году, я не помню, уже 90-м, Литовская республика объявляла о независимости, из Госдепа звонили Ландсбергису и говорили: вы что, оставайтесь в Советском Союзе, требуйте экономического суверенитета, ни в коем случае не надо, мы сейчас с Горбачевым договоримся, все. Но он их просто послал прямым текстом, потому что но это же рукой Америка говорила, что мы же не признаем оккупацию стран Балтии, и при этом говорили: оставайтесь в СССР. То есть вот до такой степени доходило. Ну, вы знаете, украинская независимость тоже была тяжелым ударом для Соединенных Штатов, и там тоже были разные попытки убедить нас оставаться как-то вот в союзном государстве, там войти больше плотно в СНГ и вообще не уходить из Советского Зачем Союза. они это делали? Это какие think-танки там, такие аналитики, что вот в итоге мы имеем новый Советский Союз с Путиным? Ну, тогда были большие опасения, что молодая страна не сможет справиться с третьим по размеру ядерным арсеналом. И это опять-таки большая дырка в Европе с целью, в том числе и на других Ну континентах. ничего, справились, Путин справился. Путин и его предшественники справились. Была хорошая спецоперация по введению этого оружия с территории Украины. Да, Да, бесплатно получить да. такой арсенал. Да. Но почему же нам и резали все эти авиабомбардировщики атомные, ядерные, которые не могли нести эти заряды? Потому что была программа, чтобы максимально убрать возможности страны, в которой еще, скажем так, слабые демократические процессы, чтобы она не представляла угрозу для А в региона. России были сильные демократические процессы. Ну, тогда, понимаете, на раннем периоде Ельцина, когда еще был Иванов министр иностранных дел, тогда казалось, что разворот был именно в России. А мы такие еще младшие партнеры, которые не совсем понимают, что они хотят, где они хотят быть с нашей разновекторностью и другими процессами. А как русским удалось так пропетлять? Вот сделать вид, что мы мирные люди. Значит, Ельцин уже через полгода, через год там на Чечню начал зуб точить, да, с Украиной, просто мне дипломат говорил свысока, что типа мы вас отпустили, мы вас можем и обратно забрать, такие шуточки он отпускал, да, что в итоге шаг за шагом потом пришел Путин, как мне кажется, вполне естественный процесс. Вот, он дал россиянам то, чего они хотят, ощущение величия. И вот мы имеем сейчас декларацию путинскую, которая фактически говорит, что моя историческая миссия Украину присоединить обратно. Вот как, где эти все think-танки, все эти Стэнфорды, Гарварда, о чем они там лекции друг читают, что они рассказывают, какие книжки читают, что они не могут спрогнозировать элементарного. Как только у русских появляются деньги, они начинают закупать вооружение, и начинают вооружаться, захватывать территории. И вот это все, начиная с Чечни, все эти войны подряд, это значит, все-таки до сих пор непонятно, что они хотят. Ну, Путин все откровенно же говорит. Ну, вы знаете, наверное, все-таки с Чечни и началось восстановление вот этого имперского духа. И поэтому я думаю, что как раз Путин-то и понял, что если будет Чечня, и туда придут внешние силы, которые пытаются там как-то его там создать компромиссы, то это будет первая фишка домино, которая потом повалит всю фигуру. Да. Поэтому вот он так и пошел. Со второй стороны, мне кажется, что вот воспитание, как бы то ни говорили, вот высшая школа КГБ, она давала как бы свой майндсет, свой менталитет и направление. Естественно, что большая страна, которую профукали, назовем это менее грубым словом, это был большой урон именно для его и его коллег. Вот именно то Политбюро 2.0, которое называют российские политтехнологии, вот то, что при Путине, да? Именно жили старыми этими ценностями, что это у них украли их территории. И вопрос не только о Крыме, вопрос вообще об Украине. И заметьте, что даже вот во времена довоенные с Россией МИД занимался Россией многими вопросами, но вопрос Украины был не в МИДе, был в администрации президента, потому что это считалось не вопрос внешней политики, это считалось вопрос как-то внутренних связей, которые нужно возобновить. Как нам с такими соседями дальше выстраивать собственную политику на международной арене? А вот тут я вот обращу внимание на ваше слово «собственную». Здесь нам, собственно, будет тяжко, поскольку сами-то мы и не справимся с тем, чтобы выстроить политику и чтобы как-то вот сдержать вот эти имперские позывы, да, чтобы не создать там Новороссию и так, не дай бог, там продолжить это все наступление военное. Здесь нужны коалиции. А вот здесь им наступает самое тяжелое, да, политика возможного. Да, вот если наши партнеры, стратегические партнеры имеют свои интересы, как вот с ними иметь дело с тем, чтобы вообще не уйти с их радара?
Но есть страны, которые имеют природные интересы, то есть, грубо говоря, такую же травму, как Украина, это Польша, это Литва, Латвия, Эстония. Кого еще можно сюда додать, я не знаю. Ну, не знаю, может быть, Румыния захочет там участвовать. Там, да и Турция, в принципе, это же не дружественная России страна, да. В принципе, есть за кого... Вот мне кажется, что вот эта идея Кулебы, наверное, или кого-то из партнеров наших, ну, неважно, они это все втроем сделали, а и трикутник вот этот... Люблинский треугольник. Люблинский, да. То есть, таким образом, через интересы стран НАТО, они хотя восточные страны, но это же страны НАТО, и у Польши есть договор с Соединенными Штатами еще один, ну, как это такое, да? То есть они понимают, что следующие они, что вот Украина же следующая, просто они. Вот, не знаю, мне кажется, что вот этот пояс восточный надо усиливать, потому что этих стран, которые хотя бы что-то помнят. И чехи те же самые, вроде спокойные, такие бюргеры с пивом и колбаской, да, вот как у них взорвали все, как они разнесли эту клаку, этот агентурный центр у себя. То есть, может быть, через эти страны действовать, через эти союзы уже в НАТО говорят ясно, да, не хотим вас там видеть, опять не хотим раздражать русских, но говорите прямо, да. Если не хотим, там не из-за коррупции, у вас канцлеры продаются «Газпрому», а из-за того, что просто вы не хотите проблем с Россией. Все. И Путин вам объяснил, что вот мой интерес здесь. Смотрите, вот это же письмо не только нам, это же письмо еще и Западу. Не лезьте в мою берлогу, там, здесь я дотягиваюсь лапы, я буду разбираться. Вот, ближнее зарубежье не для того же было придумано, чтобы просто... Это как бы является некой политикой, которая либо неким сигналом, что там мое. Да. Что его спровоцировало в 2008 году, ну ладно, Бухарестский саммит, да, мы это понимаем. Но потом же Европейский Союз предложил Восточное партнерство, где была частью также Россия. И вот это было воспринято в том, что вот Европейский Союз посягает на вот ближнее зарубежье, на Подбрюшье, на Южный Кавказ и на Восточную Европу. То есть это, опять-таки, безопасность наша под угрозой. Ну и потом появились таможенные союзы, таможенные романы и все, и с ними вместе взятые. Но и мне кажется, что на самом деле это очень важно предугадать, как месседж, даже месседж протянутой руки отзовется в умах кремлевских посидельцев. Месседжем протянутой ноги он отзовется. Наверное, да, потому что на самом деле вот то, что как бы даже задумывалось как некая политика компромисса, а на самом деле воспринимается то, что вы лезете именно в нашу сферу интересов. Поэтому вы правы, вот эти мини-коалиции, они очень необходимы, хотя иногда кажется, ну что там нового, да? Ну вот мы собрались с Литвой и Польшей, ну приняли там еще новое заявление, еще чего-то, да? Вот мы в ГУАМ собрались, мы приняли заявление, потому что у нас общие интересы, общая боль, да, и в Азербайджане, и в Грузии, и так дальше. Поэтому многие имеют скепсис, хотя вот каждая новая инициатива, она чем-то может помочь. Может выстрелить. Но это тут действительно люди имеют с нами интересы. Вот будет скоро учение, мне сказали, что будут учения с поляками и с абрамсами, с колонной танков с Польши. То есть, ну, это в любом случае надо делать, потому что раскачать, грубо говоря, Австрию до поддержки Украины довольно сложно. Там мы сами знаем, что там здесь ситуация. Вы анализируете, какие ключевые страны с наибольшим российским влиянием на свою внутреннюю политику в Европе? У нас нет такого именно отдельного исследования, но мы понимаем, что есть страны, где разные инструменты сильны, где энергетика, где экономические интересы, где просто уже настолько сильное, скажем так, врастание и бизнес-элит, и их легализация в этих странах, что мы говорим о том, что это, возможно, очень большой, скажем так, leverage, большой рычаг влияния на эти страны. Скажем, вот та же самая Чехия, да, почему там так вольготно себя чувствовали российские спецслужбы? Да потому что там чехов не так уже, скажем так, и сильно можно пугать русским языком, его слышно на улицах. Да? Очень много легализированных через официальные процедуры россиян, которые там завели свой бизнес, а насколько мы знаем, что может это чисто бизнес, и дай бог, а может это чисто бизнес, который ведение денег и так далее. Вы, конечно, смотрели фильм «Оккупированные», да? Да. Ну, хорошо написал сценарист норвежский, и вообще фильм качественный. Я даже удивлен, что западноевропейский журналист, сценарист мог написать такой сценарий, когда и компьютерные фирмы они туда завозят, и церковь там место сбора агентуры, там и все, то есть все по классике. И вот чехи такие прекрасные, очень добрые люди. 68-й год, да давайте не будем вспоминать. Да, русские, что, процедура легализации, там, натурализации легкая, да, 150 тысяч евро там вложил, на тебе вид на жительство, потом паспорт, да. Карлова Вара вам, ну берите, да, здесь берите. Ну и что, вам нравится у нас? Нравится. И они взрывают склады, да. Ну,
Это и есть, наверное, тот Лайфстайл. лакмусовый кусочек бумаги, который нам показывает, что не все так просто. На самом деле, вот мы можем говорить про эти процедуры, но я бы не сбрасывал со счетов и то, что на самом деле чешские спецслужбы имеют наиболее полную информацию, и они готовы показывать, какое есть влияние и Китая, и Россию на собственное государство, и на собственных политиков. О том, что президент Чехии Земан является пророссийской марионеткой, можно услышать не только у нас в Украине, да, и в других странах, где мы понимаем это все. Это тоже говорят чехи, они это понимают, да. И, возможно, я думаю, что некие механизмы баланса выстраиваются. Но этот взрыв и то, что прошел там уже больше года с этого периода, покажет, что, возможно, были политические трения, как с ним поступать. Возможно, закрыть глаза, возможно, по-тихому спустить, но все больше и больше новых таких маленьких эпизодов. Кто там привез еще какую-то там отраву в дипломатическом чемодане, кто там еще чего-то. Ну, вот это их уже, наверное, немножко обозлило вот к этому вопросу. Многие спрашивают, что должен сделать Путин, чтобы в Европе наконец поняли, что с русскими иметь дело нельзя. Вот я слышал такие вопросы. Но я не знаю, самолет взрывали, сбивали с немцами, с голландцами. Кстати, что с самолетом? Процесс идет, но мне кажется, опять-таки не очень быстро, потому что на самом деле, чтобы привлекать к ответственности, нужно понимать, что ты можешь привлечь. А если там идет просто и, скажем так, игнорирование всех норм и процессов, то и процесс затягивается. Не так уже просто. То есть игра идет. Игра идет, к сожалению, не так быстро, как бы нам хотелось, не с учетом наших интересов, но это еще один фактор, который, может быть, впоследствии сыграет. То есть пускай накапливается. Да? Вот мы говорим про мини-коалиции. То же самое судебные разбирательства, которые запущены Украиной либо партнерами в отношении России. Да. Возможно, сейчас там есть некие решения, которые Россия не признаются, они там смеются, хохочут, возможно, да, в Кремле, потому что принимайте, пишите, мы на это не обращаем внимания. Но придет время, когда по всем счетам придется платить. У меня вот есть такое ощущение, что он наступит. Просто... Возможно, еще даже при нашей жизни. Дай бог. Просто знаете, в чем, на мой взгляд, моральная проблема? Они же прекрасно знали с первого дня. И тем более сейчас знают, кто сбил этот самолет. Знают, информация есть. Ну, суд хорошо, будет суд, назовет он какие-то детали. Но понятно, что политическая ответственность лежит на главнокомандующем российской армии. Это Путин. Это только его бук, лично его бук. Эти буки не перемещаются с места на место даже там решению министров обороны. Это настолько высокий уровень решений, да, что политические заявления могли принять и парламент Нидерландов, и Бундестаг. Все молчат. Ну, Малайзия, ладно, она просто за пальмовое масло продала своих жителей, нам, пассажиров. А эти за что продали? Вот. За страх назвать Путина террористом? Ну, я думаю, его и называть террористом, и убийцем, как вы уже сказали, да. Но, с другой стороны, нужно понимать, чтобы привлечь, нужно иметь какой-то уровень диалога. Без диалога это опять-таки будет черная дыра. Ну, и кроме ведь самого Кремля есть россияне. Пускай во многом многие поддерживающие абсолютно пропутинскую политику, но это россияне, ни в чем не повинные люди, о которых тоже нужно заботиться и как-то их вытягивать на свет Божий и давать им понимание, разумение, что происходит, помимо дезинформации. Пока мы видим обратный процесс, пока мы видим, что европейские россияне любят Путина едва ли не больше, чем россияне внутри страны, когда в благополучной Британии или в Германии или в Эстонии граждане или обладатели видов на жительство Евросоюза носят портреты Путина, голосуют за все вот эти профашистские партии местные. Как-то не получается даже в Европе переучить. В чем секрет? Секрет... Не думаю, что это секрет. Это скорее отработанные технологии, которые есть у Кремля, которые еще в свое время КГБ использовал, поддержку партий, поддержку маргинальных политических, социальных элементов в каждой из стран. Экономические рычаги влияния, давления. Все мы понимаем, что люди имеют свои психологические слабости, и не все морально стойкие, абсолютно. Поэтому это все используется. И мы видим то, что иногда это бывает даже очень эффективно. Но мне кажется, что все-таки есть, хоть и небольшое, да, но движение вперед. Вот есть понимание того, что да, с Путиным не стоит разговаривать. Хотя мы все понимаем, что вот если просто закрыть все ставни и двери, да, ну тогда вообще никакого диалога. Это мы вообще не знаем, что происходит там с ядерным арсеналом. То ли он наращивается, то ли он возобновляется, то ли у них появилась там новая там сверхзвуковая там техника и так дальше. Потому что, ну, вот, то ли там лазерное оружие новое. То есть вот здесь есть
необходимость учета. Наверное, потому Байден и выходит на эти вариант саммита, при всем понимании того, что Путин это не тот, с кем нужно садиться за стол. Но не оставлять им полностью и прищемив хвост, они не сделают лучше. То есть он воевать однозначно с не верит. ядерной непредсказуемой державой очень сложно. Но он все равно им не верит, по вашему убеждению. Думаю, Байден. нет. Абсолютно думаю, что вопрос не о доверии, вопрос о том, чтобы выстроить систему сдерживания. То, что Боррель вот недавно озвучил, это, скажем, главный дипломат Европейского Союза, там тоже указывается то, что вот сдерживать это на первом месте, уже потом как-то пытаться привлечь. А его Россию там к в Москве чему-то. чуть ли не как коврик использовали. Вот он приехал, Я думаю, ему было очень унизили. некомфортно там. Он это почувствовал, и вот это даже унижение публичное от Лаврова, это, конечно, был яркий показатель того, что, во-первых, Евросоюз не считается какой-то геополитической силой, там еще действует старый афоризм, где в Европейском Союзе телефон, куда можно позвонить и договориться, да, все понимают, что нужно ждать со столицами. Вот. Но, с другой стороны, то, что их сподвигло потом выработать общую политику на уровне европейской институции, и то, что она более жесткая, и то, что 5 принципов, которые были Могерини заложены, они действуют по сдерживанию, это показатель того, что есть прогресс. Небольшой, но он есть. А нет риска, что вот это напоминание про формулу Штайнмайера, что потом Германия или кто-то поставит вопрос, ну давайте снимать санкции тогда, раз не выполняет Украина Минские соглашения? Нет такого риска? Есть понятие и в Берлине в том, что невыполнение Минских соглашений – это не вопрос Украины. А все-таки есть понимание. То есть то, что Джордж Кен сказал, это понятно. Что... Абсолютно оно есть. Единственное, что, опять-таки, чтобы садить россиян за стол, мы видим, как сложно с нормандским форматом получается. Да? Мы как бы и хотим, а Путин говорит, да, ну, вы сами договоритесь, потом приходите ко мне. Ну, а я уж подумал. Холопы, договоритесь и к царю потом. Да, потому вот здесь есть необходимость нашей общей политики, но нужно иметь возможность все-таки усадить Путина за стол. Хоть каким-то, хоть чучелом, хоть тушкой, но чтобы там была российская такие сторона. столы в тюрьме с наручниками. Это, наверное, все-таки будем считать, что wishful thinking, да? Что это вот наше такое желание, которое, возможно, материализуется. Потому что человек, который нарушает, который делает зло, он должен от этого... Но если ты посадишь за стол, но он просто посмотрит тебе в глаза и сделает по-своему. Его сажать сильным за стол, ну нет смысла. Его надо сначала ослабить, чтобы сажать за стол, чтобы он хотел, чтобы не Байден ему звонил, когда он тут войска выстраивает около Украины. Байден же, это же выглядело как просто напугали. Вот, ты что, не хочешь со мной встречаться? Сейчас 150 тысяч войск двину, и сам мне позвонишь. И позвонил. Я не говорю, что это слабость Байдена. Я говорю, что он так использует, реал-политик использует. Я бы не говорил, что там вот настолько вот именно через его там маневры войсками, я имею в виду Кремля и непосредственно Путина, здесь идет о том, что вот пришла новая администрация, соответственно, возможно, возобновились некие возможности по урегулированию каких-то конфликтных точек. Нам Украина болит, мы это понимаем, но кроме Украины есть и другие точки, которые заслуживают внимания, и где Россия тоже сильна. А Россия что, откуда-то собралась входить? Или, может быть, где-то собралась на стороне Соединенных Штатов выступать? Айдар, потому-то и нужно об этом разговаривать между ними, да? Вот что делает Сирия? Что делает Сирия захвачена Российской Федерацией. Ну, я думаю, Трамп увел оттуда войска. Поэтому есть точки, то же самое с Ираном, что делать, да, то есть как договариваться так, чтобы в других точках тоже было, там, скажем, меньше жертв, потому что каждый человек, который гибнет, это, опять-таки, это очень большая... Я думаю, для России это не вопрос, сколько там человек гибнет. И она просто использует метод многочисленных дырок в нашем судне, в мировом. Вот это, если взять человечество за какой-то ковчег, то Россия делает дырки в разных местах совершенно. И мы бегаем от одной дырки к другой. Да. Да, и западные политики до сих пор не могут, может, потому что они слишком часто меняются путем выборов там, и так далее, не могут прийти к окончательному стратегическому выводу, что с этим всем делать. Потому что латать, ну, можно, но тогда нужно не давать новые дырки делать. Он он делает все, что хочешь. Я про Крымскую платформу хочу. Спрогнозировать, что там будет. Вопрос Крымской платформы, я думаю, что имеет несколько плоскостей. Первая плоскость – это то, что сам формат, как таковой, он уже перезревший, да, вот с нашей стороны, с украинской. Но мы должны были это сделать в 2014 году. Абсолютно верно. Но мы это не сделали. Можно много говорить, там, на каком-то тыкать пальцем или там вот показать, что вот, в принципе, это их проблема, это они виноваты, мы хотели, они не смогли, потому что это помешал. Но этого не было сделано. Были какие-то там потуги, которые вот заканчивались, скажем так, ну, не совсем тем, что мы хотели бы ожидать. И как вариант, на сегодняшний день Минские соглашения и нормандский формат не покрывают кейс Крыма.
переговорная площадка, которая бы могла усадить за стол переговоров России по деоккупации Крыма, нет. Поэтому, если Крымская платформа предложит какие-то даже базовые вещи, под которыми подпишутся наши партнеры, давайте говорить так, каждый партнер имеет свои особенности внутриполитические, где политика партии влияет на какие-то процессы и учитывает то, что хочет слышать их избиратель. Но при этом, при всем, они в общем являются нашими партнерами. И вот если мы даже на этом уровне примем какие-то вот, знаете, базисные основы политики непризнания, да, вот, скажем, едут депутаты в Крым из там, Чехии, там, не знаю, там, других стран, да, Германии и так дальше. Мы понимаем, что это опять-таки марионеточные, купленные, да. Но вот более строгая политика общая, на общих основаниях, я думаю, что это было бы то даже маленькая толика, которая бы уже подстраивала к тому, что Крым на повестке дня. Крым не забыт и Крым не за сколком, как говорит Кремль. В этом плане. Что касается глобальных вопросов по скорой деоккупации, ну, мы все понимаем, что это, наверное, не очень быстрый процесс. Но если нам удастся дать возможность, окей, назовем там какую-то страну, какую выберем, да, где вот Крымская платформа, потому что будет некий переговорный процесс по Крыму. Долгий, изнурительный, с манипуляцией со стороны России, с каким-то увиливанием, затягиванием, запугиванием, но он будет. Уже сам начало процесса, вот то, что даже вот как европейцы, это уже будет большим плюсом. Да, мы сильно в этом деле запоздали, это правда. Мы дали фору огромную Кремлю просто. Сейчас это, конечно, водогонялки. Вот сказал Джордж Кент, опять же, что представительство будет не очень высоким. То есть не вице, то есть максимально чего можно ожидать, это Блинкен. Это было бы очень круто, если бы он приехал. Но я так понял, что может быть и по-другому. Что, наверное, не очень хорошо, но как есть. Президент Польши будет, президенты балтийских стран будут, еще, наверное, кто-то будет. Но любое представительство, любое объединение вокруг того понимания того, что Крым не российский, что это все фигня полная, да, на международном уровне, это хорошо. Тогда не появлялись бы в Токио карты с Крымом, отрезанным от Украины, например. Ну, это тоже может быть частью той политики непризнания, где вот эти моменты пресекаются, и на государственном уровне этому дается порицание. Угу. Чтобы нигде у наших партнеров не возникало такого соблазна даже назвать Крым российским. И это все сильно бесит русских. Еще что сильно бесит Путина лично. Я так давно такого не наблюдал. Наверное, со времен блокады Крыма. Что касается крымского направления, что он начал сильную истерику, когда Зеленский внес в Верховную Раду законы коренных народов. Но это понятно, закон о крымском народе, в принципе, там просто названы там субэтносы крымские татары и караимы и крымчаки. Это базовый закон из 3 ступеней восстановления прав крымского народа как коренного народа Украины. Он понимает, он сразу понял, о чем идет речь. Они начали врать про то, что где русский коренной народ Украины, тут кто-то поднял закон России коренных народов, там тоже ни украинцев, ни русских нет никого. Но, в общем, такая примечательная истерика. Тема Крыма для Путина, наверное, про Донбасс, мне кажется, говорить может все что угодно, он даже голову не повернет. Да? Вот тема Крыма для него совершенно другой уровень вовлеченности. Почему? Здесь все силы дипломатии, спецслужб, каких-то других рычагов, которые есть, больше на то, чтобы истереть из компьютера нашего сообщества мирового, да, вопрос Крыма как такового. Вот каждое, как Волдеморт, да, каждое упоминание, вот не стоит его упоминать. Вот забудьте. Там все хорошо, забудьте. И вот когда вопрос, что ничто не забыто, и мы-то помним, и не только помним, но что действуем, конечно, будет у него вызывать в данном случае как-то вот показное недовольство, да, что вот, ну что же вы опять-таки поднимаете то, что мы закрыли, вы не понимаете, что все решено. Нет, не решено. Вот не решено. И вот эти вопросы будут его действительно колоть. Так возможно, это его и бесит. Возможно, это мелкие уколы, да, они не принесут ему там вреда, но вот это бесит, значит, мы делаем правильно. Смотрите, мелкие-то мелкие, но там же есть 3 стадии этого вопроса. Я сейчас не о законе, я сейчас говорю в общем. Да. Но если, допустим, Украина в итоге дойдет до конституционных изменений, там в 10 раздел напишет, что это автономия коренного народа Украины, крымско-татарского, которого нет другой земли на земле, да, это все, то есть это будет юридически написано, что эта земля вам, русские, не принадлежит. Она по факту, Крым был под Россией 6% письменной истории, ничего, мгновение. Это чистая оккупация, там нет ни одного русского этнонима, там ничего, вся эта легенда полный пшик. Почему они так нас ненавидят? Потому что мы живое пока еще доказательство того, что они там как пришли снаружи.
Абсолютно Вот. верно. И чем больше Украина крымских татар поддерживает, чем больше она показывает, что она справедливо относится к этому, понимает, что это такое, чистая оккупация, и президент говорит, и все говорят, все, тут вопросов никаких нет, тем больше бесится Путин, а Путина против коренного народа нашего нет никаких других аргументов. Если все законодательно выверено, все прописано. То есть, конечно, мы не можем сейчас войсками отвоевать Крым. Сейчас, подчеркиваю, не можем. Как сложится ситуация завтра, что будет в этой России? Ну, кто знает, кто может спрогнозировать? Да никто. Вы оптимист? Я оптимист. Я оптимист, и даже я поддерживаю саму крымскую платформу, потому что мне это интересно видеть то, что наши идеи, они могут работать. Мне верится, что они сработают, и вот хотя бы когда даже этих кодекс принципов непризнания, это было большим плюсом для нас. Ну, то есть все-таки платформа будет хорошим перед празднованием Дня независимости 30-летия, будет хорошим. Я скептик к тому, что мы все вместе сместили в котелок и независимость, и крымскую платформу, и другие некие саммиты, которые там будут на этом уровне. То есть для меня это, мне кажется, возможно, не совсем правильный формат по акцентам. А можно было разнести во времени. Ну, изначально мы должны были провести ее еще в феврале, но потом понимаем, что события с пандемией не позволили. Но вот я понимаю, возможно, пиарщиков, но не совсем понимаю, как с точки зрения вот политического влияния. Но если мы ее запустим, и дай бог мы ее запустим, да, мы запустим, то есть первый саммит будет, и будет второй саммит, это уже будет большой плюс. А вот если будет и третий саммит, Вот. это уже будет успех. То есть разговоры о Крыме в контексте российской оккупации должны стать политической традицией. Зудящие болью для Путина. Зудящие, постоянные. Многие говорят, что с приходом Зеленского Украина потеряла субъектность. Я так напрямую с этим не стал бы связывать, потому что в мире тоже всякие события происходят, не от нас всегда зависящие. Да? Что сейчас нужно делать Зеленскому, если да, принять внимание, что и ошибки были, и все что угодно там было. Но вот сейчас что делать? И ему, министру иностранных дел. Как выстраивать отношения со странами, которые нас не очень, так сказать, хотят за нас стоять? Есть приоритеты внешней политики. И есть сейчас уже стратегия внешней политической деятельности, которая предусматривает, как мы двигаемся. Нужно делать шаги по направлению к достижению этих целей. Будь это опять европейская интеграция, будь это НАТО, как бы для нас это, возможно, заоблачно не звучало, это имеет свои практические измерения. Стандарты для военных, имеет коммуникацию, опять-таки какие-то гуманитарные сферы, вот сотрудничество, они имеют. Говоря уже о Европейском Союзе, это первый торговый партнер, с которым мы работаем. Это первый гарант безопасности по тем же, опять-таки, и денежным вливаниям, и тем, скажем так, политическим проекциям, которые они делают вот, по отношению к Украине. Поэтому Евроатлантика на первом месте, экономика, потому что мы должны торговать, да? Экономика должна развиваться. Больше мы торгуем, и дай бог, с большей добавленной стоимостью, тем лучше, да, со всем миром. Развиваем сельское хозяйство, давайте делать так, чтобы продукты тоже были более переработанной стадии, чем просто, там, скажем, зерно и кукуруза и так дальше. Поэтому здесь есть над чем работать. И я бы не сказал, что она провальна. На самом деле наши показатели не показывают провальности. Есть проблемы, есть глобальные проблемы, потому что сам президент, он пришел-то не из сферы политики. Не внутренне, не внешне, да, то есть человек, он был, там, скажем, он пришел извне, и потом он полагается на людей, которые возле него. А вот вопрос, который людей возле него, здесь уже есть вопросы, да? Вот, и я не совсем до конца понимаю, опять-таки, там вот разделение полномочий и правильность разделения полномочий между офисом президента и МИДом, поскольку офис президента, это канцелярия. Ну, в принципе, да. Ну, то есть мы видим публично, что МИД активность, да, офис президента в активность свою приховывает, но это не значит, что ее нет, да? Да. И то, что если отдельное направление там просто берет на себя офис президента как главное, мне кажется, вот эти, знаете, вот создание линий напряженности и разделение между собой полномочий, не совсем свойственных этим структурам, МИДу и офис президента, это, скажем так, печальный момент, с которым нужно что-то делать президенту Зеленскому. И минута у нас осталась. Саммит с Байденом. Что будет? Военная поддержка, что будет? Дай бог, чтобы он прошел по той повестке, которая предусматривался. Военная оборонная поддержка, она есть, и это мы понимаем, что это большой плюс по отношению к нашему стратегическому партнерству. Дай бог, чтобы мы
убрали все латентные и открытые очаги непонимания. Недоверие, я бы сказал. И недоверие. И на уровне реформ, опять-таки, суды и антикоррупция. Здесь На уровне олигархов. на уровне будем олигархов, называть их, да. Ну и опять-таки по тем более точкам, которые не всегда называют, но которые опять-таки имеют негативный, скажем так, оттенок послевкусия, в том числе и в администрации Байдена, и в самого Байдена в том числе. Ну, за то, чтобы было хорошее послевкусие у всех у нас. Спасибо, что пришли. Спасибо. Будем вас приглашать. Интересно, у вас все обосновано. Геннадий Интересно, Максак. формат мне понравился. Формат у нас серьезный. У нас же не смотрят всякие там любители развлечений. Мы никого не развлекаем. Нас смотрят те, кто хочет что-то понимать. Спасибо еще раз, что пришли. Смотрите АТР, не переключайтесь. После меня еще много-много чего интересного будет в нашей программе. А я на сегодня прощаюсь с вами до завтра, до 15:00. Сенденішме мұрадың үшін болса, өмірінде әр шейін юртшын олса. Барсын yıllar айлансын білгеніндей, барсын yolun шашырсын yıldız, күн, ай. Sen айланма достчығым, ақ yolundan, doğru қара, iç ürkme сақ солundan. Халқа байрам шенліклер болған екен, ят еллерге оңғанлық толған екен. Сен ұнытма, сүрінмек ек олғанын. Ақ yolunda ялныздың бек болғанын. Bismillahirrahmanirrahim. Yaratanım, Allah'ım, 99 ismin var. Ya Rabbim, Kırımlarga isteklerini bir yutunda devletlerini. Senden hayrı yok kimsemiz. Vatan için dua etemiz. İmdad bekle, Kırım hürmette. Rahim eyle açsın hizmette. Bizni Kırım'da yarattın, yardımın ile. Sürgünden kaytık. Endi halkımız Kırım'ında devletli olsun vatanımızga. Biz için aziz Kırım'ımız. Takmında açsın bahtımız. Senden hayrı yok anlayacak. Yaratanım aç bizge uçak. Kırımlarga elini uzat. Yardım ver ya Rabbim. Bir bizge imdat. Bu aziz toprak ecdadım yeri. Kırımlarının tükenmez yeri. Adda bizlerini vatanımızga. Sahip olayı Kırım'ızga. Kırımlar kalbi tek sana eman. Ecdatlar yerini bağışla. Amin. Меня зовут Анна. Я родилась за несколько месяцев до обретения Украиной независимости. Весной 14-го я вынуждена была уехать, когда под моим домом начинали распускаться деревья. Скоро снова весна, и я хочу спросить, когда я снова смогу увидеть цветущие крымские сады.
ana tilim, benim tilim, benim çokrağım, benim gülüm, benim ilim, benim bayrağım, benim dalım, benim sırrım, ana dilim, benim közüm, benim tamrım, ana dilim. Şırıl şırıl akar senin tatlı sözlerin. Bana kanat takar senin serin yerlerin. Benim tüşüm, benim dağım, ana dilim. Benim gecem, benim bağım, ana dilim. Ana dilim, Allah bergen karam beyasım, karanlıkta yol göstergen çolpan yıldızım. Benim bahtım, gam kuvançım, ana dilim. Benim tahtım, bar işançım, ana dilim. Suklanırlar sana kuşlar, sana bakarlar. Suklanırlar bana kuşlar, bana bakarlar. Meleklerge layık telim, ana telim. Devletlerge layık telim, ana telim. Senin kırık kanatların koz leşi tökeler. Şafalanı imdatların sarı okeler. Benim fezam, benim tanım, ana tilim. Münkerim ve lukmanım, ana tilim. Yüreğimin perdesinden seni sararım. Savulmayacak dertlerine derman ararım. Tebessümüm, yaprağım, ana tilim. Bel, takatım, irmaçığım, ana tilim. Sensiz kurup kalgan kalpte yağsın yağmurum. Çiçeklensin, tolsun bilge, arsın gururu. Benim hanım, padişahlığım, ana tilim. Benim tacım, kabir taşım, ana tilim. Sen ulusun, gelmesek de seni taptatmam. Olur olmaz kişilerge seni talatmam. Sahra çölüm, zemzem suğum, ana tilim. Yüce köküm, teren kuyum, ana tilim. Ağlama sen ana tilim, öksüz değilsin. Sen değil de sana tilim başlara gitsin. Benim duam, benim avam ana tilim. Benim babam, benim anam ana tilim. Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 4 часа в этой студии с гостями мы обсудим основные новости и события, которые появились в информационной повестке дня и которые непосредственно касаются временно оккупированного Крыма. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссера периодически выводят номер телефона +3 8067 63 46 130. Звоните к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Можете присоединяться по скайпу atr.tv. Это наш адрес. И не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. Поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon и став частью большой крымско-татарской семьи АТР. Сегодня ваша поддержка помогает нам продолжать работу на нашем непростом информационном фронте. А я рада представить гостя нашей студии Володимир Воля, політолог, експерт з міжнародних питань. Вітаю вас, пане Володимире, ассаляму алейкум. Доброго здоровья, ва алейкум ассалам. Пане Володимире, я предлагаю наш эфир начать со следующего информационного сообщения. Европейский суд по правам человека отклонил запрос правительства России о применении временных мер в рамках межгосударственной жалобы России против Украины. Об этом сообщил уполномоченный правительства по делам ЕСПЧ заместитель министра юстиции Іван Лещина. Вот его цитата. Вони, зокрема, просили, щоб суд зобов'язав Україну припинити дискримінацію російськомовного населення, невідкладно зупинити дію норм законодавства, тобто щодо мови освіти, тобто скасувати ухвалене освітнє законодавство, а також хотіли відновлення мовлення російських медіа і доступу до заблокованих сайтів. Цікаво, що частину своєї заяви до ЄСПЛ про правило 39 росіяни подали англійською, але решту своєї скарги проти України надіслали до Страсбурга російською мовою.
Я напомню, что на прошлой неделе власти России обратились в Европейский суд по правам человека с первой межгосударственной жалобой на Украину. И я предлагаю вместе послушать, какие именно претензии предъявляет страна-агрессор нашей стране. Ответственность властей Украины за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы, жестокое обращение с людьми, в том числе имевшее место на площади Независимости в городе Киеве, Майдане и в Доме профсоюза в городе Одессе в 2014 году, а также в Донбассе в ходе проведения так называемой антитеррористической операции. Политика дискриминации русскоговорящего населения, вытеснение использования русского языка из общественной сферы, прежде всего из сферы среднего и высшего образования и системы обслуживания потребителей, гибель людей, причинение вреда здоровью и уничтожение имущества в результате обстрелов вооруженными силами Украины сопредельной территории Российской Федерации, лишение жителей отдельных территорий Юго-Востока Украины возможности участия в выборах в центральные органы власти, блокирование Северокрымского канала как основного источника пресной воды для жителей Крымского полуострова, крушение самолета авиакомпании «Малайзийские авиалинии», выполнявшего рейс MH17 17 июля 2014 года вследствие незакрытия властями Украины воздушного пространства над зоной боевых действий и гибель 298 человек, всех пассажиров и членов экипажа. Пане Володимире, в 2020 году, если я не ошибаюсь, Россия на своей территории и на территории оккупированного полуострова провела так называемый плебисцит, внесение изменения в российское законодательство, в результате чего свое законодательство поставило в приоритет над международным правом. И тут Россия вдруг решила обратиться в ЕСПЧ, решение которое, в принципе, она не признает. Естественно, возникает логический вопрос. Зачем? Да, вот история очень любопытная. На самом деле, вот тот референдум и вот эта вот норма о приоритете внутреннего права над международным, на самом деле, если отстраниться от конкретного политического контекста, это суть международной политики. То есть в международном праве нет какой-либо нормы, которая вот выглядит как закон внутри государства для любого гражданина или физического лица. То есть понятно, что международное право, оно базируется на том, что различные государства создают определенные конвенции, правила жизни и обязуются добровольно их соблюдать. В контексте вот ЕСПЛ, то вот это изменение, оно выглядело вот в контексте российском прошлого года, это как отказ от исполнения решений Европейского суда по правам человека. Именно вот в этом контексте это изменение и было. То есть по большому счету можно было сказать, что мы, Российская Федерация, вот не хотим теперь исполнять, то есть выходим из этого соглашения, отказываемся выполнять решение Европейского суда по правам человека. Нет, они пошли лукавым путем, приняли эту норму, которая на самом деле ничего не меняет в сути, но российская власть попыталась выглядеть красиво, да, не сказать, что мы выходим из этого соглашения, а вот не признаем больше решений ЕСПЛ, а вот приоритет. То есть, возможно, это такой, знаете, попытка создать выборочную практику, да, что вот это мы признаем, а вот это мы не признаем. И получается, что касается решений ЕСПЛ в отношении России, где Россия признана стороной ответчиками, должна выплатить определенные компенсации пострадавшим, то тут они могут и сказать, у нас приоритет не позволяет. Да? А вот когда это касается Украины или другого государства, то тут позволяет все. Да, то поэтому я думаю, что в Евросоюзе, в Совете Европы должны обсудить эту ситуацию вот с этим судом и вот этой избирательностью к ЕСПЛ и решениям. Что касается вот данного этого иска, очень логично с точки зрения политического пиара, с точки зрения пропаганды, то есть с точки зрения обращение направлено преимущественно на внутреннего российского
внутреннюю российскую аудиторию, что какие-то моменты подаются, какие-то иски на английском языке, а все то, что слишком пропагандистское, чтобы было понятно, чтобы не нужно было переводить, да, понятно на русском языке. То есть для удобства пропаганды. Те пункты, по которым обращения. Я несколько дней читал вот восторженные отзывы там россиян в телеграм-каналах, да, и в этих, которые на территории ОРДЛО, что вот это так правильно, это великий шаг, наконец-то мы заставим Украину ответить. То есть они уверены, что вот от этого иска будет какой-то результат, что Украину накажут. То есть вот полное вот это неведение, неграмотность с точки зрения международного права, вот она торжествовала, ликовала и так далее. Что на самом деле, что из этого иска реально может закончиться какими-то вердиктами против Украины? Почти ничего или ничего. Объясняю. Вопрос касательно блокирования поставок воды на территорию Крымского полуострова не может рассматриваться в обычном порядке, потому что речь не идет о совместном использовании каких-то водных ресурсов. То есть даже вот если посмотреть на практику засушливых регионов мира, государства эти вопросы решают на основе двусторонних договоров. Двустороннего договора между Российской Федерацией и Украиной нету и не может быть. И кроме того, тут вопрос, что ситуация с аннексией Крыма, напоминаю, прямо она не названа межгосударственным конфликтом, но тождественно межгосударственному конфликту. В таких конфликтных ситуациях ЕСПЛ решение не принимает, он не уполномочен. Дальше. Что касается территории Донбасса, и там пострадали кто-то от обстрелы, так сказать, похищения и так далее. Это не сфера юрисдикции Европейского суда по правам человека. Это сфера Гаагского трибунала, потому что если действительно были похищения, независимо от того, с какой стороны люди это осуществляли, это военные преступления. Поэтому ЕСПЛ не уполномочен. Пане Володимире, ми продовжимо. Давайте підключимо к нашому ефіру Сергія Зайця, адвоката, засновника громадського проєкту Just Craft. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Сергію, вітаємо вас. Селям алейкум. Добрый день. Пане Сергею, для начала, насколько состоятельна вот эта жалоба, этот иск России в Европейский суд по правам человека? Это достаточно неоднозначный вопрос, поскольку сейчас мы можем судить исключительно на основании пресс-релиза, который распространен прокуратурой Российской Федерации. Этот пресс-релиз — это все-таки не та жалоба, которая подана в Европейский суд. И мы не видим также доказательств, которые правительство Российской Федерации представило вместе с этой жалобой. Но если говорить в самом широком контексте, я бы не относился к этому факту слишком легко. Да. Почему? Я, к сожалению, не слышал предыдущую дискуссию, но когда мы говорим о прекращении воды, поставки воды по так называемому Северо-Крымскому каналу, то это, безусловно, не тот вопрос, которым может заниматься Европейский суд по правам человека. Европейский суд рассматривает вопрос о нарушении государством своих обязательств по Европейской конвенции. По Европейской конвенции государство приняло на себя обязательство обеспечить каждому, кто находится под его юрисдикцией, минимальные права, которые предусмотрены этой конвенцией. Это право на жизнь, запрет пыток, запрет произвольного лишения свободы, произвольного лишения собственности и так далее. Это достаточно широкий перечень. И когда речь идет об обращении в Европейский суд, то, собственно, необходимо сформулировать любую проблему, так сказать, в терминах Европейской конвенции. То есть сказать, что вот
данные конкретные действия нарушают такие-то обязательства такого-то государства, в данном случае Украины, перед такими-то гражданами. И в чем эти обязательства состоят? Обязательства поставлять воду по Европейской конвенции нет и быть не может. Вот если мы говорим о прекращении поставок воды, то Российская Федерация сформулировала это в контексте нарушения статьи 3, что, вероятно, может читаться как бесчеловечное обращение, в контексте нарушения права на уважение личной жизни. Это, если речь идет о таком влиянии на организацию личной жизни, которое несовместимо с конвенцией. Нарушение права собственности, по-моему, там тоже подтянуто, когда речь идет о лишении бизнеса и так далее. И вот в этом контексте мы не видим, насколько Российская Федерация смогла аргументировать эту жалобу. Ну вот начиная от министра иностранных дел Украины, заместителя министра юстиции, самого министра юстиции, заканчивая различными политическими аналитиками, все в один голос говорят о том, что этот иск абсолютно юридически ничтожен и не имеет абсолютно никаких шансов в Европейском суде по правам человека. Тогда возникает вопрос, как вы думаете, почему Россия вдруг сейчас подала этот иск, почему именно сейчас ей понадобилось вот такое действие, которое они совершили? Почему именно сейчас, ответить достаточно сложно. Предположительно, это связано с тем, что полномочия по представлению интересов Российской Федерации в Европейском суде перешли от Министерства юстиции Российской Федерации к Генеральной прокуратуре. И Генеральной прокуратуре, вероятно, необходимо было показать такой вот высокий старт. Это может быть ответом на вопрос, почему именно сейчас. Когда мы говорим о том, зачем это необходимо Российской Федерации, мы можем здесь видеть сразу много аспектов. Так. Я не думаю, что Российская Федерация, подавая эту жалобу, шла на заведомый проигрыш. Вероятно, Российская Федерация все же имеет сильную позицию в некоторых случаях, и отношение к самой этой жалобе как к абсолютно бесперспективной, ну, это все же довольно рисковый путь и верный путь к тому, чтобы проиграть по каким-то позициям. Да, вы намекаете на пророссийское лобби в самом суде по правам человека, Европейском суде по правам человека? Нет, я говорю о том, что правительство Украины должно представить свою позицию. Так. Здесь могут быть ссылки и на то, что Украина заявила об отступлении от обязательств по Европейской конвенции. Здесь может быть речь, например, о сроке на обращение. Если не о 6-месячном сроке, то о том, что жалоба подана слишком поздно, по прошествии во многих случаях 7 лет с момента событий. Это может быть оспаривание доказательств и так далее. Я бы не утверждал наперед, что ни один дом и ни один человек на оккупированном востоке Украины не пострадал в результате обстрелов со стороны украинских вооруженных сил. Другой вопрос, есть ли основания для ответственности Украины в этом случае в Европейском суде, это вопрос сложный. И здесь позицию необходимо формировать правительству и исходить именно из юридических принципов рассмотрения дел в Европейском суде. Немаловажным аспектом, безусловно, является пропагандистский аспект, который здесь, вероятно, перевешивает и заслоняет юридическую сторону. Здесь Российская Федерация, с одной стороны, использует сам факт подачи жалобы как информационный повод для того, чтобы говорить о нарушении Европейской конвенции со стороны Украины. С другой стороны, даже в случае полного проигрыша Российская Федерация будет говорить примерно то же самое и использовать тот же нарратив осажденной крепости. Кругом одни враги. Европейский суд и европейские институции поддерживают Украину в ее фашистских устремлениях и так далее. Мы этот нарратив слышим уже 7 лет, и я не думаю, что он изменится в зависимости от результатов рассмотрения этого дела. Также важно понимать, что эта жалоба является достаточно большой
комплексной, и она потребует усилий со стороны Европейского суда для того, чтобы можно было организовать работу по ее рассмотрению достаточно эффективно. Точно также это потребует усилий со стороны правительства Украины, если отношение не будет слишком легким и поверхностным. И это еще один аспект, к которому, вероятно, стремится Российская Федерация. И еще одним аспектом можно назвать то, что юристы называют процессуальную диверсию, если мы говорим о жалобе в части малазийского Боинга. И то, что касается самого малазийского Боинга, мы знаем, что Европейский суд уже назначил устные слушания по делу по жалобе против Российской Федерации. Вероятно, включение этого аргумента в российскую жалобу приведет к тому, что рассмотрение дела замедлится, и Европейский суд вынужден будет принимать какие-то дополнительные решения по этому поводу, вероятно, объединять эти жалобы и так далі. Дякуємо вам дуже, пане Сергію. Чохсаг у нас Сергій Заєць був з нами на прямому зв'язку, адвокат та засновник громадского проекта Just Craft. Пане Володимире, пан Сергей действительно говорит о том, что не стоит с легкомысленностью относиться Украине к этой жалобе России. Вот какие сейчас должна предпринять уже меры Украины, чтобы мы не столкнулись с каким-то неожиданным решением ЕСПЧ? Абсолютно согласен, что украинской стороне не стоит расслабляться, стоит готовиться к серьезному оппонированию, потому что на самом деле любой процесс это по жалобе затребует определенные материалы, и нужно будет оппонировать, защищаться. И достаточно серьезно. Но, как я сказал, вот, допустим, то есть, что конкретно нужно будет делать, станет понятно, когда будет текст этих жалоб, исков, и будет понятно, в чем конкретно, по каким конкретно пунктам Россия пытается обвинять украинское государство. Да, пане Володимире, все же, на ваш взгляд, почему именно сейчас Россия вдруг решила подать этот иск, даже если мы возьмем ситуацию с перекрытием Северокрымского канала, эта история не новая, ей уже 6 лет, в 2015 году, я напомню нашим телезрителям, что Украина перекрыла Северокрымский канал, в оккупированный, через который шла вода в оккупированный полуостров. Если взять трагедию MH17, то это тоже история 7-летней давности, с 2014 года идет процесс. Вот почему именно сейчас? Я думаю, что объяснение достаточно простое. Выборы Думы Российской Федерации, потому что вот агитационный эффект, он направлен как раз в основном на российских граждан и на тех, кто будет голосовать на этих выборах вне пределов России. А тут пиетет, да? Какой смысл? Они же все равно фальсифицируют результат. Тот пиетет, который вот подается, да, вот как это подается, все эти в российских СМИ или в лояльных к ним на подконтрольном Донбассе, это что? Они цитируют, что там то Володин, то еще кто-то сказал. И вот они говорят, что защита граждан России и соотечественников. Вы понимаете? Странная формулировка, что соотечественники — это те граждане других государств, да? Для России, потому что в нашем понимании соотечественники — это наши сограждане, да? А вот там соотечественников, так я думаю, что это и такой с прицелом на ОРДЛО и так далее и тому подобное. Это попытка разыграть для российского избирателя карту, как Россия серьезно защищает. Это попытка показать наступательную позицию российской власти. Потому что на самом деле, если говорить о том, по каким темам успешно, то есть электорально чувствительным, успешно может российская власть показать свою успешность, наступательность, то самая такая тема — это вот Украина, да, ОРДЛО, Крым, то есть Донбасс наш, да, плюс еще какие-то, вот защита русского языка, защита соотечественников. И Украина в этом смысле самая горячая, так сказать, горячая географически точка. Ну и если говорить с Крымским каналом, я согласен, что здесь вопрос не ущемления конкретных прав государством, потому что здесь речь идет о конфликте межгосударственном.
тождественность. Что касается Донбасса, да, может быть, кто-то пострадал от обстрелов, но опять-таки, если бы речь шла об обычной ситуации, да, то есть не ситуации конфликта, то тогда, да, возможно было бы говорить, что украинское государство должно компенсировать кому-то за то, что во время учений или каких-то стрельб какая-то ракета, как в дом в Броварах влетела, да, должны компенсировать. Но ситуация на Донбассе, бои на Донбассе — это вооруженный конфликт. Он сейчас в тлеющем состоянии, почти замороженном. Но тем не менее, когда это все происходило, это вооруженный конфликт. Независимо от того, квалифицировать его как межгосударственный или внутренний по своей природе, тут даже не важна эта квалификация. Это конфликт, он попадает под либо под первый дополнительный протокол Женевских конвенций 1949 года, либо под второй. Но в любом случае речь идет о ситуации конфликта, и я не думаю, что в данном случае речь идет о полномочиях Европейского суда по правам человека. Кроме того, вот то, что касается там подачи воды, там может быть кто-то где-то что-то пострадал. Это тоже Женевская конвенция. Невыплаты и так далее. Это все. То, что касается вот линии, где военные действия, это не подпадает под обычное право. Я абсолютно согласен с тем, что ЕСПЛ имеет свою компетенцию в том случае, если государство не обеспечило гражданину какие-то права, нарушило, да, не позволило ему их реализовать или защитить. Тогда да. А в ситуации конфликта почем может Россия получить некоторые все-таки успехи? По поводу деятельности СМИ в связи с прекращением деятельности нескольких каналов. Вот это может быть. Там какая-то у них надежда. Значит, то, что касается русского языка. Опять-таки, тут вопрос русский язык, но здесь тогда нужно рассматривать не в контексте, что все этническое меньшинство, да, страдает, а в контексте вот конкретных людей, которые должны показать, что их доказать, что их языковые права были нарушены. Вот что россияне говорят, сфера сужения сферы применения русского языка, это сложно доказать. Апеллировать к закону, который в статусе государственного языка, сложно, потому что должен быть еще закон о языке национальных меньшинств. Кроме того, даже тот закон, он не запрещает преподавание на русском языке. Кроме того, тут ситуация аналогии очень простая. Представьте себе Российскую Федерацию, в Москву, в кафе заходит чеченец, даргинец, татарин, башкир, бурят, да, и на своем языке говорит: дайте мне меню. И что ему скажут? То есть вот эта вот российская действительность, когда все языки вроде бы равны, но на практике есть язык, который государственный язык. В России это называют язык государствообразующего этноса, да? Ну, титульный народ, тот же титульный народ, только в профиль, простите, да? Титульная нация, только в профиль. Поэтому тут сложно будет доказать, что прямо вот такое системное, масштабное нарушение. Даже если говорить о ситуации, когда в Украине кто-то заходит в магазин, есть право первого обращения на украинском языке, а дальше как клиент. И то у нас нету такого, вот, понимаете, чтобы отказали обслуживать из-за языка и так далее. Мы с вами сейчас сидим в студии, да, и говорим на русском языке. Поэтому тут тоже сложно будет доказать, что есть какое-то вот сужение. Вот на конкретных примерах конкретных юридических лиц, физических, конкретных людей, вот это еще они могут как-то доказать, но не как государственная политика. Пане Володимире, завершая эту тему, я хочу перейти к следующей. Масштабно. У России шансы есть? В смысле? На что? В ЕСПЧ, да? На победу? Да. Ну, я сказал, что по каналу нет, по всему тому, что касается зоны конфликта, нету, по языку почти нету, по СМИ, возможно, какие-то там все-таки есть чуть больше шансов, чем по языку. Ну, то есть, если, как я сказал в начале, либо почти нету, либо нету. Вот приблизительно так. То есть этот иск во многом
он пропагандистский. Да. Я согласен с юристом, которого включали, что Россия, скорее всего, не подавала так уж, чтобы вообще без каких-то результатов. Но особенность нынешнего момента состоит в том, что можно подать этот иск и годами сидеть и ожидать вердикта. А выборы в сентябре. И как это будет грозно и красиво выглядеть. Защита соотечественников по всему миру. Та риторика, которая красной линией проходит вообще вот в 2 десятилетия российской истории, когда Путин при власти, да, ну а плюс еще вот последние недели, месяцы перед выборами, то его статья там, то еще что-то, вот защита соотечественников. Ну, это тут иск, это тоже защита тех же соотечественников. Правда, можем ли мы называть соотечественниками часть россиян, которые думают как украинцы? Как бы понравилось бы это в Российской Федерации, или как бы они к этому отнеслись? Ну, посмотрим, как будут развиваться дальше события. А я предлагаю перейти к следующей теме, к не менее важной теме. Это к Крымской платформе. Наконец стало известно, кто именно представит Соединенные Штаты Америки на инаугурационном саммите. Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис не будут присутствовать на первом саммите Крымской платформы. США на этом событии будет представлять член кабинета, имя которого пока не называется. Об этом рассказал временный поверенный в делах США в Украине помощник госсекретаря Джордж Кент. Вот его цитата. Від нас буде член кабінету, тобто це не буде президент, віце-президент, але буде член кабінету. І ми знаємо, що це дуже важливо, що ми можемо і мусимо робити разом. Це не тільки питання того, що відбудеться 23 серпня. Це повинен бути тривалий процес, тому що це просто початок і не кінець. Тому що є дуже багато людей, які вважають, що вони є українськими громадянами в окупованому Криму. І ми разом повинні їм допомогти. К возможному визиту Джозефа Байдена на саммит Крымской платформы многие питали скепсис, но все же надежда небольшая была. Даже если США не будут представлены на уровне президента, многие говорили о том, что, возможно, приедет госсекретарь. Ну или Камала Харрис. Сейчас стало известно, что США будут представлять на уровне правительства. Это хорошо? Вы знаете, и хорошо, и плохо. Вернее, так, и плохо, но трагедии в этом нет. Так лучше будет сказано. Почему? Я тоже, кажется, вот в вашем эфире, не помню, говорил или нет, что оптимальным вариантом было бы участие Камалы Харрис. Все-таки речь идет об учредительной конференции Крымской платформы, и с самого начала было бы правильно задать определенный статусный такой уровень, да? Я сомневался, что Байден приедет, потому что он пожилой человек, ему там отдых надо, да. А вот вице-президент, как человек, который, возможно, в случае чего после Байдена будет исполнять его обязанности, то Камала Харрис была бы вполне целесообразно было бы ее присутствие. Ну, ведь с другой стороны, пане Володимира, ну что значит пожилой человек? Джозеф Байден организовывает огромное турне по Европе. Да? Ну, организовывает, но все-таки тут нужно понимать, что возраст есть возраст, как бы, да, возможно, он решит отдохнуть. Я так понимаю, что у них действительно отпуск в августе, поэтому на 30 сентября, августа перенесли и встречу с президентом Зеленским. Что касается теперь ожиданий, да? Да, сами. Ну, член кабинета, это значит, возможно, и госсекретарь Блинкен. Потому что кабинет, это правительство, входят все министры, в том числе госсекретарь. Просто у них это не министр, называется официально не министр иностранных дел, а государственный секретарь США. То есть все-таки шансы на то, что Энтони Блинкен может приехать в Украину, они еще сохраняются. После того, как стало понятно, что Харрис не будет, президента не будет, я думаю, со стороны Соединенных Штатов было бы крайне дипломатически неправильно, если бы не был Блинкен. Если они пришлют вместо Блинкена кого-то, не связанного с внешней политикой США, да, или заместителя госсекретаря, то это будет, знаете, такой холодок в отношении Украины. Поэтому я надеюсь, что все-таки Блинкен будет. Дальше просто понижать статус
с точки зрения имиджевой даже несерьезно. С точки зрения того, кто вообще будет. Кстати, почему не Харрис и так далее, и кто вообще может присутствовать? Но я надеюсь, что будет президент Польши и президент Турции. Но если даже президента Польши не будет президент Турции, это с лихвой перекроет всех этих наших западных партнеров. А вы думаете, Эрдоган приедет? Я не знаю, от Эрдогана можно ожидать все, что угодно. Эрдоган человек, который очень активно, экспансивно демонстрирует турецкие интересы и турецкое присутствие в тех вопросах, которые для них являются маркерными. Вот смотрите, Эрдоган полетел на Северный Кипр. Эрдогану все равно, что скажут критики, они решили открыть часть этого города с 1974 года закрытого, инвестировать туда, восстановить. То есть это курортный город, да, это деловая часть. Эрдоган активно и там, и там, и там. Поэтому я не исключаю, что Эрдоган может приехать и на Крымской платформе продемонстрировать всем, что вот я. Последовательно я приехал. Это и будет демонстрация определенной позиции, антитеза Путину. Дела общие, какие-то договоренности есть, но тем не менее антитеза. Да? А это может ухудшить взаимоотношения России и Турции? Нет. А России некуда деваться. Они с Турцией связаны множеством отношений, поэтому какие-то символические, может быть, ухудшения и могут быть. Но это уже не первый раз за последние несколько лет в отношениях Турции и России. Поэтому Эрдоган может... Я бы сказала, за последние несколько столетий. И Эрдоган может тем самым продемонстрировать, вот понимаете, фон сам, да, и Соединенным Штатам, и Франции, и Германии, вот свое лидерство. Они не приехали, я приехал. Эрдоган такое может сделать. Поэтому будем надеяться, что все-таки Эрдоган прилетит. Вообще, если говорить о статусности мероприятий, то если бы были хотя бы вице-президент Камала Харрис, были Ангела Меркель или Макрон, или кто-то из руководства Еврокомиссии. Но Макрона не будет, сказали, да. что будет министр иностранных дел Французской Республики. То есть если бы были представители этих государств, Джонсон, да, то это бы, несомненно, повысило статусность данного мероприятия. Но пока выглядит так, что оно в основном будет происходить либо на уровне министров иностранных дел, либо представителей посольств, и, возможно, ожидать участия отдельных лидеров государств. То есть стран Балтии. Литва, Латвия, Эстония, да, я все-таки не исключаю, что может президент Польши приехать, а может и не приехать, тоже очень показательно. Они же с Россией борются очень активно, да, поэтому что там стоило бы тут. Но статусные мероприятия достаточно сложно еще обеспечивать. Охрану, размещения и так далее, то есть высокостатусные. Вот, то есть тут вопрос вот даже просто для аналогии. Готова ли Украина обеспечить сейчас проведение у себя, допустим, мероприятия подобного саммиту Большой Семерки? Лидеры 7 государств, да? Это меры безопасности беспрецедентные, это размещение, это много чего другое. То есть вот готова ли? Наверное, не готова. Ну и плюс еще ситуация с коронавирусом. Во многих государствах опасаются всего этого, поэтому тут тоже в Украине ситуация с коронавирусом не очень какая. Степанова уволили с должности министра здравоохранения за провалы с вакцинацией. При министре Ляшко вакцинация вроде бы ускорилась, но мы видим, что ускорилась, да, не настолько, насколько это хотелось бы. Так, давайте не отходите от темы, не отходите от Крымской платформы. Я предлагаю підключити к нашому ефіру сейчас Юрія Камельчука, народного депутата України, фракція «Слуга народу». Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Юрію, вітаємо вас. Селям алейкум. Доброго дня, салам алейкум. Да. Пане Юрию, сегодня стало известно, что Соединенные Штаты Америки на саммите Крымской платформы будут представлены на уровне правительства. Как вы считаете, это хорошо или плохо? И кого ожидать? Если мы говорим о правительстве, вот в нашей студии политический аналитик Володимир Воля сказал о том, что это вполне себе может быть и Энтони Блинкен, госсекретарь США. А вы как думаете? Ну, я теж допускаю думку, що він може проїхати, але кінцева мета наша не окремі прізвища, а щоб було розуміння
усіх гілок влади Сполучених Штатів, що необхідно робити для того, щоб Крим повернувся. Це так простими дуже словами. На тому рівні, на якому буде представлена та чи інша країна, звичайно, це говорить про швидкість попадання інформації там на всі рівні влади Сполучених Штатів, наприклад, там чи інших країн, так. Але важливіше насправді дуже часто діалог всередині парламенту і різних рівнів парламенту, зокрема в Сполучених Штатах, між демократами і республіканцями, там, наприклад, бувають відмінності. Тому я вважаю, що хто не приїде сюди, головне, щоб вчасно була передана інформація, головне, щоб такі приїзди були якомога частіше. Ми знаємо, що європейські наші колеги часто приїжджають сюди на лінію розмежування, дивляться на власні очі, і потім в них змінюється думка, і тоді більше з'являється їхніх колег на місці, які реально розуміють стан справ з окупованим Донбасом і Кримом. Пане Юрию, если говорить о будущем этого саммита, вот 23 сентября, давайте предположим, что уже прошел инаугурационный саммит Крымской платформы. Вот что дальше? Какую институциональную модель этой платформы вы видите? И, на ваш взгляд, каким образом она может приблизить деоккупацию полуострова? Я впевнений, що Кримська платформа має бути таким собі координуючим органом, який і аналізуватиме всю вхідну інформацію, яка збиралася всі ці роки. Більш того, буде продовжувати цю справу вже в європейських і інших судах, відповідно добиватися справедливості. І це буде підґрунтям потім для, в тому числі, юридичного повернення статусу Криму, не як частини Росії, а повністю як частини України, як і було до того. То есть как должен работать этот центр? То есть какие меры он еще должен предпринимать? И вот что это должно быть? Это, возможно, какая-то разработка механизмов давления на Россию или что? Вот как он будет работать, по-вашему? Обов'язково, спираючись на всі факти і всі порушення з боку Росії, ми маємо діяти в юридичній площині для того, щоб і застосовувалися санкції, і відповідно приймалися рішення не тільки в судах, але й на рівні парламентів. Так, і відповідно Росія, щоб на це реагувала, щоб ті санкції були не надто слабкими, не надто, знаєте, такими ефемерними якимись, а більш конкретними, коли Росія це буде відчувати і буде відповідно реагувати. Ну і звичайно, не забуваємо про захист прав людей на території Криму, чи тих кримчан, які вже мусили виїхати звідти, чи яких насильно, можливо, навіть заставили виїхати з Криму. Ми маємо не забувати про захист їхніх прав. Більш того, так само про захист корінних народів, особливо після прийняття закону про корінні народи, який вже підписав президент. Пане Юрию, а как вы думаете, вот в нынешней политической международной конъюнктуре готов ли мир реально противостоять России и принимать более радикальные меры в отношении нее, когда мы видим, что Соединенные Штаты и Германия договариваются о завершении строительства Северного потока-2 практически без Украины, когда мы видим, как Германия настаивает на имплементации формулы Штайнмайера в украинское законодательство, что в принципе идет вразрез с украинскими национальными интересами. Вот в такой ситуации мир готов реально противостоять России? Дивіться, то, що світ повинен протистояти Росії, це факт. Чи готовий? Давайте ми будемо відштовхуватися від кожного окремого рішення. Північний потік. Тут не йде мова про протистояння, тут і не йде мова більше про Україну, а йде мова про німецькі інтереси. І українські інтереси в цьому плані на європейському масштабі, на жаль, програють. Але це ще не кінець історії. Скажу вам, що, напевно, не новина, що Росія не припинила зараз транзит. Заявляє, що не збирається припиняти, і швидше за все, що Європа буде отримувати газ з Росії в кілька потоків: Північний потік-1, 2 і наш газопровід, а ще з півдня є Південний потік, Турецький потік, звідти теж може отримувати. Витрати по газу Європи зростатимуть, тому що вони відмовляються від викопних копалин до 50-го року, планують взагалі. Тому це одна ситуація. Тепер, що стосується того, як ви казали, відреагувала Німеччина щодо компенсацій, там якихось там можливих, там будуть вони чи не будуть. Тут треба продовжувати переконувати. Треба переконувати в тому, що Україна є важливим безпековим партнером Європи не тільки через агресію,
але й через згаданий Північний потік. Тому що якщо раптом вийде з ладу газотранспортна система, то постраждають насамперед європейські країни. В Україні є досить багато газовидобування, і ми можемо його досить швидко наростити. Більш того, ми можемо використовувати привозні LNG-термінали. А от такі країни, як Словаччина, чи Угорщина, чи поруч країни з Польщею, які ще є, вони можуть мати з цим проблеми. І тут тоді Європа зачухається, якщо кажуть. Але ніхто не говорить про те, що треба зупинятися в переконливих аргументах, в добору цих аргументів, ті, які почує Німеччина. Чи чують вони їх відразу? Тут, звичайно, що я сумніваюся. Але наше завдання з вами – продовжувати стояти на своєму, аргументовано, прозоро, правдиво повідомляти всю інформацію, які можуть бути ризики. В последнее время очень много политиков, различных политических аналитиков, экспертов говорили о том, что Запад поступается национальными интересами Украины ради своих экономических интересов и не только. Вы согласны с такой позицией? Це завжди було. Давайте так, не можна ні від кого, ні від жодної країни вимагати захист національних інтересів. Це може бути ситуативно, це може бути стратегічно, там короткостроково чи довгостроково, але це насправді класична позиція усіх абсолютно країн, як би там не було. І більшість домовленостей про якусь безпеку вони швидше містили в світовій практиці, на мій погляд. Я не беруся в цьому бути експертом, але аналізуючи те, що відбувалося, вони були переважно, ці домовленості міжнародні про безпеку, декларативним характером. І ті країни, які поза блоком НАТО, як правило, мали якісь безпекові проблеми. Ну, в отношении Германии я могу с вами согласиться, но в отношении Соединенных Штатов Америки риторика в последнее время очень сильно изменилась. Для вас стало именно это неожиданностью? Маєте на увазі особливо домовленість про Північний потік-2 Сполучених Штатів? Так. Дивіться, насправді мені здається, що тут ми можемо ще побачити певну зміну геополітичного розкладу, тому що я думаю, що спочатку Сполучені Штати готові були не допустити добудови Північного потоку-2 через те, що хотіли постачати свій скраплений газ, сланцевий свій газ через LNG-термінали, які зараз дуже активно розвинулися в Сполучених Штатах за останні десятиліття. Так, а оскільки вони побачили, що щось десь не справляється, і почали розуміти, що Європа вимагає вже, вони змінили свою ситуацію. Що стосується національних інтересів України, як би мені не хотілося вірити в дружбу, і я справді вірю в дружбу між Сполученими Штатами та Україною, то ми все ж таки надто малі, щоб враховувати наші інтереси, ставити вище загальноєвропейських інтересів. І мені здається, що ми часто применшуємо власний потенціал і можливості, про які, до речі, нам постійно натякає Європа і Сполучені Штати, що ми можемо по-іншому справитися. І нам справді треба переглянути свою стратегію газовидобутку, наростити цей газовидобуток, бо це справді можливо, і стати газовим хабом. Це теж можливо з допомогою такої країни, як Катар, постачати цей газ не тільки для себе, але для європейських наших потреб, наших партнерів, і, можливо, навіть до Південно-Східної Азії через так звані своп-контракти. Дякуємо вам дуже, пане Юрію. Чохсагу. У нас Юрій Камельчук, народний депутат України, фракція «Слуга народу», був з нами на прямому зв'язку. Затронули тему «Северного потока-2». Естественно, хотел бы продолжить и обсудить этот вопрос немного подробнее, учитывая, что глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания готова транспортировать через Украину после 2024 газ на рыночных условиях и по рыночным ценам. Давайте его послушаем. Если можно. Вопросы новых объемов закупок газа из России для транзита через территорию Украины должны решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам. Для объемов новых закупок российского газа по украинскому маршруту суммарно выше текущих транзитных обязательств «Газпром» готов даже увеличить объемы транзита через Украину. Вот председатель правления НАК «Нафтогаз» Украины Юрий Витренко заявил, что предложение России по сохранению транзита через Украину в обмен на невыгодные закупки российского газа для нашей страны неприемлемы. Вот его цитата.
По-перше, це можна поєднати з попередніми заявами Путіна, які фактично полягають у тому, що вони хочуть, щоб Україна напряму домовлялася з Росією. Але ці домовленості, і Путін натякає на це прямо, включали й імпорт російського газу. І так завжди було, що росіяни наполягали, щоб ми купували багато російського газу за ціною, яка є значно вищою за ринкову. І наслідком усього цього було те, що ми в середньому сплачували на 5 мільярдів доларів більше за російський газ, ніж ми отримували за транзит. Ось таке продовження транзиту, коли Україна ще має доплачувати Росії, нам не потрібне. Вот, в принципе, на это и намекали многие аналитики по энергобезопасности, что Россия может после 2024 года, когда заканчивается контракт на транзит газа через Украину, вот просто взять и поставить Украину в уже невыгодные условия. Как нам с этим быть? Я думаю, что в любом случае сложно будет договариваться по поводу цен, если эти цены будут существенно выше европейских. Да, могут специально выставить, но тут же вопрос. Цены, которые для Германии, и цены, которые для Украины, если они слишком различаются, то тут становится очевидным политический контекст. Понимаете? Кроме изначально того, «Северный поток-2» был политическим проектом, и все мы это понимали. Я думаю, что в данном случае все-таки больше зависит не от того, сколько российского газа будет покупать Украина, а сколько транзита через украинскую территорию будет забронировано нашими западными соседями. Потому что вот эта история, когда Румыния, Венгрия построили интерконнекторы и будут получать газ в обход Украины через турецкий поток, то есть и Молдова будет из Румынии получать, да, через Румынию. Это вот как бы не в пользу того, что они будут бронировать поставки газа через транзита газа через украинскую территорию. Хотя этот вопрос, наверное, еще не до конца как бы стоит списывать со счетов. И кто же это сказал? То ли Витренко, то ли руководитель Укртрансгаза, что вот вопрос бронирования европейскими потребителями транзита газа нужно решать. То есть я так понимаю, что будут вестись переговоры с нашими западными соседями по поводу того, чтобы они загружали, помогали нам загружать наш транзит. Что касается в целом истории с этими гарантиями, да, народный депутат говорил, на самом деле это декларация или совместное заявление с декларацией намерений от имени правительств США и Германии, Берлин и Британия сказал, так быстро, и Германии, да. То есть этот документ не имеет обязательной правовой силы. Если сравнивать с Будапештским меморандумом, то это, по сути дела, одно и то же. Несмотря на то, что Будапештский меморандум был подписан, а это заявление, декларация, она не подписана, она просто согласована на уровне правительств, то все равно мы имеем общие моменты. В Будапештском меморандуме речь идет о том, что в случае, если будет, это 6-й пункт, если будет нарушена территориальная целостность Украины, значит, стороны обязуются проводить консультации. Консультации, да. Назначать консультации. Ну, 7 лет проводим консультации. Да, вот та же история с этим соглашением, вернее, с этим заявлением, декларацией, что в случае наступления некоторых обстоятельств Германия будет инициировать внедрение санкций, простите, против Российской Федерации. То есть это тоже благие намерения. А когда не будет Меркель, будет ли следующее правительство также трепетно относиться к этому всему? Поэтому я думаю, что у нас слишком увлеклись рассматриванием этого соглашения как такового, что что-то Украине гарантирует. Это соглашение нельзя рассматривать как гарантии Украине. Гарантии Украина должна требовать не от России, потому что мы знаем цену обещаниям российской власти, договоров о дружбе, сотрудничестве и так далее, да? Не от Соединенных Штатов,
а именно от Германии и твердые, ратифицированные правительством гарантии. Что я имею в виду? Чтобы не было вот этой бумажки в виде меморандума декларации, да? А если так, уже правительство Германии и персонально Ангела Меркель верят обещаниям Путина, что транзит будет сохранен и не будет использоваться в политических целях, то они должны пойти на то, чтобы согласиться на формализацию тех мер, которые будут предприняты по 4 пунктам. То есть это проблема Украины. И, к сожалению, наш внешнеполитический этот блок, МИД, они в этих переговорах они не участвовали, они устранились, они не были субъектом. Они высказывали свои пожелания, высказывали заранее заведомо невыполнимые какие-то условия, что согласно на поток, только верните нам Ордло. Да? Понятно, что это нереалистичный сценарий. Никто его не сможет выполнить. А вот если бы МИД наш, то есть эти переговоры вообще должна была инициировать Украина, должна была быть главным субъектом с Германией, Соединенными Штатами, Европейским Союзом. И тогда бы эта декларация была как некий политический документ, но трехсторонний. А вышло так, чтобы было известно, что эти будут говорить об этом всем, а наши решили, что будем останавливать. Хотя эти сказали, уже не будем. Поэтому еще не все потеряно. Согласен с Камельчуком. Что нужно сделать в этой ситуации? Да, мы вернемся к этому вопросу. Пане Володимире, давайте підключимо експерта з енергетичних питань Геннадія Рябцева. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Геннадію, вітаємо вас. Салям алейкум. Витаю вас. Пане Геннадию, как вы оцениваете это соглашение, заключенное между Соединенными Штатами Америки и Германией? Увидели ли вы в этом соглашении гарантии Украине о сохранении транзита газа через нашу страну? Нет, там их нет, и не должно было быть, и не могло было быть, поскольку это даже не соглашение, это же совместная декларация, если переводить с английского или с немецкого. Декларация о намерениях, которая подтверждает то, что в мире сейчас преобладает реальная политика. Каждое государство должно бороться за соблюдение собственных национальных интересов, и никто не собирается блюсти интересы стран во имя неких абстракций, которыми являются некие европейские ценности, солидарность и так далее и тому подобное. Поэтому это ожидаемый финал. И насчет там, что что-то там потеряно, что-то там не потеряно, пора уже в конце концов снять розовые очки, понять для себя, во всяком случае, что никто, кроме нас, наши проблемы решать не собирается. И никто нам никаких гарантий, никаких денег за так давать не будет. Поэтому необходимо перевернуть эту страницу и заниматься тем, чем нужно заниматься, а именно оптимизацией мощностей газотранспортной системы, ее переориентированием на потребление внутри страны, и обеспечением ее надежности и безопасности, и наращиванием добычи собственных углеводородов, поскольку, опять же, если мы до 2024 года не нарастим объемы добычи, то мы можем оказаться у разбитого корыта, когда у нас не будет ни транзита какого-либо, ни собственной добычи, в общем, ничего. Как мы, собственно говоря, к чему мы, собственно говоря, и пришли. Поскольку Польша... Поскольку Польша в то время, пока мы сражались доблестно против строительства Северного потока-2, который является альтернативой польскому маршруту, а не украинскому, она обеспечила себе и новый терминал в Свиноустье, и наращивание собственной добычи, и газозамещение, и строительство Балтийского потока, и уменьшение газоемкости собственной экономики.
и даже некоторые бонусы в виде решения суда ЕС по трубопроводу ОПАЛ. Ну а что касается Украины, мы только поддерживали, мы только выступали, разговаривали, собирали круглые столы и думали о том, что нас все должны поддержать. Нет, нас никто поддерживать не будет. Мы сами должны решать собственные проблемы. Пане Геннадию, в таком случае, вот как нам диверсифицировать наше ГТС и насколько это реально сделать за уже 3 года? Да, это реально сделать. Существует план оптимизации мощностей, поскольку этот сценарий предусматривался оператором газотранспортной системы. Необходимо взять этот план действий, который разработан оператором газотранспортной системы Украины, и реализовывать его. Безусловно, украинский маршрут останется действующим и после 2024 года, поскольку через Украину выгодно транспортировать порядка 20-25 миллиардов кубометров газа. И именно для того, чтобы это увязать с вопросами безопасности, необходимо привлечь к управлению газотранспортной системой хотя бы одного из наших будущих, ну или нынешних партнеров немецких, американских, французских, любых других крупных энергетических компаний, которые реализуют газ в Европе. Если это произойдет, тогда у нас появится какой-либо достаточно серьезный партнер в переговорах с той же самой Российской Федерацией. Если мы будем и дальше цепляться за свою эту транзитный этот потенциал, все эти возможности, что это за возможности после 2014 года, я себе, честно говоря, не представляю, как можно торговать со страной-агрессором и забывать о том, что произошло за эти годы. И вот говорить, что мы там что-то потеряем, какие-то там миллиарды. Какой транзитный потенциал? Нам нужен партнер, который будет владеть частью газотранспортной системы Украины и вместе с нами осуществлять транзит российских углеводородов, от которого мы не в состоянии отказаться, поскольку существует соглашение об ассоциации с ЕС, согласно которому, как ни странно, мы обязаны транспортировать весь газ, который пойдет через нашу территорию не только в ближайшие годы, но и после 2024 года. Пане Геннадию, вы сказали, что все равно выгодно транспортировать газ через Украину в размере 20-25 миллиардов кубометров. А сколько сейчас мы транспортируем, и сколько мы потеряем, и насколько это существенно для нашего бюджета? Сейчас транспортируем 40 миллиардов кубометров, и это не мы, оператор газотранспортной системы транспортирует 40 миллиардов кубометров и получают деньги за это. Два субъекта хозяйствования, это оператор ГТС Украины и НАК «Нефтегаз Украины». Эти деньги не идут в бюджет страны. И они будут идти, несмотря на то, сколько там будет, 40 или меньше миллиардов кубометров, поскольку условием контракта является «качай или плати». То есть в течение 3 ближайших лет мы ничего вообще не потеряем, поскольку эти 40 миллиардов кубометров транзита будут оплачены. Да, Мы уже потеряли, поскольку в прошлом году транзит составлял 65 миллиардов кубометров. И никто не сказал, почему сократились объемы транзита с 65 до 40. А это потому, что нас обошли. Пока мы кричали по поводу Северного потока-2, ай-яй-яй, нас обошли с юга турецким потоком, голубым потоком и балканским потоком. И об этом никто вообще не говорил. Ни о потерях в связи с этим, ни о том, что их необходимо блокировать, ни о том, что необходимо призывать все страны мира вводить санкции против Турции, против балканских стран, против той же самой Германии. Мы почему-то сосредоточились, сложили яйца в одну корзину, сейчас их все разбили и думаем о том, ай-яй-яй, что же нам дальше делать? Думать нужно. После 2024 мы можем полностью лишиться транзита газа, я правильно вас понимаю? Нет, после 2024 года 20-25 миллиардов кубометров газа через Украину транзитом
пускать выгодно и «Газпрому», и Германии, и Австрии, и всем европейским потребителям. Но 20-25 миллиардов кубометров – это мало для того, чтобы обеспечить оптимальное функционирование газотранспортной системы Украины в ее нынешнем состоянии. Да, и поэтому ее нужно переориентировать. Подготовиться, да, безусловно. Относительно рисков для Европы, потому что до этого президент Украины, когда летел в Германию, проводил переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, говорили о том, что это несет энергетическую угрозу всему европейскому континенту. Относительно рисков для Европы, не несет ли это для начала какие-то риски, какие именно, и не станет ли таким образом действительно Европа полностью зависимой от российского газа? Нет. Не несет никаких рисков, поскольку «Северный поток-2» не увеличивает долю Российской Федерации на европейском газовом рынке. Он лишь диверсифицирует маршруты поставок. И он обеспечивает для Германии и для Австрии лидирующее положение на рынке распределения газа не только в Центральной, но и во всей Европе. Поскольку закольцовка на двух европейских газовых хабах, один из которых расположен в Германии, другой в Австрии, двух основных маршрутов поставок газа на континент, обеспечивает огромные доходы этим двум странам и повышает их вес на европейском газовом рынке. Поэтому для этих государств и для Европы в целом еще одна труба намного лучше, чем то, что было до сих пор. Да, для Украины определенные риски безопасности существуют. Однако это наши проблемы, еще раз подчеркиваю, мы с ними должны сами разбираться. Но что касается Германии и Австрии, то, ну, во-первых, это к тому же еще и частный проект. И любое... Если бы его затормозили, то федеральное правительство Германии тут же получило бы иск от частных инвесторов где-то на сумму от 20 до 40 миллиардов евро. И понятно, что никто не хотел бы все это компенсировать из государственного бюджета той же самой Германии. Поэтому у них свои интересы, они их реализовывали, и это никаким образом не скажется на безопасности Европы. Это придумка Соединенных Штатов Америки, поддержанная в том числе украинскими политиками, которая направлена на реализацию национальных интересов Соединенных Штатов Америки в Европе. И эти национальные интересы заключаются в том, чтобы ограничить влияние и ограничить долю Российской Федерации на рынке и делать все, чтобы эта доля никаким образом не только не увеличилась, но и не сохранялась, поскольку американский сжиженный природный газ тоже присутствует на европейском рынке и будет присутствовать в больших объемах. Поэтому здесь сплелись геополитические интересы Соединенных Штатов, Европейского Союза и Российской Федерации. А вот, кстати, в чем интерес России, в чем интерес «Газпрома»? Потому что неоднократно в моем эфире наверняка вам знакомый Михаил Крутихин, эксперт по нефтегазовому рынку, говорил о том, что экономически этот проект абсолютно невыгодный для России. Они потратили огромные деньги на то, чтобы достроить его, и вряд ли он окупится в ближайшей перспективе. Ну, тут все зависит от того, что такое ближайшая перспектива. Поскольку тот газ, который будет идти Северным потоком-2, расписан уже на десятилетия вперед, и его объемы, то вполне вероятно, что он таки окупится. Если бы он был настолько экономически убыточным, то «Газпром» бы платил за него сам. Как за Южный поток, вот тот, который так и оказался закопанным в землю и нереализованным проектом. Но здесь были интересы европейских потребителей и европейских энергетических компаний, о чем свидетельствует как раз и финансирование этого проекта. Михаил Иванович прав в том, что «Газпром» не в состоянии заполнить все трубы. Но эта политика реализуется сознательно.
и эта политика направлена в минимизацию зависимости от стран-транзитеров. Вы вот обратите внимание, что от Украины «Газпром» зависеть на 100% не будет. Он не будет зависеть от Белоруссии, газотранспортную систему, которую он приобрел. Он не будет зависеть от Польши, поскольку «Северный поток-2» является альтернативой трубопроводу Ямал-Европа. И поэтому «Газпром» будет выбирать между тем, каким путем поставлять энергоресурсы на территорию европейских стран. И те же самые европейские страны будут для себя выбирать наилучший, самый дешевый маршрут транспортировки российского газа. И, к сожалению, для Украины, и, к сожалению, для многих других стран, которые ощутили на себе давление Российской Федерации, отказаться от российского ресурса в ближайшие десятилетия Европа не сможет, поскольку отказ от угольной генерации, отказ от атомной генерации и высокие темпы развития возобновляемых источников требуют высокоманевренной генерации, которую может обеспечить только природный газ для балансирования объединенной энергетической системы Европы. Поэтому здесь действительно мы попытались стать на пути паровоза, который переехал Украину, не заметив ее. Дякуємо вам дуже, пане Геннадію. Чохсаг у нас Геннадій Рябцев був з нами на прямому зв'язку, експерт з енергетичних питань. Пане Володимире, как Россия, по-вашему, может использовать проект «Северный поток-2» против нас? Чего нам ожидать после 2024 года? Россия может либо попытаться взвинтить цены так, чтобы выглядело, что мы сами не захотели продлевать контракт, либо под какими-то еще предлогами сократить транзит. То есть, да, я считаю, что транзит, скорее всего, будет, да, вот в этом уменьшенном объеме. Но, тем не менее, для Украины важно в данной ситуации, используя момент, обеспечить не только продолжение транзита, но и ряд вопросов безопасности. Понятно, что в НАТО нас никто не собирается принимать в ближайшее время, даже ПДЧ предоставлять. Ни США, ни Польша, ни Франция, ни Германия, никто. Поэтому я говорил уже, что мы должны требовать гарантии, прежде всего, от Германии. И какие гарантии нам может дать Германия? Вариант минимум – межгосударственное соглашение между Германией и Украиной, в котором оговаривается, что в случае, если Россия начинает прямую войну против Украины, если эскалация существенная на Донбассе, если аннексия Ордло, а если сокращение транзита, либо прекращение транзита, плюс еще, возможно, какие-то пункты, германское правительство переводит всю ситуацию с потоками из экономической площади в политическую, то есть прикрывает вентиль. Труба имеет два конца, и один из концов, один из вентилей находится на территории Германии. В идеале было бы неплохо, чтобы был такой договор, или хотя бы это межправительственное соглашение было проголосовано, поддержано в Бундестаге для того, чтобы обеспечить преемственность. Тогда эта бумажка хоть чего-то стоит. Тогда и с этой бумажкой вопрос. можно идти в международный суд и говорить, что вот Германия дала гарантии, и поэтому, то есть это, как бы сказать, вот возникает инструмент. вопрос, если, допустим, Европа перекрывает этот вентиль, насколько в Европе диверсифицированы поставки газа с различных стран, чтобы они не оказались в холоде и таким образом сами не выстрелили в себе в ногу, и насколько такие страны, как Турция, Катар, могут занять место России? Вот поэтому было бы неплохо, чтобы это было межправительственное соглашение с несколькими участниками, включая Турцию и Евросоюз. Но базовый вариант – это межправительственное соглашение между Украиной и Германией. По крайней мере, попытаться по этому сценарию пойти. В идеале это было бы неплохо, чтобы это было межгосударственное соглашение, то есть подписанное руководителями правительств соответствующих стран,
Турции в том числе, Евросоюза, то есть Еврокомиссии, руководители Евросовета, Польша, Франция, Германия, ну, Германию я сказал, да, Соединенные Штаты, то есть чтобы была возможность задействовать политические рычаги, обязательства твердые, задействовать политические рычаги в случае наступления вот этих обстоятельств. Понятно? Ну и плюс, если говорить о межгосударственном соглашении между Германией и Украиной, то говорить там участие немецкого бизнеса и немецкого государства в том, чтобы Украина получила львиную долю в водородном проекте, инвестиции в газотранспортную систему и производство водорода на территории Украины, то есть чтобы Украина получила не просто какие-то компенсации, не нужно требовать денег, нужно договориться о том, чтобы пришли инвестиции, которые позволят на территорию Украины и наладить производство, которое покроет уменьшение дохода от транзита, первое, да, второе, позволит зарабатывать еще, ну и судьба самой трубы. Вот, кстати, последнее интервью посла Германии в Украине Анки Фельгаузен, вот она, кстати, говорит, ну консорциум, но под что консорциум? То есть в Германии эти опции, о которых я говорил, рассматривают, причем с декабря, января месяца. Вот и то, что касается и краник прикрутить на случай экстренных обстоятельств и так далее, и участие Германии и Украины в водородной стратегии, инвестиций. Так вот, Анка Фельгаузен говорит, хорошо, если мы идем по направлению водородного проекта и производства водорода на территории Украины, значит, тут вопрос инвестиций состоит в том, производство плюс наладить транспортировку. То ли новую трубу строить, то ли часть ГТС переоборудовать еще, да? Если мы говорим о транзите газа, то это другие инвестиции уже, да? То есть нужно определиться, понять, какой теперь будет новый контур и какие инвестиции, куда и в каком объеме и под что будут идти. То есть, по сути, можно сказать, что на Германии лежит вся ответственность за непрогнозируемую внешнюю политику России. Если Германия так доверяет и говорят, что это чисто экономический проект, да, если так они доверяют обещаниям Путина, то пускай они дадут нам твердые гарантии со своей стороны. Второй конец трубы у них, они наши союзники, и было бы неплохо стать стратегическими партнерами с Германией для того, чтобы больше привязать Германию к Украине, их интересы с Украиной связать. 30 августа, как Эрдоган известно, делает. Он посредством договоров, сделок, он связывает всех. И дальше получают возможности для того, чтобы со всеми выстраивать отношения. Может ли президент Украины Зеленский получить эти гарантии от Соединенных Штатов Америки, потому что Германия не сама подписывала это соглашение, эту декларацию, скажем так, а Соединенными Штатами Америки 30 августа Зеленский посетит Вашингтон. Чего ожидать? Соединенные Штаты могут быть важным игроком, который будет способствовать получению гарантий от Германии. Соединенные Штаты нам не могут гарантировать, поскольку труба не заходит на их территорию, у них нет вентиля. Слишком ссориться с Германией они тоже не смогут. Очевидно, что они выбирая между Германией и важным союзником в Европе. Ну как, до этого же санкции, введенные со стороны Соединенных Штатов Америки, это не против Германии. Вы понимаете, санкции были введены, все это хорошо, но все равно поток строился. Вот в чем проблема. То есть эти санкции не остановили постройку поток должен потока. был достроиться в 2019 году, но в связи с санкциями затянулось затянулась эта достройка. Вы поймите, с точки зрения международного права, эти наднациональные санкции, они не играют роль. Особенно если речь идет о больших, мощных государствах. То есть посмотрите на то, как санкции работают. Да? Вот Северная Корея, облажные санкции со всех сторон. И то они все равно получили ядерную ракетную программу. Это были всемирные облажные санкции. Все 5 членов Совета Безопасности ООН проголосовали за них, очень жесткие санкции. Но ничего, да? Если речь идет о Германии, о союзнике важном Соединенных Штатов в Европе, да, и во многих вопросах мировой политики, то тут такие санкции невозможны. Понимаете, невозможно. Поэтому нужно быть действительно мыслить категориями реальной политики и связывать Германию
союзническими обязательствами, договорами. То есть важна вот эта бумажка обязательная. С этой бумажкой в Международный суд можно пойти, и можно будет апеллировать. И следующему правительству показать, смотрите, межгосударственное соглашение, подписанное вашим правительством. Но это опять будет Будапешт-2, тоже межгосударственное соглашение. Нет. Соединенные Штаты, Британия, Россия, Украина. Простите. То, что Будапештский меморандум, это документ, меморандум, памятка. А межгосударственные соглашения, они имеют несколько другой вариант. Поэтому я говорю, что в идеале было бы неплохо, чтобы договор или хотя бы, чтобы это соглашение было поддержано голосованием в Бундестаге. То есть ратифицирован договор. Да, ну понимаете, могут ратифицировать, да, и опять могут хотя бы просто в процессе такой политической декларации Бундестаг поддержал. Тогда это может быть не совсем будет ратификация, но тем не менее все-таки близкая к ратификации. И от этого нельзя будет отвертеться. Понимаете? Как я сказал, еще лучший вариант – это межправительственное международное соглашение с участием Турции, Франции, Еврокомиссии, Соединенных Штатов, Великобритании и так далее. Кстати, по поводу Крымской платформы, если получится Эрдогана обеспечить явку, да, и плюс Джонсона, Джонсон же еще есть, который пытается показать, что Великобритания возвращается в мировую политику. Дестройер. Британский. Да, вот то тоже. Поэтому, если даже вот этих людей получится пригласить на саммит, это будет грандиозно уже. Возвращаясь к визиту Зеленского в Вашингтон, до этого вы говорили про НАТО, то, что в ближайшей перспективе вряд ли нас возьмут НАТО. А как вы думаете, все же после этого визита можем ли мы увидеть получение некого статуса союзника Соединенных Штатов Америки вне НАТО или каких-то других прорывных решений, соглашений? Что это может быть? Я думаю, что можно рассчитывать на увеличение оборонной помощи Украине со стороны США. Первое. Второе, что могут быть заложены основы диалога по получению Украиной статуса особого союзника США вне НАТО. Но пока что выглядит так, что с американской стороны решили немножко остудить нашу политику, наши горячие головы. У нас слишком увлеклись игрой на различных политических силах и противоречиях в Соединенных Штатах. В Америке этого не любят. Если вы помните, в эфирах у нас многие говорили, надо играть на этих двух, играть этими противоречия, поддержка, борьба между республиканцами, демократами и так далее. Плюс вот эта риторика, то есть стиль общения с Западом и с Соединенными Штатами, которые были избраны, я думаю, что они не понравились Америке. Вот эти вопросы, а когда будет дата, скажите, упреки эти, да? Они говорят, давайте реформы. Байден сказал, ПДЧ будет, когда будет эта история, когда поборете коррупцией. То есть мы видим демонстрацию некоторого такого холодка. Но, пане Володимир, мы же с вами образованные люди. Мы же прекрасно понимаем, что коррупция... межгосударственных отношений. Да. Тактические вот эти приемы, да? То есть полностью никто не будет ждать, когда полностью коррупция исчезнет, ее полностью невозможно победить. Так а где ее нет? Вот эти ожидают существенных успехов, и на самом деле эти вещи были более конкретно озвучены. И Блинкеном, и Нуланд во время мартовского визита, и после того судебная реформа, посадки топ-коррупционеров, антикоррупционная система стабилизирована, корпоративное управление. А успешная судебная реформа, это надо, чтобы год-два поработала, было видно, что эта судебная система работает. Потому что они же, американцы, несколько раз, и не только американцы, европейцы, подчеркивали, что важно даже не то, какие законы принимаются, а чтобы эти законы работали, чтобы не были фикцией на бумаге. Вот поэтому на нас будут смотреть, поэтому как у нас все эти продвижения. Но, как я сказал, это на межгосударственных отношениях, на союзничестве не скажется. Да, вот тактические какие-то моменты холодка в чисто формате общения, я не исключаю, что 30 августа это как раз вот ответ на попытки наших некоторых деятелей играть с датой визита.
Американцы сказали до конца лета, наши говорят, да нет, ну как же в конце июля. Второй раз, да? Поэтому не исключаю, что на 30 августа, под самый конец лета, эту дату и назначили. Возможно, я ошибаюсь. Но это не значит, что Соединенные Штаты отвернулись от Украины, как многие пытаются в России там, или где-то интерпретировать. Зрады нет. Зрады нету, да. Это чисто тактические, мелкие такие, знаете, демонстрации чего-то. Потому что все-таки оборонную поддержку Штаты увеличат. Возможно, даже это мы увидим уже в следующем бюджете. Кстати, будет в конце сентября бюджет новый утверждаться или в начале октября. Плюс, как я сказал, будет заложен диалог, если все правильно делать, без надрыва, без этого ультиматумов и так далее, да, а конструктивно, спокойно работать с Америкой, то может быть заложен действительно диалог о том, чтобы в ближайшие год, 2, 3 Украина могла получить статус особого союзника США вне НАТО. Это вполне реально. Дякую вам дуже, пане Володимире. Чохсагул, Волі, політолог, експерт з міжнародних питань, був гостем нашей студии. А я с вами не прощаюсь, мы прерываемся буквально на 5 минут, а далее вернемся в эту студию и продолжим наш эфир уже на крымско-татарском языке. Не переключайтесь, оставайтесь первым крымско-татарским. Корушкенджи. Сем дефны еленіс мені қабірде. Азиз Украинамнан кеніш чөл торынде. Ишітілеп ве көрініп тұрсын. Озы үйле кең чөллер, қайнақ нер еңілдісі, ұчырымлы сайылер. Озы душман қаныны ақызған сон деңізге, чеменлерні ве қырларны терк етіп yer yüzünde. Men Tanrıға yol tutarım, kalben dua etmek için. Şimdi ise Yaradanны bilmeyim men akçın. Defneyleniz ve kalkınız, buğavlarını uzunuz. Halis düşman kanını hürriyet üzerine suzunuz. Ulu serbest ailenizde unutmanız meni de. Hayriyetli sözünüzde tutunuz hep hatırda. Марифчы, нешырчы, драматург ве публицист Асан Сабри Айвазов Алупка көйінде майысының 6-сында 1878 сенесі дүнияға келді. О елке тасыны иптидаи мектепте алды. Медреседе оқыды. Медреседе оқуыны бітіріп, мектеплерде муалlimlik yaptı. Sonra bilgi seviyesini yükseltmek maksadымен кетіп, İstanbul ve Каир университетлерінде тәсіл алды. Асан Сабри Айвазов четел мемлекеттерден қайтып келген сон, башта Баку шерінде нешір етілген Хаят адлы газетада муарир олып çalıştı. Sonra Қарасу базар шерінде Абдурашид Медиев ile beraberlikte Ветан Хадимы намында газета çıkardылар. Асан Сабри Айвазов Ветаны Қырымға авдет olған сон 1913 сенесінден башлап Қадими Бақчасырайда Исмаил Гаспралы тарафından çıkarılған Tercüman газетасында çalışa başladı. İsmail Гаспралы 1914 senesi vefat etken sonra Асан Сабри Айвазов Tercümanın baş muharriri oldu. Sonra o Ahmetçit şehrinde Millet dep adlandırılған gazeta neşir etti ve aynı zamanda Kırım Milli Kurultayı reisi vazifesinde bulundu. Асан Сабри Айвазов публицист olmak ile beraberlikte hem yazıcı, hem dramaturg, hem de acayip edebi tercüman edi. Anneciğim neredesin? Kel, neden bu alga kaldık? Gibi bedi eserler ile bir sırada Ivan Turgenev, Anton Çekhov, Lev Tolstoy, Avrupa edebiyatından Knut Gamsun, Longvili gibi müelliflerinin işlerini Kırım Tatar tiline tercüme etti. Асан Сабри Айвазовның icadi umur faaliyeti gayet gürlegen vakitte o Bolşevikler tarafından
Ағымдан репрессияға ұғырап 1938 сенесі апрелінің 17-сінде вақшыжы өлдірілді. Асан Сабри Айвазовның «Неден буалға қалдық» пьесасындан күчік бір парча. Сейдбек, шымды біз не ішлейлім? Авропалыларының культурасы фенадыр дие жайыл мақалалым. Абдулислам, хайыр евладым. Хоша сим хоша. Азрети Фахири Каинат Эфендіміз саллаллаху алейхи веселлям бешіктен мезара қадар илім араңыз бұйырдықлары кебі, илім нереде олса да гидуп алыныз бұйырмыштыр. Авропалыларының илімі ве марифыны, финуни ве санайысыны алыныз. Ихтират ве кешфиетлеріні де огреніңіз. Милли мектеплерімізде соқыныз. Аналисаныңызға тержімейдіңіз. Бинаен алейх Авропая гидежеңізде бір-біріңізе лисаны милли бұлынур ісе, сізе бұйық бір силядыр. Әр ерде сызы селаметі чықарыр. Еліңізде исламиет лисан кебі бір құвет олур ісе, Авропаның атешы сызы яхамас. Мамафих не Франкистанның Парижі, не Алманияның Берліні, не де Ингілтерінің Лондрасы, не де Авропа майшеті миллет ве қавмиетіңізі ұныттырамыз. İşte bizim fikrimiz budur, evlatlarım. Селям алейкум, хайрлы шамлар, сағыла ТР телеканалының телесерджилері бүгін информацион программасының сериетесіңіз. Студияда сізлер үшін мен Гүлсум Халилова чалшам ве невбеттеке 25-30 даха девамында біз яйнымызна Қырым татар тілінде алып бара жақмыз ве сонке актуаль хаберлеріні яйнымызға қошылacak мұсафирлерінен лаф етежек мас әлбетіке сонки бойле мұйым бізлерінің мерақландырған әдіслер сырасында бұ işgal етілген Қырымда вазиятның кергенлешмесі ве невбеттеке тынтувлерінің откерілмесі oldu. İşgal etilgen Kırım'da malum olğanı ki bu diğer vatandaşlarımızın evini tintuvlerinin basıp kırdılar keçken haftanın sonunda ve bugün tintuvle tutulup memori ceza berilgen vatandaşımız Abdullah İbrahimov hapishaneden çıktı. Onun akrabalarının biz canlı yayında bağlanıp bu meseleni laf edecekmiz. Bunun de gayrı elbette ki Temir Halklar Kanunu til meselesini de laf etmeye planlaştırdık. Bu sebepten bizim yayınımızga şıbını Kırım Tatar Milli Meclis azası ve Херсон vilayetinde Kırım Tatar temsili organımızın temsilcisi Abminçtağa Süleymanov bağlandı. Onun laf etmeye planlaştıramız bu meselelerini. Abminçtağa, selam aleyküm, merhabanız. Aleyküm selam. Abminçtağa, mına yayınımızda Kırım platforması meselesinden başlamağa isteyim. Zira malum olğanı ki bu Amerika Birleşken Devletlerini Kırım platformasında aynen kim takdim edeceği endi belli oldu. İsimler berilmese de hükümet temsilcisi olacağını kaydettiler. Yani ne Joseph Biden'ın ozu ne de Kamala Harris'nin ozu Kırım platformasına gelmeyecek eken. Sizin fikrinizce bu haberine nasıl kıymet kesmek gerek? Siz nasıl bahas? Onlar Kırım platformasına gelmekleri yaramaydı. Ben bilesem. Gelişleri gerekirdi. Ona da bakıp alıp varacak işleri de öyle olacak. Bakın bugün de Severный поток 2 diyen neyi gazoprovodu öyle de kuraylar. Ondan sonra çıkacaklar. Onun sonra çıkacak son arası Rusya nasıl alıp varacak söylemesi pek kıyım. Ve onlar olmasa bu hükümetler nasıl kararı onda getirecekler de ve ne teklif edecekler ona bakıp çok şey öyle de alıp varılacak. Eğer kabul edilse, konkretik olarak işler kabul edilse o başkaca olacak. Konkretikler, işler kabul etmese laf etmeden başka uzağa gitmeyeceğimiz safsız ki.
Ya nasıl mına konkretik şeyler, konkretik kararlar alınması gerek olganını kaydetesiniz. Sizin fikriniizce bu nasıl kararlar olabilir? Yani Kırım platformasında hangi bir karar alınabilir de bu Kırım'ın azat edilmesini ve işgalden kurtulmasını yakınlaştırabilir? Bakınız bugün ne kadar kanunlar çıkardı, bütün dünya Международный суд ve ondan sonra OON olsun, YSPÇ olsun, ne kadar kararlar çıkardılar, onların birisini Rusya kabul edip birisini becermedi. Bu vakitlerde Anglitera'da bu gaz probleması için mahkeme işleri olanda bu Rusya'nın bir kişilerini arestavat yaptılar dedi. Eğer hattı özlerine alfaracak olsalar bu memleketler ve Rusya eğer kabul etmese bütün dünyada çıkarılan kanun kararları ve onlar yasak etseler Rusya'ya sınırdan çıkmaya, Rusya'nın oligarkların çoğunun balları sınırdan dış yaşaylar. Orantaları sınırdan dış yaşaylar. Paraları çoğunun sınırdan dış. Eğer bu bütün şeyleri gözlerini alıp iş alıp varsalar iş başkaca olacak. Eğer kuru lafın bitse kuru sevinmeye gerek olacak. Kırım'ın meselesi kapalmadı da ve laflar gitti deyip kuruna sevineceğimiz başkaca iş olmayacak. İlk yıllarına bu petrolün, neftin fiyatı 27 dolara düşündü. Biz pek sevindik. Ne için deseniz biz biliyoruz Rusya'da bunu çıkarmak 37 dolar hepsinden az ve araba masraflarını da saysak hepsinin az 50 dolara çıkay. Ama 2 hafta geçmeyeden sonra bunun fiyatı yine de kötürildi 60 dolardan yukarı. Bu bütün şeyleri gözüne ogni alıp varıp da kattı bir kararlar çıkarsalar hatta bu Putin bahçedeki gibi kulağından tutaylar neyse onlarından tutaylar çeteler ne deyip korkutuyor bu arada başka yapmayacağım diye bakay görüyor ona bakın bir şey yapmaya başla yine de eski oyun oynamaya. Şimdiki alfarmak ona pek okşay. Ama sizin fikrinizce Mectağa 7 yıl yetmedi mi zaten sizin yukarıda aytıp geçkeniniz bu gibi sert ve katı yaptırımlarını yani sanksiyalarını kırsetmege yani bu dünyanın bu gibi hareketlerge daha hazır olmaganını göstergeci değil mi fikrinizce? Ben bilişim 7 yıl geçti ama çoğusu bayağı şeyi anlamay. Niçin deseniz bu 7 yılın içinde diyeyim de konkretik bir şey Rusya'ya karşı alıp varılmadı. Eğer konkretik bir şey alıp varılsa, işler alıp varılsaydı Rusya başlayacağı uzman alıp varılırdı. Ve Rusya'nın oligarkları çoktan belki kendileri de tutup o cenabetlik getirip de bütün havayat onun üstüne bırakıp Kırım'ı da kayıtlar edi, Cenk'i de toktatır edi. Ama ekonomik interesleri ve para meselesi basıp geçiyor bunları. Ve onun için bu kararları kuru kağıtların üstüne yerine getirmeye bir sonu tırışmıyor.
Mına Kırım platformasına qaytacak olsak, yani sizin fikriniz nasıl ülke liderleri kelgeninin Kırım platformasının semeriliğine işte tesiri farklı derecede olacak mı? Misal olarak Joseph Biden'ın kelmemesi diğer memleket temsilcilerinin daha alt seviyede takdim edileceğini mi anlata ya da Kennedy Joseph Biden kelmesi bile birçok diğer liderlerinin kelmesinden beklemek mümkün. Biz çok büyük liderler gelsinler deyip düşünüyor. Yollar gelse yaxşı olacağını anlayır. Ama liderlerin özleri gelmesi de yollasa da bir pasolu ya da bir elçileri ya da birisini yollasa ona da bakıp Rusya'da karar çıkaracak. Onun düşünmedikleri pek yaramıyor. Eğer hükümetlerin birinciden bu Koşma Ştat Amerika hükümetinin İngiltere'nin başlığı ya başka bile bu konkretik meselerini alıfıran hükümetlerin başlığı gelse bakış ve uzun alt gidişlerini ona bakıp da alıp varacaklar. Birinci de bu Rusya'ya bakay. Eğer onlar gelmeyse onlar diyecek bu platformu düzmeye düzler ama onun laftan başka bir şey olmayacak deyip öyle de alıklarını alıp varacaklar. Abminçtağa bunun beraberlikte malum olğanı gibi Kırım platforması kanun leyhaları paketine şimdi birçok diğer kanun leyhalarının kirmesiyle beraberlikte Tamir Halklar ile bağlı kanun da kiredi ve geçken hafta malum olğanı gibi Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskiy nihayet bu kanunu imzaladı ve nevbetteki günden bu kanun endi işe kirişti. Abminçtağa biz anlayımız işte şimdiki şaraitlerde ne yazık ki bu kanun işgal edilgen Kırım'da çalışıp olamaz. Zira anda işgalciler var ve fizik cihetten anda körsetilmesi ve işletilmesi imkanı yoktur. Fakat Kırım Tatarlarının diğer yaşagan, böyle kompakt şekilde yaşagan bölgelerde, hususan Kherson vilayetinde bu kanun nasıl çalışabilir ve neler beri anda yaşagan Kırım Tatarlarga? Eğer bu kanun kağıtın olmasa, konkretik çalışsa, Kırım Tatarlar komplekt yaşayan yerde bir işler alıp varmaya mümkün. Ama bugün de bu Cumhurbaşkanı buna kol koydu bu kanunu. Ama nasıl o kanun çizilecek, nasıl alıp varılacak, vakit geçse gösterilecek. Ne için deseniz bakın bugün de Kırım Tatarların yeri bir yerde adam gibi görünmüyor. Kırım Polisine alayıq, Kırım Prokuraturasına alayıq, Kırım SBU'suna alayıq, Prezidenti alayıq. Bütün yerde birlikte bizim adamlarımız var. Ona da bakıp iş alıp varmaya mümkün. Ona da bakıp nasıl bu kanun çalışacak, o vakitte o da nasıl olacağını gösterecek. Bu kanun kuru yazık olarak kağıt üstüne kalacak ya da konkretik olup çalışacak, ona da bakacak. Nasıl bu hükümet adamları özlerine alıp varacaklar bu kanuna bak. Nasıl işler olacak? Yamına çeşit türlü Kırım ile bağlı strukturalarda ve organlarda Kırım Tatarlarının yeterince takdim edilmemesi sizin fikrinizce ne için ve bunu kim yapmak gerek ya da bu kimin işi ya? Birinciden eğer bu kanuna bakanda bu hükümetin işi ama bizim de haberimiz var. Ne için desen biz o isteklerimizi hattı tutup gösterişimiz gerekiyordu. Bakın şimdi biz Kırım'a kaysa bu bütün strukturlar Kırım'a geçecekler. Ama söylediğim gibi kolların içinde bir deney Kırım Tatarı var. Bugün de Bozog'un bütün şeyleri gelip hazırlık nasıl Kırım'a göçendi, nasıl o bizim alımız olacak da kim tepede oturacak onun için iş alıp varılmadığı için biz bile Allah kalıyor bugün diye avsuz ki.
Son iş alıp barılması gerek dep aytасыз ve ne yapmalı bunun için? Yani çeşit türlü strukturalarda Kırım Tatarlarının daha çok olması ve Kırım işgal etilgenden sonra bu gibi işte idarecilik mertebelerinde Kırım Tatarlarının bulunması için en dışımda hareket yapması gerek. Benim anlaganyma göre işte bu hareketler sizince şimdi neden ibaret olmalı? Bu hareketler ilgili de dur yapmaya gerekir. Bakınız bu hepsine nasıl Kiev'de her yıl 400-500 talebe okulları bitiriyor. İzinat alıyla. Ya kaç tane talebeyi biz işleri gidirdik ve tırıştık gidirmeye, ona da bakıp karar almaya gerek. Ona da bakıp bize bakıp hükümet adamları o üzerine alıp varıyor. Son belki siz Kırım Tatar Milli Meclisimizin temsilcisi olarak, bayrak öpkenler sırasında olarak bu gibi teşebbüste bulunursunuz. Bu işleri doğru söylüyorsunuz mi? Milli Meclis bu işlere tırışış gerekir alıp varmaya. Ama afsus ki pek çok ona kulak asmıyor. Ben bilesem bundan ayağına çalıştırıp bu kanun kabul etmen kanuna bakıp tırışacağımız bir şey yapmaya. Yani tahsil meselesi hakikaten de çok mühim çünkü da bizim liderlerimiz Numan Çelebijihanlar, Cafer Seydametler, Çobanzadeler, Sabri Ayvazovlar ve ilahri onlar tahsilge çok büyük emniyet berediler ve eğer ki Kırım Halk Cumhuriyeti'nin işte mertebesinde bulungan bizim liderlerimiz ve siyasi erbaplarımızga bakacak olsak onlar hakikaten de birkaç, iki, üç iptidai ve yukarı okuf yurtlarında okugan tahsillerge sahip olgan erbaplarımız edi ve elbette ki bu mesele çok mühimdir. Ya buna tahsil meselesini alacak olsak Apminchtaga Kırım Tatar tili elbette ki çok mühim. Kherson bölgesinde Kırım Tatar tilinin daha da faal öğrenilmesi, daha da çok bu yönelişte hareketler yapılmasını bu tamir halklarla bağlı kanun değiştirebilir mi? Yani buna bir şekilde yardımcı olabilir mi? Nasıl görüyorsunuz bu meseleyi? Dili olmayan halk, hoş dilini duyan halk yavaş yavaş kayıp olup gitti. Afsus ki şimdi asimilasyon probleması pek büyük. Birinci de bu Kherson vilayetine de o mesele büyük. Bizde sınıflar var. Novoalekseyevka tarafta birinci mektepte bağlar 17. yılda birinci sınıf açıldı Kırım Tatar dilinin. Ve partizanı bugün de Rıkıvadı diye koydu bir tane sınıf var. Başka yerde böyle dil okuyan, dil öğrenen meselesi, fakultatif meselesi var. Birinden şimdi çok işler alıp varmaya gerek analarının babalarının. Ne şimdi deseniz bu birinci mektepte 60%'dan çok Kırım Tatarı. Sayıları balların 4. klas balı bitiren talebeler 12 tane, 3. klas bitiren soyları 23 tane, 2. sınıf bitiren soyları 11 tane ve 10 tane 1. sınıf bitiren soyları. Şimdi de 1. sınıfa 16 kişi balasını veriyor. Ve öyle yapmaya gerek de bu mektepte eğer 60%'dan çok Kırım Tatar olsa Kırım Tatar dilini okuyanın da çok olması gerek de ve şimdi bu eğer kurumlar getirir, bu Türkiye söz verip kampakt kuracak oldu binaları, o kuruluşlarda getirir de o binalarda da bizim halk yaşasa o yerlerde de Tatar sınıfını açıp Tatar dilini öğrenmeye gerek olacak ve küçük babalarla beraber ana babaları da eğer istek olsa o ana dilini öğrenmeye çaresi olacak. Bu bütün şey bizim elimizde ama onun için çalışmaya lazım. Yani bu gibi mekteplerinin daha çok açılması için Kherson vilayetinde hususan şimdi ana babalarının böyle ariza toplaması mı gerek?
sınıf açmak için eğer bala yetişse Ukrayna kanununa bakanda 8 bala olsa, birinci sınıfı varacak bala olsa o Tatar dilinde sınıf açmanın çaresi var. Ne öyle koylar pek çoğu değil afsus ki. Niçin deseniz Kampat yerinde Kırım Tatarlar o Navalisiyevka'da yaşadılar ki son olsun diye yoktur öyle çaresi. Birinci 8'ini talep etmeye. Buralarda kurup çaresi var, fakultatif ahında okutmaya bağlar. O yan tarafı var da bizimkileri çok olan yerde onda çareleri var. Ve bu bütün şey birincide ana babaların eline onların çalışmaya gerek. Ballarını bu Tatar sınıflara versin diye. Ya Abmenchitaha keçenleri işgal etilgen topraklarının reintegrasiya nazirligi elan etken Kırım Tatar tili inkişafı konsepsiyasını nasıl bakasınız? Sizin fikrinizce semereli olabilir mi Kırım Tatar tilinin öğrenilüvü ve inkişafında? Konsepsiya bu kanunlar kabul eden, konsepsiyalar kabul eden başka şeyler pek yaxşı. Ama nasıl onlar yaşayışa geçirilecek ve nasıl yapılacak? Orada bu büyük iştirdi. Ve nasıl biz özümüzü alıp varacak bu bütün şeyler yaşayışa geçirsin diye. Birinci de ona bakacak. Kiyatnısına onlar pek yaxşı yazdılar. Ama yaşayışa geçirmesi için onu bayağı iş alıp varmaya gerek. Çok sağ olun Abmenchitaha, bizle bağlanıp suallarımızga cevap bergeniz için büyük teşekkürler sizge. Kırım Tatar Milli Meclis Azası ve Kherson vilayetinde Kırım Tatar temsilciliginin, Kırım Tatar temsili organının temsilcisi Abmenchit Süleymanov bizle canlı bağdaydı. Sağol dostlar, biz canlı yayında çalışan siz sebepten men sizlerge hatırlattım. Bizim YouTube sayfamızga abone olmağa unutmayın. Sizin için bu bir şey olmasa da bizim için hakikaten büyük bir manevi destek. O sebepten bizim yanımızda olganlar ve Patreonımızga kol tutup anda da mine olganlarga büyük teşekkürler bildiremiz. Men ise nevbetteki meselege geçmege isteyim. Malum olgana gibi keçken hafta işgalciler Kırım Tatarlarının evini silahlı Amon hadimleri ve tahkikatçılar İbragimovlarının evini saat 9'da sorup kelgen ediler. Sanki dersin tahkiki işler böyle manaçığının sebebinin evde malum olgana gibi 9 kişi 5 büyük ve 4 çağına yetmegen bala yaşamaktaydı. Ev yanında lahayt olmagan komşular ve yakınlar toplaştı. 57 yaşındaki ev sahibi Ali İbrahimov malum olganı gibi iş adamı ve Xorantanın azık dükkanı var iken Uyken ve ortancı oğulları Mustafa ve Abdullah'ını dükkanda tintuf geçirmek için anda alıp gittiler. Sonra malum olganı gibi Abdullah İbrahimov'unu tutup ona memuri ceza verdiler ve 3 gün işgal etilgen Kırım'ın hapishanesinde tuttular ve bugün Abdullah İbrahimov azatlığa çıktı. Mahkeme binası ve hapishane binası o günde lakayt olmagan, pervasız olmagan semeddeşlerimiz toplaştı ve onu karşıladılar. Ekstremizmden Kureş merkezinin hadimleri Ali İbrahimov'un ortancı oğlu Abdullah İbrahimovlarının korantasına ait dükkandan öz arabasına malum olganı gibi oturtup belli olmagan tarafqa vakit alıp ketken ediler. İşgalciler öz korantasının ana babasından o ayrı yaşamaktaydı ve 2018 senesi Mart ayında onu işgalciler Kırım ve Kherson vilayeti arasındaki memuri sınırda tutup kıynagan ediler. Da 3 yıl evvelsi advokatlar onu Kezlev'nin polis bölgünde tapıp oldular. Tintufden sonra alıp ketkenlerinden sonra birkaç saatten sonra onu Kezlev mahkemesine alıp ketkenler onu yasak etilgen ekstremistik timsaller teşvikatında kabatlı olarak tanıp 3 günge hapiske aldılar ve 3 günlük hapisten sonra bugün Abdullah Bey İbrahimov azat oldu ve serbest kaldı. Aytkanım ki bu hapishane binası o günde pervasız olmagan vatandaşlarımız toplaşıp onu desteklemeye geldiler. Biz şimdi
Оның қырабасы Мустафа Бей Ибрагимовнен бағыланмаға тырышачақмыз. О біздерге тынтывның демек тавсиятлары ве Абдулла Бей Ибрагимовның шымдыки вазиеті ақында тариф етмеге азыр олажақ. Ғалибада бағыланып оламадық незіқке қырымнен ер вақыт бойле бақ үзілгені себебінден ве чоң güzel olmağını себебінден бізім шымды mühendislerimiz бұл проблеманы чезмеге тырышалар ве чезділер мана айтқанларына көре фаал Мустафа Бей Ибрагимов. Бізле жанлы бағда. Мустафа Бей, мерабан, ассалам алейкум. Алейкум салям. Мустафа Бей, біріншіден қардашыңыз, қырабаңыз Абдулла Бей Ибрагимовның писханеден шыққаныны біз енді айтып кечтік. Аллаға шүкірлер олсын. Әлбеттеке қансыз шекілде тұтылса да бүгін сербест олды. Насыл өзіні есете Абдулла Бей, мұна оның вазиеті ақында лүтфен тариф етіңіз бізге біраз. Мүмкін олса, рус тілінде айтайын. Бұйырыңыз. Вышел нормально. Да, все хорошо с ним, говорит, что относились с ним вежливо, культурно, как бы никаких физических воздействий не применяли. Все нормально, веселый, вышел, проблем со здоровьем нету, жалоб в общем нету. Все сказал, все хорошо, все нормально. Мустафа Бей, мына кечкен авта evlerinizde тымтуф өткерілді Қырымның сөзде құқық қорғаушы органлары тарафынан. Мына тариф етіңіз бізге тымтуф асылында насыл келді, не істеділер ве сіз бұл yapılғанларға насыл қимет кесесіз? Хотели, понятное дело, да, что мы мусульмане, да, к нам изначально отношение такое, крымские мусульмане. Пришли они, конечно, очень нехорошо. В этот раз, в 2015 году, когда они пришли спокойно, вели себя хорошо, не кричали, не стучали по воротам, как в этот раз. В этот раз они очень сильно и стучали. Даже дошло до того, что начали говорить: берите кувалду, ломаем ворота. Но я как бы успел открыть им калитку. С криками они забежали. Люди в автоматах, в масках, даже один из них был с щитом. Такое ощущение, как будто они на контртеррористическую операцию, которую приехали, да, и очень сильно кричали, на что я, конечно, тоже немножко как бы был возмущен, да, и просил, говорил, чтобы они не кричали, вели себя нормально. Мы люди нормальные, да, семья, мы не являемся преступниками, чтобы к нам так врываться. У меня на тот момент, Аллаха шкур, да, детей своих несовершеннолетних, 4, да, отвез к бабушке. И весь вот этот цирк, ужас вот этот, который происходил, они, Аллаха шкур, не видели. Потому что, все они несовершеннолетние, не знаю, как бы после этого всего они бы себя чувствовали. Кричали они, так еще получилось, что я не сопротивлялся, то есть не хотел ложиться на пол. Просто, думаю, присяду, и в этот момент один из сотрудников ОМОНа пнул меня в затылок с ноги, отчего я немножко как бы упал и ударился вот этой частью головы и получил ссадину. Потом они пытались все толпой ворваться, не все, домой забежать и самовольно там разгуливать, да, на что тоже была просьба, чтобы они не ходили по дому, потому что это не их собственность, не у себя дома они находятся, потому что им доверия нету, как бы могут подкинуть все, что угодно. И в принципе братишку они, да, тоже одели наручники, положили на пол, кричали на мать очень сильно. Все они были температурили эту ночь, простывшие, и бабашка, и Анашка. Я сам был немножко простывший тоже. Момент тот, что с какой целью, да, они все-таки пришли. Да. Они пришли к тому, что, да, изначально первое это к отцу, ко мне и к братьям, то есть к 4 одновременно. К отцу они предъявили такое постановление о том, что якобы в Симферополе в каком-то университете заложена бомба, что якобы возможен быть теракт, и отец может что-то об этом знать.
младший братишка Мухаммад, его со стороны как бы военкомата, он призывного возраста, ну, повестки он не получал, но его вот со стороны военкомата как бы ищут. Абдулу, понятно, что за вот репост ВКонтакте нашли за ним, а на мне так получилось, что магазин, то есть продуктовый наш этот, все оформлено на меня. И как бы вот по этой причине и я тоже попал под ихнюю проверку, так скажем. Ve endi ne Mustafa Bey, yani bundan sonra ne olacak bu yapılgan hareketlerge siz bir şikayet vereceksiniz mi ya da mına Abdullah Bey 3 gün hapiste oturdu çıktı endi bunun bitti her şey. Ну, иншаллах, Ирши Аллах'ın elindedir, кısmet olsa, ну, будем надеяться, что на этом все закончится. Будем жить, как жили. Мы не считаем себя нарушителями чего-то, там, закона ихнего, да, не являемся преступниками. Мы здесь, в Евпатории, как бы известные люди, магазин наш все прекрасно знают. Люди были очень в недоумении, почему, как так. Единственный, говорит, магазин в городе, где можно вкусный свежий сыр приобрести, и такое происходит, да, несправедливость. Иншаллах, будем жить, как и жили. Надеюсь, что больше они, да, не потревожат ни нашу семью, ни другие семьи. Иншаллах. Amin inşallah. Çok sağ olunuz Mustafa Bey. Bizle bağlanğanız için sizlerge koç kuvvet da tileymiz. Umut etem bu gibi hareketler sizge karşı tekrarlanmaz, bağışlanız. Sayılı dostlar, men size ne yazık ki bu bölükünü yekunimek mecburiyetindeyim. Bizle canlı bağda faal Mustafa Bey İbrahimov ede malum olğan ki geçken hafta onun akrabalarının, onun korantasının evine işgalciler basıp girdiler ve son olarak da şunu etmeğe isteyim. Geçenlere men hapishaneden siyasi mabusumuz Server Ağa Mustafaev'den böyle bir mektup aldım. Onun sözlerini sizge de aytıp geçmege isteyim. Cümlemizni Kurban Bayramı'nın hayırlı siyasi mabusumuz ve bizlerge, sizlerge onları unutmağanımız için her daim onların adları nutqımızda olğanı için, sadece jurnalistlerinin de gel bütün halkının nutqında olğanı için büyük teşekkürler bildiriyor. Server Ağa, men de canlı yayında bu münasebetle Server Ağa'a da teşekkürler bildirip onun da Kurban Bayramını hayırlamağa isteyim. Aynen diğer episi siyasi mabuslarımızga olğanı gibi. Sayılı dostlar, Zaman informasyon programması şimdi yayınımızına devam ediyor. Seyrediniz. Звільненого після триденного арешту Абдулу Ібрагімова біля ізолятора зустрічають родичі та небайдужі. За його словами, його визнали винним у пропаганді екстремізму за репост на сторінці ВКонтакті, зроблений ще в 2013 році. Данное обвинение невозможно принять ни сердцем, ни здравым смыслом, потому что первый фактор – это территория, где я проживал, тогда была другого государства, у которой нет таких законов, говорящие о каком-либо экстремизме и так далее. Данный репост был посвящен пострадавшему народу в Сирии, повидавшим боевые действия. Всего лишь выражение сочувствия и так далее. Співробітники окупаційного ізолятора Євпаторії, а також арештанти, які там утримуються, дізнавшись, за що туди запроторили Ібрагімова, були шоковані та не стримували сміх.
Люди были диким образом удивлены и не скрывали своего смеха и абсурдности данной судебно-обвинительной практики Російської Федерації. Вже в оселі Абдулу зустрічали дружина та син. Присутні прочитали дуа, попросили Аллаха, щоб родина гідно подолала випробування, які випали на її долю. Ya Rabbi ilahi ya Rabbi biz Abdullah Din kardeşimizi tutup aldık. Avşakanada bu Abdullah Din kardeşimiz endi kurtarma kavuştu. Bahtlı olsun, başka şöyle belaga diye düşmesinler. Озброєні автоматами та штурмовими щитами, у третій день священного для мусульман свята Курбан-Байрам окупанти вдерлися до оселі підприємця Алі Ібрагімова. Почали обшуки там та в крамниці, що належить родині. Дружина Алі Ібрагімова Гульвіра Ханим розповідала, що силовики поводилися грубо та прикладалися силою. Запомнили мою фамилию? Второй раз мучить, я не знаю. Что мы делали этому государству, этому мире, чтобы нас мучили вот так. Мы будем жить нормально или нет? Наши дети будут мучиться. Как это так? Вот они, с утра ворвались в дом, у старшего там голова в синяках, у меня вот руки синяки, они даже меня не пожалели как мать. Им Абдулла подавай. Им наших сыновей подавай. Сколько будет продолжаться это мучение? Кто-то остановит? Як повідомляє Кримська Солідарність, перший обшук в оселі Ібрагімових окупанти влаштували ще в 2015 році. Тоді шукали зброю та вибухівку, але забралися ні з чим. А за 3 роки, навесні 2018-го, Абдулла Ібрагімов був затриманий без пояснення причин на адміністративній межі Криму та Херсонщини та піддавався тортурам. Нагадування про зниклих безвісти та підтримка для родин, які на них чекають. Активісти у 60-те пікетували російське посольство у Києві, щоб нагадати про жертв насильницьких зникнень у Криму. Таких за час окупації 44 людини. 23 з них були викрадені і згодом знайдені живими, 6 – мертвими. Але про долю 15 зниклих досі нічого не відомо. Серед них і член Всесвітнього конгресу кримських татар Ервін Ібрагімов. Він був викрадений людьми у формі окупаційного ДПС поблизу свого дому у Бахчисараї пізно ввечері 24 травня 2016 року. Ми кожен місяць виходимо від посольства Російської Федерації, щоб нагадати суспільству, що в нас є 15 зниклих за майже ось уже ці всі роки окупації, і ці 15 зниклих мають своїх батьків, дітей, родичів. І ці батьки, діти і родичі зовсім не знають, що з цими людьми сталося і де вони. Ми підтримуємо і цих зниклих, і їх батьків, родичів. Мета саме цієї 60-ї акції полягає в тому, щоб підтримати родичів викрадених в Криму і вселити їм надію на те, що їх рідні живі, що їх рідні незабаром повернуться додому, зможуть роз'єднатися зі своїми родинами і відновити життя в нормальних, мирних умовах, без репресій, без тиску з боку окупаційної влади. 7 українських воїнів поранено на Східному фронті. Про це повідомляють у штабі Об'єднаних сил. Зранку російські окупанти прицільно били з важкої артилерії. 4 бійців дістали уламкові поранення, ще 3 – бойові травмування. Їм надали першу допомогу та евакуювали до шпиталю. Відомо, що 1 воїн зараз у важкому стані. Ворожий обстріл українських бійців гамували вогнем у відповідь. 2 українських захисників дістали поранення і минулої доби. Загалом ворог 11 разів порушив тишу і отримав відповідь вогнем. Біля Нью-Йорка окупанти 4 рази відкривали вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів, а також станкових протитанкових гранатометів. У напрямку Причепилівки збройні формування Російської Федерації тричі обстрілювали українські позиції з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Неподалік Південного російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли зі станкових протитанкових гранатометів. Крім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» із перетином лінії розмежування. На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Президент Тунісу Каїс Саїд відправив у відставку прем'єр-міністра, заморозив роботу парламенту на 30 днів і позбавив депутатів імунітету. Він також сказав, що в разі опору задіє Збройні сили. Так він відреагував на масштабні протести, що охопили багато міст країни. Саїд заявив, що бере на себе повноваження уряду за сприяння нового прем'єр-міністра. Президент бере на себе виконавчу владу за допомогою уряду, очолюваного прем'єр-міністром, якого призначає президент республіки. Після цього Саїд відправився на вулиці і приєднався до тисяч протестувальників, які вийшли, щоб відсвяткувати його рішення. Спікер парламенту вже назвав дії президента державним переворотом. Тисячі людей протестували в столиці та інших великих містах з вимогою звільнити уряд і розпустити парламент. Бурю невдоволення викликали нова хвиля ковід та економічні проблеми, які стали ще серйознішими через пандемію. У 2011 році, будучи юнаком, я закликав створити робочі місця, дати людям свободу і зберегти гідність нації. В 2021 році я, як і раніше, закликаю до того ж. Ми прийшли сюди, щоб протистояти цьому режиму. Влада забирає наші гроші і змушує нас страждати. Вони нічого не зробили для людей. Економіка Тунісу постраждала після революції 2011 року. Зросло безробіття, а соціальна допомога скоротилася. Влада веде переговори з Міжнародним валютним фондом про виділення пакету допомоги. Однак через поточну політичну кризу угода може зірватися. Тим часом посилила проблеми і пандемія. Лікарні не справляються з напливом пацієнтів і не можуть забезпечити киснем тяжкохворих. Також в країні не вистачає вакцин. У 5 областях України не зафіксовано жодного нового випадку ковіду. Серед таких Полтавщина, Хмельниччина, Чернігівщина, Запоріжжя та Закарпаття. Втім, активних випадків дещо побільшало. На вільній частині України ковід виявили ще в більш як 200 людей. Одужали менше – 170 українців. 2 людей не змогли подолати хворобу і пішли з життя. Це найменший добовий показник летальних випадків від кінця березня минулого року. А в Криму коронавірус не відступає. Навпаки, окупаційна влада звітує про триваюче зростання числа нових інфікованих. Минулої доби нарахували 562 нові випадки, а ще 10 людей померли внаслідок хвороби. Нові осередки фіксують в окупованому Севастополі. Навіть за сумнівними підрахунками окупаційної влади та її очільника Міхаїла Розвожаєва, менш як за півроку добова захворюваність виросла на третину. Тому Розвожаєв запровадив нові коронавірусні обмеження. Зокрема, це стосується роботи дитячих таборів. Тепер вони працюватимуть у режимі обсерваторів, а персонал не має залишати територію табору протягом зміни. Крім того, в окупованому Севастополі вводиться тимчасова заборона на диспансеризацію через брак лікарів. В затишку тіні на зручних тапчанах, насолоджуючись природою. У традиційній кримсько-татарській атмосфері гостьового двору Ескіх Рим присутні знайомились з культурним та історичним спадком корінного народу. Природньо все починається з кави та традиційних наїдків. Люди дуже полюбляли сидіти в таких кафенях на топчанах, пити каву, розмовляти з я не знаю, мандрівниками, ділитися своєю культурою, своїми історіями, своїми якимись традиціями. Добу ханів-гераїв називають «золотим часом» – періодом розквіту культури та державності. Через півострів пролягав шовковий шлях, яким йшли мандрівники та торговці із заходу на схід та зі сходу на захід, обмінюючись з місцевими багатствами своїх культур. Заможність та вишуканість у кожній деталі національного одягу, а присутніх знайомлять з деякими таємницями вбрання. Этот манжет, который, когда женщина выходила на улицу, он отворачивался,
отворачивался и закрывал полностью руку, для того, чтобы чужой глаз не видел лишних кусочек женского тела. А когда она приходила домой, она отворачивался опять вот этой красивой вышитой стороной, и близкие могли любоваться красотой женщины. Пишне оздоблення вбрання символізувало достаток. Традиційно його обшивали золотими монетами. Згодом в часи сталінського геноциду, депортації, це рятувало народ на чужині. То, что на песах были монетки, очень многих семей спасло именно в депортации, потому что во время депортации многие забирали с собой либо пояса, либо вот эти кошельки с монетками, либо песы, и там уже в депортации вынуждены были срезать эти монетки, чтобы можно было купить хлеб. Шана своєї родини у крові кримських татар, каже історик Гульнара Абдулаєва. Але для ханської доби притаманна повага і прийняття інших народів та культур. Его воспитывали как потенциал. Крымское ханство, оно было многонациональным. Здесь тоже были также коренные народы, как караимы, крымчаки. Здесь проживали урумы, здесь проживали армяне, армянлеров называли. Это были тот же самый тюркский народ, просто они исповедовали григорианскую церковь. И ко всем религиям, конфессиям на территории Крымского ханства относились с большим почтением. Ислам и религия государственный ислам все-таки способствовало тому, что это было толерантное отношение к иноверцам. Да, они платили налог с не мусульман, но тем не менее налога было два: харадж и джизья. Они освобождали только те семьи, в которых не было мужчин. И опять-таки, если парень из христианской семьи изъявлял желание идти в поход с крымским ханством, то эта семья тоже освобождалась от налогов. Освіта була фундаментом Кримського ханства, а дістати її мав кожен. Ба більше, Зінджерли медресе, що біля Бахчисарая, фактично стало першим вищим навчальним закладом Східної Європи, засноване навіть раніше Острозької академії. Вообще крымские ханы выделяли очень большие средства, но на развитие образования, потому что всегда считалось, что если нация образованная, она добьется многого. И обязательное было образование для всех, для мальчиков и девочек. Обязательно все должны были заканчивать хотя бы начальную школу, мектебы. Мектебы были практически при каждой мечети. Важно было больше дать образование девочке, нежели мальчику, потому что девочка – это мать, и она передавала образование своим детям. И это было очень важно. Проєкт присвятили ухваленню закону про корінні народи України. Організатори заходу планують продовжити культурний обмін та популяризувати традиції та історію кримських татар. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 45 минут в этой студии с гостями, которые подключатся к нам в эфир, мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня, которые непосредственно касаются временно оккупированного Крыма. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона. Звоните к нам абсолютно бесплатно по Вайберу +3 80 67 63 46 130, а также можете присоединяться по скайпу atr.tv, это наш адрес, и не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров, выкладываем практически все наши программы в записи. Поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon, таким образом вы станете частью большой крымстарской семьи АТР. Сегодня ваша поддержка
поддержка помогает нам продолжать работу на нашем информационном фронте. А этот эфир я хочу начать со следующего информационного сообщения. Европейский суд по правам человека отклонил запрос правительства России о применении временных мер в рамках межгосударственной жалобы России против Украины. Об этом сообщил уполномоченный правительства по делам ЕСПЧ, заместитель министра юстиции Иван Лещина. Он рассказал, что ЕСПЧ официально уведомил Украину о межгосударственной жалобе, которая поступила от РФ, а также сообщил, что отклонил заявление российского правительства о применении так называемого правила 39, то есть временных ограничительных мер. Подробнее в его цитате. Вони, зокрема, просили, щоб суд зобов'язав Україну припинити дискримінацію російськомовного населення, невідкладно зупинити дію норм законодавства, тобто щодо мови освіти, тобто скасувати ухвалене освітнє законодавство, а також хотіли відновлення мовлення російських медіа і доступу до заблокованих сайтів. Цікаво, що частину своєї заяви до ЄСПЛ про правило 39 росіяни подали англійською, але решту своєї скарги проти України надіслали до Страсбурга російською мовою. Я напомню, что на прошлой неделе Генпрокуратура России обратилась в Европейский суд по правам человека с первой межгосударственной жалобой. И вот именно какие претензии предъявляет Россия Украине, давайте послушаем. Ответственность властей Украины за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы, жестокое обращение с людьми, в том числе имевшее место на площади Независимости в городе Киеве, Майдане и в Доме профсоюза в городе Одессе в 2014 году, а также в Донбассе в ходе проведения так называемой антитеррористической операции. Политика дискриминации русскоговорящего населения, вытеснение использования русского языка из общественной сферы, прежде всего из сферы среднего и высшего образования и системы обслуживания потребителей, гибель людей, причинение вреда здоровью и уничтожение имущества в результате обстрелов вооруженными силами Украины сопредельной территории Российской Федерации, лишение жителей отдельных территорий Юго-Востока Украины возможности участия в выборах в центральные органы власти, блокирование Северокрымского канала как основного источника пресной воды для жителей Крымского полуострова, крушение самолета авиакомпании «Малазийские авиалинии», выполнявшего рейс MH17 17 июля 2014 года вследствие незакрытия властями Украины воздушного пространства над зоной боевых действий и гибель 298 человек, всех пассажиров и членов экипажа. С нами сейчас на прямой связи народний депутат України, фракція «Слуга народу» Євгенія Кравчук. Пані Євгенія, вітаємо вас. Селям алейкум. Добрый вечер. Пані Евгения, как вы думаете, с чего бы вдруг России подавать жалобу в Европейский суд по правам человека на Украину, учитывая, что она свое законодательство поставила в приоритет над международным правом еще в 2020 году, когда провела плебисцит на своей территории? Я думаю, що стратегія росіян дуже проста. Вони хочуть показати, що от ЄСПЛ – це така не дуже правильна до них організація. І ми всі знаємо, що зараз розглядається в ЄСПЛ якраз позов України щодо дій Росії. І вже було проміжне позитивне рішення, де було вже в рішенні фактично зафіксована дата окупації, і це не в так званий референдум, а саме 26 лютого, тоді, коли розігнали фактично мітинг спротиву в Сімферополі і далі там захопили парламент Автономної Республіки і все, що було після цього. І, очевидно, страхуючись від подальших позитивних рішень ЄСПЛ, які можуть бути винесені на користь України, фактично, росіяни хочуть показати, що це просто така кишенькова європейська організація, і ми не будемо потім виконувати ці рішення. А вже є ряд рішень ЄСПЛ, які зараз Росія не виконує, які стосуються, наприклад, того ж самого Навального. І нагадаю, що рішення ЄСПЛ, вони не підлягають оскарженню для тих країн, які є членами Ради Європи, 47 країн. І Росія є досі членом Ради Європи, хоча постійно порушує всі мислимі і немислимі правила і власне права людей. Тому це така просто уловка, щоб потім сказати, ми не будемо виконувати рішення цієї організації, бо вони є якимись
дискредитуючими до Росії, і ми знаємо, що просто росіян не люблять в Раді Європи і в Європі загалом. Но какой-то все равно диссонанс получается. С одной стороны, они не признают решение Европейского суда по правам человека. А что, если ЕСПЧ вынесет, что маловероятно, практически невероятно, то, что в пользу какое-то решение России? Они что скажут? Мы тоже не признаем? Ви бачите, з того, що ви процитували їхню цю позовну частину, вона абсолютно абсурдна. Тобто настільки абсурдна, що це от чорне називається біле, біле чорним. Тобто виявляється, Україна винна в тому, що російським буком збитий був малайзійський Боїнг. І це, до речі, одне із таких питань, які є вже в судах. І ми все-таки очікуємо справедливості в суду щодо MH17. І тут інші країни, також європейські, зацікавлені, щоб було доведене розслідування до кінця. Тому вони склепали такий абсолютно абсурдний позов до України, знаючи, що навіть на початковому етапі допущення до розгляду їм буде відмовлено, щоб потім сказати, от подивіться, СПЛ, вони просто biased це англійською, такі, вони мають нечесне відношення до Росії, от ми тому не будемо виконувати всі інші решения. То есть, по-вашему, иск России против Украины в ЕСПЧ это ориентировано только лишь на внутреннюю пропаганду, на внутреннего потребителя своей страны? Мені здається, що в внутрішньому користувачу пропаганди їм можна вже збудувати все, що завгодно. І там просто вже настільки прибили всі незалежні медіа, ті, які залишились, то там зараз виходять з плашкою, що вони там агенти іноземного впливу, що я не думаю, що це якось вплине на внутрішнього користувача. Можливо, це якась така соломка для того, щоб пояснити, чому, наприклад, Росія взагалі буде виходити з цієї самої Ради Європи. Пани Евгения, давайте перейдем к следующей не менее важной теме, которую я хочу с вами обсудить. Это, конечно же, вопрос Крымской платформы. И сегодня наверняка вам также известно, что стало понятно, кто именно представит Соединенные Штаты Америки на саммите Крымской платформы. А именно стало понятно, что президент США Джозеф Байден и вице-президент Камала Харрис не будут присутствовать на саммите. США на этом событии будет представлять член кабинета, имя которого пока не называется. Об этом и рассказал временный поверенный в делах США в Украине, помощник госсекретаря США Джордж Кент. Вот политические аналитики в нашей студии сказали, что член кабинета вполне себе может быть и даже госсекретарь США Энтони Блинкен. Как вы думаете, так ли это действительно? Кто может быть? И это хорошо или плохо, что США будут представлены на уровне комитета? Я нагадаю, що буквально через тиждень після Кримської платформи відбудеться візит Володимира Зеленського до Вашингтона і буде зустріч з президентом Сполучених Штатів Байденом. Тому це абсолютно логічно, що ні Байден, ні Камала Харріс не полетять до Києва, бо з точки зору дипломатичних таких візитів дві зустрічі протягом тижня, це я думаю, що навіть в правилах дипломатії не зовсім правильно. А нагадаю, що все-таки, якщо, наприклад, це буде Блінкен, я не знаю хто, бо це вирішувати американській стороні, але Блінкен є взагалі третьою особою в ієрархії після президента і віце-президента, бо він відповідає за зовнішню політику. В будь-якому випадку Сполучені Штати уже дуже багато разів підкреслювали, що вони ніколи не змиряться з анексією Крима і не будуть вважати Крим російським. Тому уже хто прилетить на Кримську платформу саме на відкриття, немає аж такого значення. Більше того, не потрібно розглядати Кримську платформу як івент на один день. Це є довгий процес, і ми тільки розпочинаємо велику серію кроків, які будуть спрямовані на деокупацію Криму. І також те, що стосується Кримської платформи безпосередньо і парламенту українського, то сьогодні розпочався збір підписів для того, щоб провести позачергове засідання Верховної Ради 23 серпня і на ньому розглянути звернення якраз до парламентів інших країн щодо того, щоб
на рівні міжпарламентських делегацій, це і пан ПАРЄ, і пан ОБСЄ, і пан НАТО, і інші міжпарламентські формати, щоб саме парламентарії також долучалися до платформи на рівні міжпарламентської співпраці. А сейчас этот документ уже готовится, насколько я понимаю, это обращение? Постанова вже зареєстрована, вона є на сайті Верховної Ради, можна ознайомитися з її змістом, її ініціював Дмитро Разумков, спікер парламенту, і підписали, я думаю, що не менше 100 народних депутатів, ну, фактично з усіх фракцій, окрім ОПЗЖ. Вполне себе логично. Пани Евгения, также, насколько мне известно, сейчас готовится другой документ, который называется «Крымская хартия», который будет, собственно, представлен на саммите Крымской платформы. И надеемся, что под ней поставят подписи те страны, которые будут на ней представлены. Есть ли у вас информация, что именно включает в себя эта Крымская хартия, и чем, к примеру, она будет отличаться от многих других принятых резолюций на международных платформах относительно Крыма, деоккупации Крыма, нарушения прав человека в Крыму и так далее? Ну, всі документи на саміт готує Міністерство закордонних справ, тому все-таки це питання до них і наповнення. І я не думаю, що це коректно давати якісь, знаєте, чутки з документу. Я думаю, що він буде офіційно презентований перед самітом або під час саміту, і ми побачимо цей зміст. Але я нагадаю, що в чому унікальність Кримської платформи, що інших форматів постійно діючих у нас немає по Криму. У нас дійсно є резолюції, які приймає ООН, резолюції, які там приймає ПАРЄ, там чи Кабінет міністрів Ради Європи. Але як такої платформи, яка буде діяти постійно на різних рівнях, не було. От, власне, вона і буде створена ну, якраз це співпадає з 30-річчям незалежности. Ну, если мы говорим о постоянном действующем формате Крымской платформы, то как вы это видите? Это будет на различных уровнях, межпарламентский уровень, который будет там действовать, будет создан какой-то центр, комитет, ну, или как это будет выглядеть? Будет ли это что-то похожее на нормандский формат с ограниченным количеством участников, которые будут заниматься непосредственно деоккупацией Крыма и разрабатывать некую дорожную карту по деоккупации Крыма? То есть есть ли вот это четкое понимание? Дійсно, це буде різнорівневий формат, який буде включати в себе і рівень виконавчої влади, тобто міністрів закордонних справ, лідерів країн, які, ну, власне, відповідають за дипломатичну функцію в своїх країнах. Це буде рівень парламентський, міжпарламентський і рівень експертів. І наскільки я знаю, то також буде включений і безпековий рівень, бо безпека в Чорному морі, вона дуже важлива в контексті деокупації Криму. Бо дуже часто навіть порушення прав людей, там, кримських татар і загалом в окупованому Криму, воно не викликає такого занепокоєння, як те, що Крим фактично перетворений на військову базу в центрі Європи. І тоді одразу європейські лідери там починають цікавитися, і от, власне, я думаю, що тому і Туреччина є ключовий партнер для Кримської платформи, бо, ну, власне, ми ведемо тісні переговори з турками, з Туреччиною щодо безпеки в Чорному морі. І, до речі, ще одна така хороша деталь, яка пов'язує нас з Туреччиною, що сьогодні була заява турецької сторони, що тепер на байрактарах, на усіх байрактарах, які виробляються, будуть українські двигуни. Пані Євгенія, а как вы думаете, Ердоган приедет все же? Ну, я не можу відповідати за лідерів країн. Тут треба вже дочекатися офіційного списку. У будь-якому випадку Ердоган уже заявив, що Туреччина підтримує Кримську платформу і буде брати участь на різних рівнях. Пани Евгения, а как вы думаете, вот на фоне последних международных событий, а вы наверняка следите за фейсбучной новостной лентой, где многие политики, политические аналитики, эксперты и так далее на фоне соглашений между Соединенными Штатами и Германией говорят о том, что Запад поступается национальными интересами Украины. Вот в такой международной конъюнктуре стоит ли нам ожидать каких-то радикальных действий со стороны наших
наших западных партнеров в отношении России. Считаете ли вы, что действительно Запад поступается нашими интересами? Ну, тут треба зрозуміти, що ви маєте на увазі під радикальними заходами. Якщо очікувати, що завтра там британські чи американські солдати зайдуть відвоювати Крим військовим шляхом, тоді, звичайно, цього не мы говорим об ужесточении санкций, відбуватися. естественно, да. З приводу ужесточення, ну, справа в тому, що по Криму якраз і зараз діють найжорсткіші санкції. Тому тут питання швидше їх утримання і не послаблення, чого і хоче Росія. І, власне, анексія Криму незаконна і лежить в основі більшості санкцій, які зараз продовжуються. Ми бачили не так давно, що Європейський Союз продовжив санкції. З приводу Північного потоку-2 і експертів, аналітиків із Фейсбука, ну, знаєте, чомусь я не бачила їхньої активності в 2012 році, коли, власне, і було прийнято рішення про побудову Північного потоку-2. Бо фактично це є продовженням проекту «Північний потік», який був там спочатку 2000-х, а в 2012 році були підписані всі контракти. І просто поволі це рухалося до завершення. Це дійсно такий абсолютно бізнес-проект. І українській дипломатії потрібно зараз використати оце от вікно такого, знаєте, такий, я дивлюся по іноземній пресі, такого шеймінгу, тобто стидять і Байдена, і навіть Меркель всередині країни, що от вони підписують такі рішення, які тільки може поаплодувати Путін. Тому фактично Україна може використати це вікно для того, щоб отримати якісь преференції, наприклад, в тому, щоб вступити, отримати ПДЧ в НАТО, чи якісь інші безпекові речі. Ну, очевидно, что это не только бизнес-проект, как вы сказали, потому что если бы это был просто бизнес-проект между Германией и «Газпромом», то наверняка не было бы такой жесткой реакции со стороны некоторых наших западных партнеров, в том числе и стран Балтии, Польши и так далее. То есть в любом случае, насколько я понимаю, этот «Северный поток-2», завершение строительства «Северного потока-2» несет серьезную угрозу нашей энергетической безопасности, и Россия может использовать этот проект с политической точки зрения, нет? Ви праві, але тут якраз показує цей конфлікт між старою Європою і новою Європою. Бо зверніть увагу, хто є інвесторами Північного потоку. В першу чергу там Німеччина, але там є французькі компанії, по-моєму, з Нідерландів. Ну, тобто це всі країни, які в Західна Європа, там старі демократії, а от хто найбільше критикує, ну крім України, зрозуміло. Бо це в першу чергу найбільша наша проблема. Це країни Балтії, це Польща, тобто нова Європа, яка поруч з Росією і розуміє, що вони можуть бути наступними, коли б там Путіну вже ще щось збреде голову, і це з точки зору і безпеки військової, і економічної. Вот многие действительно аналитики и, кстати, ваши коллеги из «Слуги народа» в моем эфире говорили о том, что Украина как раз может возглавить вот этот новый альянс новой Европы с странами Балтии, Польши, Нидерланды, Грузии, Молдовы и так далее. Вот как вы смотрите на эту коалицию и можем ли мы действительно возглавить вот группу стран новой Европы? З точки зору структури економіки, кількості населення, безумовно, Україна дуже важлива. Бо як тільки вона з'являється в Євросоюзі чи в якомусь такому, знаєте, альянсі, ми просто за населенням, за економікою можемо переважити стару Європу. Саме тому і от така от ревність відбувається. І дуже простий приклад, який я можу привести з своєї практики. Наприклад, як діють делегації в парламентській асамблеї Ради Європи. В Балтійських країн там по 3-4 представники. Наша делегація одна з найбільших, там 12 голосів, тобто 24 члени делегації і 12 голосів. Тобто як тільки з'являється Україна, то це робить великою силою і Балтійські країни, і Грузію, і разом можна там претендувати на якісь посади і на те, щоб збивати чи приймати те чи інше рішення. Тому, звичайно, Україна, вона ключовий гравець в цій ситуації. Бо як тільки у нас буде економічне зростання, таке хоча б як у Польщі, то це величезна сила всередині Європи.
Дякуємо вам дуже, пані Євгенія. Чухсав у нас Євгенія Кравчук, народний депутат України, фракція «Слуга народу» була з нами на прямому зв'язку. А тем временем заместитель помощника государственного секретаря, исполняющий обязанности временного поверенного в делах США в Украине, Джордж Кент, считает, что формула Штайнмайера не является решением всех вопросов для урегулирования ситуации на востоке Украины. Вот его цитата. Від нас буде член кабінету, тобто це не буде президент, віце-президент, але буде член кабінету. І ми знаємо, що це дуже важливо, що ми можемо і мусимо робити разом. Це не тільки питання того, що відбудеться 23 серпня. Це повинен бути тривалий процес, тому що це просто початок і не кінець. Тому що є дуже багато людей, які вважають, що вони є українськими громадянами в окупованому Криму, і ми разом повинні їм допомогти. На мою думку, формула Штайнмайера не є формулою для вирішення усіх питань. Для виборів повинні бути умови, щоб була можливість їх нормально провести. Я думаю, що коли президент Зеленський зустрічався з канцлеркою Меркель, з президентом Макроном і Путіним в Парижі у грудні 2019 року, все-таки, наскільки я розумію, канцлерка Меркель підтримувала позицію Зеленського. Тобто я би сказав, що це все-таки 3 проти 1. Саме Росія є країною-агресором. Вона розпочала цю війну. Це не конфлікт, це дійсно війна. І обов'язок закінчити війну – це обов'язок Росії, а не України. Це війна в Україні, але не війна України. І це була дійсно 100% війна Росії. С нами сейчас на прямой связи Владислав Арапонов, експерт міжнародних питань, експерт-американіст. Пане Владиславе, вітаємо вас. Ассаляму алейкум. Добрый вечер. Да, пане Владислава, Джордж Кент говорит о том, что формула Штайнмайера не является решением всех вопросов для урегулирования ситуации на востоке Украины. Я напомню, что на прошлой неделе Министерство иностранных дел Германии настаивало на необходимости имплементации формулы Штайнмайера в украинское законодательство. До этого много говорили о возможности привлечения Соединенных Штатов Америки к нормандскому формату, к минскому формату. Якобы Соединенные Штаты могут сработать как дефибриллятор и вот поднять реанимация весь тот нормандский формат, который сейчас находится вот в такой коме, как сказал президент Украины Владимир Зеленский. Как вы думаете, это реально и могут ли действительно США присоединиться к нормандскому формату или к какому-то другому формату по урегулированию войны на востоке Украины? Вы знаете, честно сказать, еще вот если бы меня спросили месяц назад об этом, то я бы, наверное, сказал бы, что действительно шансы какие-то есть. Если не очень велики, то как минимум они остаются. То, откровенно сказать, полное перенесение визита практически на месяц от первой такой примерной даты, то, конечно же, оно так или иначе, то есть оно само по себе не критично, но оно свидетельствует о том, что Америка и так на сегодняшний день, нынешняя администрация, тут нужно сказать, что не Америка в целом, а именно решение администрации, что они не готовы именно давать Киеву такую выгодную картинку во всех смыслах, как что касается двусторонних отношений, так и это касается, в принципе, и украинских инициатив касательно вот, привлечения именно Соединенных Штатов в нормандский формат. Посмотрим насчет Крымской платформы тоже. У меня было... В чем разница? 30 июля встречаться, либо 30 августа? Понимаете, тут несколько важных аспектов. Первое, что это, конечно же, это вопрос касательно тем, которые будут обсуждаться. То есть я знаю, что готовились к обсуждению темы более, скажем, из именно сферы безопасности. А, допустим, если мы говорим про Соединенные Штаты, то в Соединенных Штатах финансовый год заканчивается 30 сентября. Соответственно, если мы хотим и настраиваемся, да, на возможность увеличения именно военной помощи Украине уже в этом году, хотя бы на минимальные, скажем, хотя бы на 50 миллионов евро, долларов, то, конечно же, это было бы проще коммуницировать в конце июля, и еще бы оставалось бы место, скажем, для такого, и в том числе именно внутриамериканского лоббизма, и уже такого хорошего именно лоббизма на двустороннем уровне.
Если это будет 30 августа, то вряд ли уже останется время для того, чтобы этот вопрос как-то, если не додавить, то хотя бы убедить американскую сторону в необходимости, в принципе, такого решения. То есть это только такой, знаете, очень очевидный на самом деле аспект. И, в принципе, тоже касается крымской платформы, да, то есть еще можно было бы, скажем, настоять или, ну, можно сказать, даже уговорить, наверное, того же Энтони Блинкена приехать, потому что, по моему мнению, именно он был бы очень эффективным, не только исходя из точки зрения того, что это госсекретарь, что само по себе, конечно, очень важно, а именно исходя из переговорного процесса. То есть если мы действительно рассчитываем на то, что крымская платформа будет не формальностью, да, а будет действительно постоянно действующим таким механизмом, такой площадкой, то, конечно же, очень важно, чтобы присутствовал на первом хотя бы саммите именно госсекретарь. Но опять же, тут, в принципе, тоже, я думаю, не нужно искать какую-то чересчур уж такую именно пресловутую зраду. Возможно, на следующих саммитах, возможно, будет Энтони Блинкен, мы этого не знаем. Будет зависеть, я думаю, все от успеха именно первого инаугурационного саммита. Но я думаю, что это тоже в какой-то степени посылает сигналы. В принципе, наверное, еще в эту канву я бы добавил, конечно же, те кандидатуры, которые были озвучены как вероятные на должность американского посла в Киеве. То есть они тоже в какой-то степени, если не настораживают, то как минимум лично для меня очевидны такие сигналы, что действительно Украина оказалась еще в более дальних приоритетах, скажем, чем можно было предположить, даже не в самом оптимистичном сценарий, если мы говорим про вот первый год работы администрации Джо Байдена. То есть, как по мне, сигналы... Что изменилось? Вот вы сказали, если бы 1,5 месяца назад мы говорили с вами на эту тему, вы бы еще оптимистично смотрели на возможный визит Джозефа Байдена на крымскую платформу и присоединение к нормандскому формату, то сейчас уже нет. Вот что могло измениться за эти 1,5 месяца? Почему, в частности, изменилась так жестко риторика относительно завершения строительства Северного потока-2, когда на начальном этапе Джозеф Байден выступал категорически против его завершения, а сейчас вот заключают такое соглашение между Германией? Вы знаете, я думаю, что на самом деле причина такой изменения риторики и действий, собственно, нынешней американской администрации, она, я думаю, именно состоит в том, что администрация Джо Байдена, несмотря на свою такую действительно, можно даже сказать, наверное, агрессивную риторику касательно Северного потока-2, и в какой-то степени для меня она тоже была довольно неожиданной, потому что она настолько будет агрессивной с самого начала. Но потом мы видим, что, в принципе, Джо Байден и его команда решили поставить именно главу угла отношения с Германией, чем, скажем, какие-то вопросы безопасности, да, и каких-то гарантий для Украины. Хотя, опять же, исходя из той информации, которая была на прошлой неделе, что вот касательно этой сделки между Германией и Соединенными Штатами, то вроде как действительно они не собираются прописывать именно такие, скажем, четкие санкции в этом соглашении, именно исходя из позиции того, чтобы об этом не узнала Россия. То есть, что такие договоренности и разговоры велись, просто они их не будут озвучивать публично. Да, ну а вы в это верите? Помните, в 1994 году тоже заключали такой документ, меморандум, где также были гарантирована территориальная целостность Украине в случае нападения на нее. В итоге в 2014 году Россия напала, при том, что Россия является подписантом этого Будапештского меморандума, начала войну на востоке Украины, и как бы ничего. Абсолютно. Вы знаете, это именно вот и американцы, я могу сказать, и вообще это, в принципе, такая концепция, да, именно в международных отношениях называется реализм. То есть именно если мы действительно верим, что американская администрация нынешняя готова извлечь уроки из работы администрации, хотя бы второго срока администрации Барака Обамы, то даже вот после того, как он ушел уже с должности, то я знаю, некоторые американские комментаторы именно так часто, скажем, именно называли период Обамы, что Обама не был реалистичным президентом, в том смысле, что он закрывал глаза на какие-то именно международные события, и то есть если Байден будет делать так же, то его именно касательно международной политики ждет, если не такая же, то может даже и хуже оценка. То есть посмотрим, честно сказать, немножко повторюсь, что действительно оптимизма, наверное, немного, но в принципе я думаю, что еще, конечно, не все потеряно, хотя, честно сказать,
по линии двусторонних отношений, вот, да, если мы говорим про двусторонние отношения, парадоксально, что как раз и ничего особо и не поменялось. То есть просто мы видим, что американская администрация не готова на такое сближение с украинским руководством. И это, я думаю, что это на самом деле не какой-то, знаете, дипломатический скандал или какой-то прокол, в результате чего это могло бы там случиться. То есть это не импичмент, скажем, который, допустим, по вине Украины мог бы, да, там, быть какой-то гипотетический. То есть такого нет. И в этом смысле идея того, что это просто, скажем, пересмотрение приоритетов и, в принципе, изменение более структурной в американской внешней политике, я думаю, что это становится более очевидным. То есть, что американская внешняя политика изменяется, это мы видим и на примере Афганистана. То есть это тренд, который, на самом деле, нужно тоже отдать должное. Начали республиканцы, и которые поддержали демократы. Потому что, в принципе, вот такая вся риторика касательно вот международной поддержки странам вот, и регионам типа Афганистана и Украины, она на самом деле не очень популярная в Америке. То есть очень популярная риторика — это вернуть всех американских именно солдатов домой как можно скорее, чтобы и не тратить лишние деньги, и не разбрасываться именно жизнями американских военных. То есть такая риторика пользуется популярностью. Прагматичная, это ведь прагматичная риторика республиканцев, но никак не демократов, которые говорят, что мы несем в мир демократию. Да, в том-то и дело. Но, по крайней мере, по нашему направлению, даже я бы сказал, наверное, и по такому региональному направлению, даже не столько по двусторонним отношениям, в принципе, мы видим, что пока что, скажем, именно глобализм такой, да, в плане американского лидерства в регионе, в мире, то, по крайней мере, мы его чувствуем в большей степени пока что только на словах. То есть и это, на самом деле, вызов, в том числе для администрации Байдена. Если они не осознают важность всей Восточной Европы для их успеха, можно сказать, да, именно европейской политики и, в принципе, своей внешней политики, то я думаю, что на самом деле последствия именно в американской внешней политике будут такими, что, скажем, это нельзя будет пересмотреть так моментально, как, допустим, Джо Байден первые дни, скажем, он отменил решение Трампа именно касательно соглашения по климату. Да, то есть это другая немножко история, и, соответственно, я думаю, она будет, скажем, более такой весомой в американской повестке дня на протяжении лет. Пане Владиславу, вот на прошлой неделе к нам в эфир включался политический обозреватель и диссидент Андрей Андреевич Пиантковский, и он прокомментировал, что за такими неоднозначными действиями президента США Джозефа Байдена, возможно, стоит пророссийское лобби в администрации президента США, которое возглавляет Керри, который, кстати, буквально несколько недель назад летал в Москву и, очевидно, обсуждать не только вопросы климата, и таким образом Джозеф Байден мог поддаться этому влиянию, этой риторике загрузки, возобновления эпохи перезагрузки, договоренности с Россией и так далее. Вот как вы думаете, есть ли жизнь в таких словах, в таких вот размышлениях? Ну, вы знаете, я думаю, что господину Пиантковскому, во-первых, из Америки виднее. Честно сказать, мне тяжело все-таки в это поверить. Знаете, я очень хорошо помню, когда именно Джо Байден стал президентом, то в том числе и наши аналитики, и американские, довольно известные, скажем, комментировали избрание Джо Байдена таким способом, что Джо Байдену не стоит доказывать, что он не агент Кремля. То есть в какой-то степени я думаю, что это на самом деле сохраняется. То есть именно сказать, что какое-то значительное лобби есть. Я бы сказал, что просто, наверное, скажем, не именно лобби, а такой запрос на попытку какого-то перезапуска, переосмысления отношений с Россией он есть. Я думаю, что это аж никак не какой-то именно усиленная, скажем, работа именно российского лобби. То есть я думаю, что просто нынешняя администрация, в принципе, которая понимает, я надеюсь, опять же, опасность, да, такого сближения, то я думаю, что они просто на это бы не пошли. То есть я не вижу в этом никакой, на самом деле, прямой выгоды для американской администрации. То есть это, наоборот, такая для них опасная игра, скажем,
опасный диалог, именно в котором каждое слово, каждое какое-то действие может быть использовано против тебя, и мы видим это, в принципе, на примере этих кибератак, которые не прекращались, именно касательно Америки, которые направлены на ту самую критическую инфраструктуру, про что говорили Джо Байден и Владимир Путин в Женеве. То есть я, честно сказать, очень слабо верю в такую именно гипотезу. Опять же повторюсь, что я думаю, что это просто даже не сколько желания, а, наверное, необходимость и просто видение этого крыла, да, администрации, которая занимается Россией, о необходимости так или иначе, опять же, если не полностью пересмотреть, то, по крайней мере, какие-то аспекты их двустороннего взаимоотношений их с Россией пересмотреть. Пане Владиславе, возвращаясь к визиту Зеленского в Вашингтон, который должен состояться 30 августа. Вот по-вашему, стоит ли ожидать каких-то прорывных решений, заключения каких-то соглашений или, возможно, получения статуса союзника США вне НАТО? Вы знаете, опять же, я был более, наверное, оптимистичен до именно даты, до объявления такой поздней даты визита. Честно сказать, я тоже предполагал, что возможно заключение так называемого двустороннего именно соглашения именно в сфере безопасности, то есть это отдельный трек, не касающийся, в принципе, именно статуса основного союзника Соединенных Штатов вне НАТО. Это просто, скажем, определение тех сфер, да, скорее, в именно сотрудничестве в сфере безопасности, которое могло бы усилить именно двустороннее сотрудничество. То есть такие примеры есть, в том числе, вот, допустим, с государством Израиль у Соединенных Штатов есть и такое соглашение, и Израиль тоже признан вот этим самым основным союзником Соединенных Штатов вне НАТО. То есть все-таки, что касается основного союзника Соединенных Штатов вне НАТО, то на самом деле процедура, да, вот если мы говорим, почему, допустим, на это могут не пойти, то есть это, по сути, только политическое решение. Там процедура очень простая. Президент за 30 дней должен предупредить Конгресс о таком своем намерении. То есть это даже решение не требует большинства в Конгрессе и потом одобрения в Сенате, где у демократов именно, скажем, есть преимущество, но небольшое, как в Палате представителей, так и в Сенате. То есть тут, скажем, апеллировать к какой-то недостаточной поддержке, да, этого вопроса среди законодателей американских у Джо Байдена и его администрации просто не получится. Я думаю, что просто это отсутствие политической воли. Опять же, скажем, это две параллельные прямые, над которыми нужно работать, но также не нужно забывать и о других сферах. Мое мнение, что во время этого визита очень бы желательно было бы попробовать отойти от риторики касательно только безопасности и только там, вопроса привлечения Соединенных Штатов к нормандскому формату и так далее. То есть просто для американцев это выглядит так, что в принципе мы хоть и получаем военную помощь, а не кредиты, но уже насобиралось больше $2 миллиардов с 2014 года. И они на самом деле, скажем, даже если не собираются вести учет этому, если можно так сказать, но все равно на это обращают внимание. И это выглядит для них так, что условно мы у них берем деньги в кредит, ну, если можно так сказать, и спрашиваем, ну так, а когда вы нам подарите свой дом? Вот когда мы в нем будем жить? Это касательно вопросов, почему мы еще не в НАТО. То есть я бы от такой риторики отходил, и, конечно же, нужно пытаться выстраивать двусторонние отношения настолько доверительными, чтобы даже, скажем, нынешняя администрация при таком пока что, мы видим, не сильном активном желании именно сближаться, я бы сказал, что, конечно, статус основного союзника Соединенных Штатов вне НАТО нам был бы очень им нужным, полезным, потому что это в том числе позволило бы увеличить двустороннее сотрудничество именно в сфере безопасности. Вот тот же пример: Израиль 2 года подряд получает $3,8 миллиардов военной помощи. А в сравнении мы получаем 250 миллионов. Да, это тоже деньги, это тоже важно, но, скажем, тут очевидно есть чему расти. Дякую вам дуже, пане Владиславе. Чохсал, у нас Владислав Фарапонов был с нами на прямой связи, эксперт по международным вопросам, эксперт-американист. А я с вами не прощаюсь, мы прерываемся буквально на 5 минут, а далее вернемся в эту студию после информационной программы «Заман», которая сейчас будет на украинском языке, а мы после вернемся в эту студию и продолжим наш эфир. Оставайтесь с Первым крымско-татарским. Коршкенч.
Gönlüm hasta, gözüm tonuk. Yaşaf soğuk, ölüm soğuk. Yazım, şiirim, fikrim bozuk. Hiçbirinin gereği yok. Vesselam. Бар dilер bizge kele. Bulbul yırlay, güller küle. Hayvanlar kul kişilerge. İnanmayman hiçbirine. Vesselam. Filan batır, Tüvent korkak, Ahmet hırsız, Mehmet'ke bak, nasıl kirsіз, nasıl abbak. İnanmayman, hepsi alçak. Vesselam. Biri sevgen koz yaş töke, biri bilgen kop laf ete, biri batır, kotek seve. Hepsi eşek, hepsi tüye. Vesselam. Halka hizmet etkenler var, halkını iddia etkenler var, cennetlerge ketkenler var. Biri hırsız, biri tuvar. Vesselam. Gerçek tügül, ne kok, ne cer, ne bulardan tuğhan bizler, Tanrım, yaşaf büyük horluq. Bizge yaxşı bir ölüm ber. Vesselam. Хаджи Герай Кырым ханлығыны тізгенде 29 yaşında еді. Тахминен 350 yıl devamında Kırım ханлығы devlet olarak hüküm sürdü. İsmail Gasprinski Tercüman gazetini 28 yaşında neşir etip başladı. Номан Челебиджихан Kırım Tatar Milli Kurultayını 33 yaşında tızdı. Bekir Çobanzade 27 yaşında profesör olarak Latin elifbesini Türkiye devletlerge teşvikat etti. Şair Amdi Geraybay 29 yaşında milletçilikte kabatlanıp Moskvada Butyrka hapishanesinde vahşice öldürüldü. Ahmetxan Sultan birinci kere kahramanlıkını 23 yaşında kazandı. 25 yaşında ise 2 defa kahraman oldu. Musa Mahmud 1978 senesi hakimiyetke karşı isyan etip ozunu yaktı. Milli meşal oldu. Ayşe Setmuratova 27 yaşında adalet kureshine kirişti ve bütün ömrünü Kırım Tatar Milli Hareketine bağışladı. Genç ve yaşlar, fedakarlık ve kahramanlık için kureş meydanı açıktır. Звільненого після триденного арешту Абдулу Ібрагімова біля ізолятора зустрічають родичі та небайдужі. За його словами, його визнали винним у пропаганді екстремізму за репост на сторінці ВКонтакті, зроблений ще в 2013 році. Данное обвинение невозможно принять ни сердцем, ни здравым смыслом, потому что первый фактор – это территория, где я проживал, тогда была другого государства, у которой нет таких законов, говорящие о каком-либо экстремизме и так далее. Данный репост был посвящен пострадавшему народу в Сирии, повидавшим боевые действия.
всего лишь выражение сочувствия и так далее. Співробітники окупаційного ізолятора Євпаторії, а також арештанти, які там утримуються, дізнавшись, за що туди запроторили Ібрагімова, були шоковані та не стримували сміх. Люди были диким образом удивлены и не скрывали своего смеха и абсурдности данной судебно-обвинительной практики Российской Федерации. Вже в оселі Абдулу зустрічали дружина та син. Присутні прочитали дуа, попросили Аллаха, щоб родина гідно подолала випробування, які випали на її долю. Ya Rabbi ilahi ya Rabbi biz Abdullah din kardeşimizi tutup aldık Avşakana'da. Bu Abdullah din kardeşimiz endi kurtarma kavuştu. Bahtlı olsun, başka şöyle belagat düşmesin. Озброєні автоматами та штурмовими щитами у третій день священного для мусульман свята Курбан-Байрам окупанти вдерлися до оселі підприємця Алі Ібрагімова. Почали обшуки там та в крамниці, що належить родині. Дружина Алі Ібрагімова Гульвіра Ханим розповідала, що силовики поводилися грубо та прикладалися силою. Запомнили мою фамилию? Второй раз мучить, я не знаю. Что мы делали этому государству, да, этому мире, чтобы нас мучили вот так. Мы будем жить нормально или нет? Наши дети будут мучиться. Как это так? Вот они, да, с утра ворвались в дом, у старшего там голова в синяках, у меня вот руки синяки, они даже меня не пожалели как мать. Им Абдулла подавай. Им наших сыновей подавай. Сколько будет продолжаться это мучение? Кто-то остановит? Як повідомляє Кримська Солідарність, перший обшук в оселі Ібрагімових окупанти влаштували ще в 2015 році. Тоді шукали зброю та вибухівку, але забралися ні з чим. А за 3 роки, навесні 2018-го, Абдулла Ібрагімов був затриманий без пояснення причин на адміністративній межі Криму та Херсонщини та піддавався тортурам. Нагадування про зниклих безвісти та підтримка для родин, які на них чекають. Активісти у 60-те пікетували російське посольство у Києві, щоб нагадати про жертв насильницьких зникнень у Криму. Таких за час окупації 44 людини. 23 з них були викрадені і згодом знайдені живими, 6 – мертвими. Але про долю 15 зниклих досі нічого не відомо. Серед них і член Всесвітнього конгресу кримських татар Ервін Ібрагімов. Він був викрадений людьми у формі окупаційного ДПС поблизу свого дому у Бахчисараї пізно ввечері 24 травня 2016 року. Ми кожен місяць виходимо в посольство Російської Федерації, щоб нагадати суспільству, що в нас є 15 зниклих за майже ось уже ці всі роки окупації, і ці 15 зниклих мають своїх батьків, дітей, родичів. І ці батьки, діти і родичі зовсім не знають, що з цими людьми сталося і де вони. Ми підтримуємо і цих зниклих, і їх батьків, родичів. Мета саме цієї 60-ї акції полягає в тому, щоб підтримати родичів викрадених в Криму і вселити їм надію на те, що їх рідні живі, що їх рідні незабаром повернуться додому, зможуть роз'єднатися зі своїми родинами і відновити життя в нормальних, мирних умовах, без репресій, без тиску з боку окупаційної влади. Орден за Крим. Владимир Путін нагородив свого друга-мільярдера Юрія Ковальчука. В указі зазначено, що той дістає відзнаку за значний внесок у реалізацію соціально значущих проєктів на окупованому півострові. До таких, ймовірно, належить незаконно привласнене Ковальчуком майно. Його компанії загарбали винзаводи «Масандра», «Новий світ» і низку туристичних об'єктів. Ковальчук – один з головних акціонерів Банку «Росія». В 2014 році, відразу після окупації Криму, і банки Ковальчук підпали під санкції Сполучених Штатів. У заяві Міністерства фінансів США говорилося, що він є особистим касиром Путіна.
7 українських воїнів поранено на Східному фронті. Про це повідомляють у штабі Об'єднаних сил. Зранку російські окупанти прицільно били з важкої артилерії. 4 бійців дістали уламкові поранення, ще 3 – бойові травмування. Їм надали першу допомогу та евакуювали до шпиталю. Відомо, що 1 воїн зараз у важкому стані. Ворожий обстріл українських бійців гамували вогнем у відповідь. 2 українських захисників дістали поранення і минулої доби. Загалом ворог 11 разів порушив тишу і отримав відповідь вогнем. Біля Нью-Йорка окупанти 4 рази відкривали вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів, а також з танкових протитанкових гранатометів. У напрямку Причепилівки збройні формування Російської Федерації тричі обстрілювали українські позиції з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Неподалік Південного російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли зі станкових протитанкових гранатометів. Крім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу Орлан-10 із перетином лінії розмежування. На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Президент Тунісу Каїс Саїд відправив у відставку прем'єр-міністра, заморозив роботу парламенту на 30 днів і позбавив депутатів імунітету. Він також сказав, що в разі опору задіє Збройні сили. Так він відреагував на масштабні протести, що охопили багато міст країни. Саїд заявив, що бере на себе повноваження уряду за сприяння нового прем'єр-міністра. Президент бере на себе виконавчу владу за допомогою уряду, очолюваного прем'єр-міністром, якого призначає президент республіки. Після цього Саїд відправився на вулиці і приєднався до тисяч протестувальників, які вийшли, щоб відсвяткувати його рішення. Спікер парламенту вже назвав дії президента державним переворотом. Тисячі людей протестували в столиці та інших великих містах з вимогою звільнити уряд і розпустити парламент. Бурю невдоволення викликали нова хвиля ковід та економічні проблеми, які стали ще серйознішими через пандемію. У 2011 році, будучи юнаком, я закликав створити робочі місця, дати людям свободу і зберегти гідність нації. В 2021 році я, як і раніше, закликаю до того ж. Ми прийшли сюди, щоб протистояти цьому режиму. Влада забирає наші гроші і змушує нас страждати. Вони нічого не зробили для людей. Економіка Тунісу постраждала після революції 2011 року. Зросло безробіття, а соціальна допомога скоротилася. Влада веде переговори з Міжнародним валютним фондом про виділення пакету допомоги. Однак через поточну політичну кризу угода може зірватися. Тим часом посилила проблеми і пандемія. Лікарні не справляються з напливом пацієнтів і не можуть забезпечити киснем тяжкохворих. Також в країні не вистачає вакцин. У 5 областях України не зафіксовано жодного нового випадку ковіду. Серед таких Полтавщина, Хмельниччина, Чернігівщина, Запоріжжя та Закарпаття. Втім, активних випадків дещо побільшало. На вільній частині України ковід виявили ще в більш як 200 людей. Одужали менше – 170 українців. 2 людей не змогли подолати хворобу і пішли з життя. Це найменший добовий показник летальних випадків від кінця березня минулого року. А в Криму коронавірус не відступає. Навпаки, окупаційна влада звітує про триваюче зростання числа нових інфікованих. Минулої доби нарахували 562 нові випадки, а ще 10 людей померли внаслідок хвороби. Нові осередки фіксують в окупованому Севастополі. Навіть за сумнівними підрахунками окупаційної влади та її очільника Міхаїла Розвожаєва, менш як за півроку добова захворюваність виросла на третину. Тому Розвожаєв запровадив нові коронавірусні обмеження. Зокрема, це стосується роботи дитячих таборів. Тепер вони працюватимуть у режимі обсерваторів, а персонал не має залишати територію табору протягом зміни. Крім того, в окупованому Севастополі вводиться тимчасова заборона на диспансеризацію через брак лікарів.
В затишку тіні на зручних тапчанах, насолоджуючись природою. У традиційній кримсько-татарській атмосфері гостьового двору Ескіх Рим присутні знайомились з культурним та історичним спадком корінного народу. Природньо все починається з кави та традиційних наїдків. Люди дуже полюбляли сидіти в таких кафенях на топчанах, пити каву, розмовляти з я не знаю, мандрівниками, ділитися своєю культурою, своїми історіями, своїми якимись традиціями. Добу ханів-гераїв називають «золотим часом» – періодом розквіту культури та державності. Через півострів пролягав шовковий шлях, якими йшли мандрівники та торговці із заходу на схід та зі сходу на захід, обмінюючись з місцевими багатствами своїх культур. Заможність та вишуканість у кожній деталі національного одягу, а присутніх знайомлять з деякими таємницями вбрання. Этот манжет, который... Когда женщина выходила на улицу, он отворачивался и закрывал полностью руку, для того, чтобы чужой глаз не видел лишних кусочек женского тела. А когда она приходила домой, он отворачивался опять вот этой красивой вышитой стороной, и близкие могли любоваться красотой женщины. Пишне оздоблення вбрання символізувало достаток. Традиційно його обшивали золотими монетами. Згодом в часи сталінського геноциду, депортації, це рятувало народ на чужині. То, что на Песах были монетки, очень многих семей спасло именно в депортации, потому что во время депортации многие забирали с собой либо пояса, либо вот эти кошельки с монетками, либо песы, и там уже в депортации вынуждены были связать эти монетки, чтобы можно было купить хлеб. Шана своєї родини у крові кримських татар, каже історик Гульнара Абдулаєва. Але для ханської доби притаманна повага і прийняття інших народів та культур. Его воспитывали как потенциал. Крымское ханство, оно было многонациональным. Здесь тоже были также коренные народы, как караимы, крымчаки. Здесь проживали урумы, здесь проживали армяне, армян-леров называли. Это были тот же самый тюркский народ, просто они исповедовали григорианскую церковь. И ко всем религиям, конфессиям на территории Крымского ханства относились с большим почтением. Ислам и религия государственный ислам все-таки способствовал тому, что это было толерантное отношение к иноверцам. Да, они платили налог с не мусульман, но тем не менее налога было два: харадж и джизья. Они освобождали только те семьи, в которых не было мужчин. И опять-таки, если парень из христианской семьи изъявлял желание идти в поход с крымским ханством, то эта семья тоже освобождалась от налогов. Освіта була фундаментом Кримського ханства, а дістати її мав кожен. Ба більше, Зінджерли медресе, що біля Бахчисарая, фактично стало першим вищим навчальним закладом Східної Європи, засноване навіть раніше Острозької академії. Вообще крымские ханы выделяли очень большие средства, но на развитие образования, потому что всегда считалось, что если нация образованная, она добьется многого. И обязательное было образование для всех, для мальчиков и девочек. Обязательно все должны были заканчивать хотя бы начальную школу, мектебы. Мектебы были практически при каждой мечети. Важно было больше дать образование девочке, нежели мальчику, потому что девочка – это мать, и она передавала образование своим детям. И это было очень важно. Проєкт присвятили ухваленню закону про корінні народи України. Організатори заходу планують продовжити культурний обмін та популяризувати традиції та історію кримських татар. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога.
Селям алейкум, хайрлах шамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 45 минут в этой студии с гостями мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня. Вы также можете присоединяться к нашему эфиру. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона. Присоединяйтесь к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Можете звонить по скайпу. Ваш голос важен для нас. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров и выкладываем практически все наши программы в записи. Я рада представить гостя нашей студии. Андрей Вегеринский, политолог, политичный аналитик. Пане Андрей, витаем вас. Селям алейкум. Добрый вечер, Гульсум. Рад вас видеть. Взаимно. Очно причем, не через Взаимно. Это взаимно. И я предлагаю нашу беседу начать со следующего информационного сообщения. Европейский суд по правам человека отклонил запрос правительства России о применении временных мер в рамках межгосударственной жалобы России против Украины. Об этом сообщил уполномоченный правительства по делам ЕСПЧ и заместитель министра юстиции Иван Лещина. Вот его цитат. Вони, зокрема, просили, щоб суд зобов'язав Україну припинити дискримінацію російськомовного населення, невідкладно зупинити дію норм законодавства, тобто щодо мови освіти, тобто скасувати ухвалене освітнє законодавство, а також хотіли відновлення мовлення російських медіа і доступу до заблокованих сайтів. Цікаво, що частину своєї заяви до ЄСПЛ про правило 39 росіяни подали англійською, але решту своєї скарги проти України надіслали до Страсбурга російською мовою. А давайте сейчас послушаем, какие именно претензии предъявляет Россия Украине в своем иске. Ответственность властей Украины за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы, жестокое обращение с людьми, в том числе имевшее место на площади Независимости в городе Киеве, Майдане и в Доме профсоюза в городе Одессе в 2014 году, а также в Донбассе в ходе проведения так называемой антитеррористической операции. Политика дискриминации русскоговорящего населения, вытеснение использования русского языка из общественной сферы, прежде всего из сферы среднего и высшего образования и системы обслуживания потребителей, гибель людей, причинение вреда здоровью и уничтожение имущества в результате обстрелов вооруженными силами Украины сопредельной территории Российской Федерации, лишение жителей отдельных территорий Юго-Востока Украины возможности участия в выборах в центральные органы власти, блокирование Северокрымского канала как основного источника пресной воды для жителей Крымского полуострова, крушение самолета авиакомпании «Малазийские авиалинии», выполнявшего рейс MH17 17 июля 2014 года вследствие незакрытия властями Украины воздушного пространства над зоной боевых действий и гибель 298 человек, всех пассажиров и членов экипажа. Пане Андрею, в 2020 году Россия на своей территории провела плебисцит, и тем самым законодательство Российской Федерации поставило в приоритет над международным правом. И, в принципе, мы видим, как Россия не признает никакие решения Европейского суда по правам человека. И не только. И тут возникает, естественно, логический вопрос. Зачем они вдруг решили подать иск в ЕСПЧ? Вы знаете, точно они не ожидали положительного решения, потому что это исключено априори. В принципе, для граждан Российской Федерации знак хорош. Если государство обращается в такую институцию, значит, оно ее признает. Значит, у них есть шансы, в случае, если они получат решение как физлица в свою пользу, апеллировать к государству, это решение исполнить. Я думаю, что утешения им от этого мало, но, тем не менее, легкое утешение есть. По поводу того, зачем? Кроме как создать информационный повод, в котором саккумулировать абсолютно разные вопросы, в том числе и те, которые важны с точки зрения тактики для Российской Федерации, в части, допустим, вопросов, которые касаются выборов. Вопрос выборов, они невозможности участия части граждан Украины в проведении выборов на территории Украины. Они его поднимают не просто так, они понимают, что в какой-то степени они актуализируют вопрос имплементации минских договоренностей. Потому что так или иначе сейчас на поверхности условно новая большая сделка, которая осуществляется между Францией, прошу прощения, между Германией, Соединенными Штатами и Российской Федерацией. И Германия уже понемногу начинает давить на Украину в контексте том, что все-таки вам нужно имплементировать формулу Штайнмайера. А формула Штайнмайера, она так или иначе предусматривает такую институцию, вернее, такой инструмент демократии, который называется выбор. И, соответственно, Российская Федерация, опять же таки, поднимает вопрос гуманитарный, вопрос политических прав граждан, которые находятся
находятся за пределами линии соприкосновения, что, мол, они же лишены права. Но в то же время это же, знаете, такое правда с двойным дном в случае Российской Федерации. Да, они лишены возможности голосовать, но первопричина заключается в том, что ваши вооруженные формирования находятся на территории другой страны, которая является Украиной. По большому счету, хотя вы этого не признаете, но международная общественность, она осознает этот факт. И то, что эти граждане не принимают участие в выборах на территории Украины и не имеют своего представительства в парламенте, не является причиной односторонних действий власти Украины. Просто другая ситуация, если, допустим, сейчас в Винницкой области взяли бы и лишили бы часть граждан прав на участие в выборах, да, без каких-то вооруженных конфликтов на территории Винницкой области. Тогда мы могли бы говорить о том, что власть в Украине нарушает права. Но когда мы говорим о том, что у нас имеет место вооруженная агрессия иностранного государства, то так или иначе любые ограничения прав свобод граждан, они возникают в силу именно обстоятельств, которые называются военное положение, защита национальной безопасности. Но с точки зрения РАЦУ, пытаться анализировать отдельные пункты, которые освещает Российская Федерация в своих требованиях, это лишено смысла. Нужно понимать символическое значение, раз. Второе, символическое значение для внутренней аудитории. Это крайне важно, потому что так или иначе элемент пропаганды в любой стране, который в первую очередь авторитарная Российская Федерация, является продемонстрировать, что у нас на самом деле не так плохо, есть хуже. Хуже – это тот внешнеполитический выбор, который сделала Украина и который привел к. И дальше идет, они точно о Крыме рассказывать не будут. Они будут говорить о том, что в контексте Крыма они будут говорить только исключительно о том, что вот эти власть в Киеве, она перекрыла Крымский канал, и вода не поступает, как же они относятся к своим бывшим гражданам или с точки зрения гуманитарного права. Это связано с выборами в Госдуму? Конечно. Любые действия, которые предпринимаются сегодня российской властью, они, если системно их анализировать, примерно с декабря месяца. Кстати, на YouTube-канале, на который я вам рекомендовал подписаться перед нашим эфиром, да, на Легисты, мы выпустили, проанализировал я законодательство, которое касалось мониторинга социальных сетей в Российской Федерации. Оно было принято в декабре прошлого года и начало действовать с февраля текущего года. И там так спокойно уже 8 админ-протоколов составлено на Facebook, и сумма штрафов, которая возлагается на социальную сеть, в пределах примерно $300 миллионов. Такая скромненькая цифра. За что? А потому что регулятор СМИ обязал социальные сети, допустим, мониторить активность пользователей, и в этой активности не должно быть. И дальше идет перечень того, что не должно быть. То есть наряду и с понятными вещами, как производство как взрывчатки, или популяризация насилия, либо расовая дискриминация, есть еще, допустим, критика политических институций. Да, что такое критика политических институций? Институция – это президент. Как критикуешь президента, социальная сеть, допустим, не отфильтровала этот месседж, оставила, тогда написал жалобу. Админ-протокол. Там одна институция, это Путин, в принципе. Да, логика понятна. То есть они через законодательство провели еще ряд норм, которые касаются, допустим, доступа к счетам организаций, которые финансируются за счет иностранных средств. Они провели ряд норм, которые позволяют внесудебное блокирование определенных ресурсов. То есть я к тому веду, что это системная работа по фильтрации полностью информационного пространства, активного, не скажу гражданского общества, но, скажем так, общества, которое имеет немножко другую точку зрения на политические процессы внутри страны. Сегодня, если я не ошибаюсь, этот сайт фонда Навального, да, который у него есть, заблокировали. Он был заблокирован. Это уже вишенка на торте, да, который касается, в первую очередь, признанием террористической этой организации, потом титры, которые касаются сайтов «Медуза» и других информационных ресурсов, это иностранные агенты. Да, то есть вначале ты как ссылаешься на издание, а потом пишешь, которые, согласно законодательству Российской Федерации, признаны иностранным агентом. Зачищается поле, в этом поле остается только фактически федеральные каналы. Или те телеграм-каналы, или те YouTube-каналы, или те отдельные каналы, которые лояльны своей позиции редакционной к позиции Владимира Владимировича и контролируемой им оппозиции в виде ЛДПР и Зюганов, это, по-моему, коммунистическая партия, да? То есть это те люди, которые так или иначе вроде бы оппозиция, но будут голосовать на КПРФ, будут спокойно голосовать синхронно с Единой Россией. Все понятно. Дальше остается вопрос, чем питать избирателей в течение предстоящих 2 месяцев активной пропаганды.
Конечно, это будут внешнеполитические победы, которые касаются договоренности и рукопожатности с Байденом. И мне кажется, украинская аудитория на это нужно смотреть трезво. Ни в коем случае не пытаться вторить вот этим тезисом, который сейчас уже пропагандируется нашим офисом президента. Знаете, это так смешно. Ну, для человека, который отстраненно на это смотрит, не имея какой-то заинтересованности ни с одной, ни с другой стороны, когда точно знаешь, что человек работает с офисом президента, и дальше звучит тезис. Ну, то, что произошло в Соединенных Штатах и в Германии, что это? Ну, как бы, вы знаете, це зрада. Ну, как бы не совсем зрада, в принципе, это перемога. И головне не сдаваться. А почему? Потому что вот при Порошенке вообще было еще хуже. И ты сидишь, ну, хватит, ну, даже в диалоге, который касается того, что Байден не приедет на крымскую платформу, ее же надо подать нормально людям. Потому что когда мы начинаем людям рассказывать о том, ну, будет высокое представительство Соединенных Штатов, мы снова формируем вот это глупое ожидание, когда кто-то из иностранных субъектов нам поможет и решит наши проблемы. И люди снова в это поверят. И люди снова скажут, крымская платформа, там приехал кто-то с правительства Соединенных Штатов. Вот теперь нам помогут. Нам уже помогли. Так, а то же самое, в принципе, было с ПДЧ НАТО. Помните, в первое время очень активно говорили о том, что вот сейчас мы получим ПДЧ, вот с офиса президента звучало очень много тезисов на этот счет. А в итоге, когда Джеймс Апатурай заявил о том, что реформа — это хорошо, но вопрос вступления Украины в Североатлантический альянс — это политический вопрос, абсолютно. Политическое решение, многие опять стали говорить о том, что НАТО — это зрада. Вы абсолютно правы, Гульсум. Зачем, спрашивается, создавать в обществе запрос, которым не суждено быть осуществленным именно в тех рамках и в тех сроках и в тех пределах, как ты это очерчиваешь, как лидер страны. Вы абсолютно правы, что с декабря месяца, опять же, делали анализ с коллегами на канале, с декабря месяца, как только было понятно, что Байден будет инаугурироваться президентом, началась условная активность Владимира Александровича в международной прессе. Началась она с интервью «Нью-Йорк Таймс», где отдельным абзацем там огромное почтение, благодарности Байдену и дальше формирующийся месседж. Байден настолько сильный человек, он так усилит позицию Украины в давлении на Россию, что мы и в нормандском формате победим, и в Минском победим, и Северный поток будет прекращен. И вот эта системная работа в прессе и с аудиторией внутри страны, она продолжалась в течение примерно до мая месяца. До тех пор, пока в июне прямым текстом не было уже сказано: слушайте, политического решения и консолидации стран-участников НАТО по поводу вашего вступления нет. Точно так же, как нет консолидации мнений вступления в Европейский Союз. Хватит. Казалось бы, ты получаешь прекрасный козырь в свои руки. Ты как президент, что, ребята, смотрите, делал все, реформировал, обращался, делал неудобные высказывания, но мы имеем факты. Там нас не ждут, и по Северному потоку вы сами все видите. Без нас взяли, без меня женили. Да? То есть нас не учли интерес. Давайте, наверное, мы все-таки внутреннюю парадигму немножко меняем. Не из-за того, что я так решил, не из-за того, что предшественник мой Порошенко был там плохим, а я стал хорошим, а потому что факты говорят об этом. И давайте мы концентрируемся на внутреннем интересе. Но этого нет. И пока этого нет, Владимир Александрович остается все равно вот этим заложником внешнеполитической легитимации. Это очень хорошее высказывание, такая конструкция, когда наш лидер страны, наша политическая сила считает себя состоятельной только тогда, когда кто-то приехал и похлопал ее по плечу, сказал: вот, хорош. Полетим к Байдену, расскажем Байдену, какие мы реформы провели. Это очень важно. Безумно важно. И вот тогда что? Чего вы ожидаете от встречи? К визиту Зеленского в Вашингтон и по поводу соглашения по Северному потоку-2 мы поговорим чуть позже. Вы затронули тему Крымской платформы. Давайте послушаем Кента, который сказал, кого именно США представят на саммите Крымской платформы, и обсудим этот вопрос. Від нас буде член кабінету, тобто це не буде президент, віце-президент, але буде член кабінету. І ми знаємо, що це дуже важливо, що ми можемо і мусимо робити разом. Це не тільки питання того, що відбудеться 23 серпня. Це повинен бути тривалий процес, тому що це просто початок і не кінець. Тому що є дуже багато людей, які вважають, що вони є українськими громадянами в окупованому Криму. І ми разом повинні їм допомогти.
Давайте попробуем смоделировать. Не так уже много времени остается до саммита Крымской платформы. 23 августа приезжают те или иные представители различных стран, которые уже выразили свою готовность принять участие на этом саммите. Окей, собрались, поговорили, высказали недовольство, поддержали территориальную целостность Украины, суверенитет и даже подписались под документом, который называется «Крымская хартия». Насколько я понимаю, сейчас Министерство иностранных дел Украины работает над этим документом. Что дальше? Ну, я боюсь, что для Владимира Александровича Зеленского эта крымская платформа может обернуться, ну, так, из большого события в большое фиаско. Почему так пессимистично? Не, реалистично, очень реалистично. Если весь мир вокруг тебя, тот, на котором ты опираешься в вопросах Крыма, ну, потому что лидер страны Украина четко понимает, что Украина своими силами ни Крым, ни Донбасс вернуть не может. Да? Мне кажется, ну, вроде все мы взрослые люди, и все мы понимаем, что наступление на восток мы не пойдем, ну, потому что наш путь политико-дипломатический, и Европа нам не даст пойти в наступление в отношении своих же граждан. И в отношении Крыма, ну, мы военных действий предпринимать тоже не будем. Ну, скажем, на данном этапе. В этом историческом, в этот исторический период. Мы сейчас об этом с вами говорим. Соответственно, если глобальный мир, к которому ты апеллируешь, а ты апеллируешь к ЕС, к Соединенным Штатам, к Турции, ну, о других каких-то участниках говорить сложно, потому что они находятся за пределами европейского континента. Они немножко меняют свою внешнюю политику по отношению к Российской Федерации. Из агрессивной и, скажем так, категорической в 2014-2015 году на более мягкую и не обостряющую в текущей обстановке. Поэтому ты должен для себя понимать, что для них и для их внутренней аудитории Крымская платформа не является тем событием, которое легко может пройти, и под каждая страна подпишется под Крымской хартией и, самое главное, возьмет на себя какие-то обязательства. Да? Нам же важно не то, что они подпишут, а важно то, что они будут выполнять на основании того, что они подписали. Да? Ну, потому что это будет зависеть от того, что будет в этом документе. Соответственно, в этом документе либо не будет никаких обязательств для того, чтобы не ставить в неудобное положение ту же Германию, ту же Францию, те же Соединенные Штаты, ну, решительных действий. Да? Либо эти субъекты будут представлены на весьма низком уровне, ну, допустим, депутаты парламента. Франция будет на уровне Министерства иностранных дел. Ну, Министерство иностранных дел — это все-таки, ну, как бы весомо, но министерство — это не министр, может быть замминистра, а может быть член, ну, министерства. Нет, буквально несколько недель назад стало понятно и стало известно, что будет министр иностранных дел Франции. Ну, осталось тогда еще уговорить Макрона, и с пониманием того, что в следующем году будут выборы во Франции, а Франция все-таки президентская республика, что новый президент будет выполнять обязательства, если таковы будут, в Крымской хартии. Я к чему веду это все? Если по результатам самого съезда крымского не будет события, которое связано с тем, что все страны, участницы, каким-то удивительным образом начнут давить на страну-оккупанта, то мы воспримем это как очередной круглый стол или площадка для пиара Владимира Александровича. Это не значит, что ее не надо делать. Это не значит, что она не будет выглядеть красиво. Это не значит, что не вкинут деньги для того, чтобы ее популяризировать в мире. Знаете, это как история, скажем так, с картой Украины во время Олимпиады, где не было Крыма. И говорят, скандал, зрада. Но можно на это посмотреть так, а можно посмотреть немножко по-другому. И тут я Карасева процитирую, у него хорошая мысль, что если вот этого скандала не было, мы бы очередной раз не подняли в информационной повестке, внутренней, внешней, в Японии, вопрос того, что на секундочку Крым — это а, проблемная ситуация для Украины, б, вы не правы, и с, ну как минимум актуализировали этот вопрос в Азии, где я думаю, что Крым, наверное, ну о том, где находится Крым, люди немножко не владеют информацией, хотя у них есть ситуация с Курилами, но параллели они вряд ли проводят. Поэтому с точки зрения медиа, наверное, важно. С точки зрения рацио и с точки зрения возможностей крымской платформы в той геополитической ситуации, в которой мы находимся, я боюсь, что результат, который пытается привить Владимир Александрович нашему обществу, хотя он, кстати, его четко не проартикулировал. Да, мы же не знаем, ради чего четко, конкретно, понятно собирается крымская платформа. Чего мы хотим достичь? Пане Андрію, давайте подключим к нашему эфиру Ирину Фриц, народного депутата Украины, фракция «Европейская солидарность». Она с нами на прямой связи по телефону. Пані Ирина, вітаємо вас. Салям алейкум. Добрый вечер. Добрый вечер. Пані Ирина, вот какой результат инаугурационного саммита Крымской платформы вы будете считать наиболее успешным?
Я думаю, що найкращим результатом першого саміта «Кримська платформа» буде введення додаткових санкцій проти Російської Федерації за окупацію Криму. Мені б дуже хотілося, як кримчанці, щоб саміт «Кримська платформа» не став такою собі, знаєте, бутафорною фішкою, яку можуть використовувати провладні сили і яка не буде мати жодних змістів та жодних механізмів впливу на Російську Федерацію за всі ті утиски та порушення прав і свобод громадян, які сьогодні відбуваються на півострові. А какие санкции может предложить, по крайней мере, Украина? Ведь, насколько я понимаю, если такой саммит собирает Украина, организовывает ее Украина, то наверняка какую-то дорожную карту деоккупации Крыма должна представить, собственно, и Украина. Вот что это может быть? Ви абсолютно праві. Я думаю, що Україна має запропонувати своє бачення і стратегію повернення Криму з одного боку. З іншого боку, я впевнена, що якщо ми говоримо про санкції, то в даному випадку це можливість пана Зеленського за рахунок цього саміту відновити дієвість так званої міжнародної коаліції на підтримку України у протидії агресії з боку Російської Федерації. Якщо він не матиме чітких позицій стосовно подальших дій безпосередньо України, то і міжнародні наші партнери так само будуть займати нейтральну, скоріш, позицію, щоб не дратувати Російську Федерацію, а безпосередньо саме Путіна. І це буде перетворюватися, як я кажу, на бутафорію, а не дієвий механізм тиску на окупанта. Пани Ирина, сегодня ваш коллега по фракции Алексей Гончаренко сообщил о том, что на 23 августа планируется созвать неочередное заседание по теме Крымской платформы. Так ли это действительно и что там планируют рассматривать? Так, ця інформація існує. Там буде ухвалюватись звернення від Верховної Ради до парламентів демократичних країн світу щодо необхідності зміцнення наших позицій по відношенню до агресора, до Російської Федерації. Це звичайний механізм парламентської дипломатії, який можна використовувати для того, щоб тримати питання Криму, а головне питання того, в який спосіб окупант порушує всі міжнародні закони на півострові, і давати можливість зворотної дії Російської Федерації, яка намагається усілякими способами зробити так, щоб питання Криму вийшло на другий план. Дякую вам дуже, пані Ірина. Чохсаголнос Ірина Фріс, народна депутатка України, Європейська солідарність, була з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, а как вы думаете, вот в нынешней политической международной ситуации, когда мы видим соглашение или декларацию, заявление, общее заявление между Германией и Соединенными Штатами Америки о Северном потоке-2, когда интересы Германии учитываются больше, чем интересы Украины, что в принципе логично и понятно почему. Когда мы видим, что Германия настаивает на необходимости имплементации формулы Штайнмайера в украинское законодательство, что опять идет вразрез с нашими национальными интересами. Когда нам говорят о том, что в НАТО победите коррупцию только тогда НАТО, но мы понимаем, что до конца искоренить коррупцию это в принципе невозможно, это огромное поле для маневров. Вот в такой ситуации, в такой международной конъюнктуре можно ли говорить о том, что Запад готов вводить более жесткие, более радикальные санкции в отношении России? Нет, Запад не готов вводить более жесткие, более радикальные санкции в отношении России. Это раз, а очень важное уточнение именно с привязкой к вопросу Крыма. Потому что я советую для тех, кто уделит, допустим, времени достаточно для того, чтобы прочесть 60 страниц формата А4, просмотреть отчет Института будущего, в котором анализируется по срезу санкции, которые вводились в отношении Российской Федерации Соединенными Штатами. И самые жесткие санкции вводились с привязкой отнюдь не к аннексии Крыма и отнюдь не с привязкой к Луганско-Донецкому, к военной агрессии на Луганской и Донецкой области. Вмешательство в выборы. Да. MH17 — это были самые жесткие санкции, которые вводились в отношении Российской Федерации. Плюс мы, говоря о слове «санкции», забываем о прекрасном инструменте, который существует в Соединенных Штатах и называется индивидуальные
исключения из правил. То есть сначала они вводятся, а через 3 дня, допустим, в отношении предприятий Дерипаски вводятся исключения из санкций. И в один день вы говорите, что мы «Русал» положили, да? А в другой день, через 2 дня буквально, получается, что «Русал» работает спокойно себе дальше. Ну, это без привязки к Украине, это просто пример того, что слово «санкции», оно настолько широкое в том, особенно в правовой системе Соединенных Штатов, да, когда даже Конгресс, принимая решение о санкциях, это не обязательно значит, что они будут введены, нужен указ президента. И точно так же указ президента может быть или разрешение президента, или Министерства торговли, или казначейства об их приостановлении. Более того, поймите, в вопросе, который касается подписанного документа между Германией и Соединенных Штатов, это был не вопрос Украины или Германии. Это был вопрос шага навстречу Германии со стороны Соединенных Штатов после политики Трампа. Почему? Германии фактически отдали на откупление быть арбитром в поведении Российской Федерации. Она определяет, использует Российская Федерация энергетический ресурс в качестве оружия или нет. Она определяет ее регулятор. Хотя она тоже взяла на себя обязательство, да, что регулятор будет признавать действие 3-го энергопакета по отношению к Северному потоку-2. Что это значит? Что он, имея номинальную мощность 55 миллиардов кубических метров, будет работать с «Газпромом» на мощностях «Газпрома» только в половину, то есть по одной нитке. Одна нитка будет не заполнена. Но Германия берет на себя обязательства и политические, которые касаются нормандского формата. То есть фактически Германия является ближайшим другом Соединенных Штатов в Европе и стратегическим партнером, не Великобритания, как было раньше. В тот период, когда Трамп и Джонсон, они друг друга видели и понимали, и Трамп поддерживал Брексит. То есть Германия, ну, скажем так, концентрирует в себе интересы Соединенных Штатов, она является партнером, и Германия, соответственно, и ее мнение, оно так или иначе, как партнерское, имеет для Штатов значение. И если Германия говорит, допустим, в вопросах, которые касаются Российской Федерации и энергетической безопасности, что для нас этот газопровод важен, то дипломатическим путем Соединенные Штаты говорят, раз он для вас важен, то мы, как ваши партнеры, не будем на вас давить, так как делал это Трамп. Так если Джозефу Байдену было важно не подвергать такому тест-драйву отношения с Германией, в особенности после Дональда Трампа, почему изначально тогда риторика относительно Северного потока-2 очень сильно отличалась от той, которую мы видим сейчас? Ну, выборы надо было выиграть. Смотрите, если бы наше Так подождите, после выборов Джозеф Байден после выборов он категорически к Северному потоку-2. Потому что мы идеалисты, мы верим в идеалы, мы за 7 лет были воспитаны на истории о том, что такое Запад. Запад — это ценности. А в этих ценностях нет места прагматизму. Ну, то есть все люди-романтики на Западе, да, они за свободу, за равенство, за защиту и так далее и тому подобное. Ну, подождите, в отношении Германии мы никаких иллюзий не питали. Мы изначально понимали, что Северный поток-2 для Германии — это священная корова. Значит, но для смотрите, США. Но мы не научились на опыте 2014 года, который касается как раз Крыма, и в котором носом тыкал нашего президента господин Трамп на пресс-конференции общей. Он ему сказал, подождите, вы Крым при какой администрации потеряли? Это было при администрации Обамы. А кто был в администрации Обамы вице-президентом? Байден. Что с Байденом не было связано много других историй коммерческого или коррупционного характера с Украиной. Да, они не доведены до конца, да, нет приговоров. И их не будет, что самое главное. Но общество что прекрасно понимает, что в буризме Хантер Байден появился отнюдь не от того, что он прекрасный писатель картин, либо что он разбирается великолепно в вопросах энергетики. Поэтому, если анализировать персоналию президента, который готовится стать, кандидата в президента, который готовится стать президентом, и он имеет бэк-отношений с Украиной, то вы же должны понимать, что он, наверное, не будет человеком иллюзий и человеком ценностей. Поэтому вопрос риторики, понимаете, Байдену с его, скажем так, публичной позицией, которая заключалась в Путин убийца, да, убийца, мы все так обрадовались, ну капец. Если он убийца, еще и вербально об этом сказал, то и Путин с ним не встретится, и соглашений быть никаких не может. А оказывается, может. А что берет вверх? Высказывания, которые сказаны публично, они были нивелированы в том числе и Путиным. Тот отшутился. В итоге они встретились, и вопросы все решили, несмотря на высказывания. Так, наверное, тогда давайте высказывания... Давайте вспомним, что было на фоне этого высказывания. Вы помните, какое количество железа России было стянуто к границам Украины? Он высказался на это именно так остро, без привязки к железу, которое было стянуто к границам Украины. Это было эмоциональное высказывание.
высказывания, но, опять же, таки звонок Зеленскому был на фоне того, что как раз концентрировалось вооружение Российской Федерации вокруг границы Украины. Но я пытаюсь провести логику к другому, что высказывания или пресс-релизы, которые мы читаем, они имеют значение символическое. А потом оказывается, что реальная политика, она немного другая. И реальная политика — это как раз вот те конкретные действия, которые касаются ваших экономических интересов, интересов вашей безопасности. Потому что тыкать вам вопросами коррупции можно вечно. Понимаете, вот если мы говорим об Украине, вот представляем ситуацию. Приезжает Владимир Александрович на встречу с Байденом. Это обычный ритуал и церемониал будет, я уверен в этом. Мы запустили судебные реформы. Видели? ВККС, комиссия, ВРП, 2 законопроекта приняты. Более того, помните, когда Блинкен приезжал, мы же говорили, что и корпоративное управление мы реформируем. Да, мы и закон приняли по корпоративному управлению. А помните, мы же еще говорили, что с олигархами должны бороться. Мы и с олигархами боремся. Я вот в первом чтении законопроект этот проголосовал. Да, отчитывается. Потом идет господин Байден, начинает ему говорить, ну или потом посол, которого привезут в Украину, начинает ему говорить, ну слушайте, вы боретесь с олигархами, да. Но вот на страницах «Зеркала недели» выходит статья, в которой пишут о том, что господин Коломойский пытается отсудить. Это буквально статья, чтобы вы понимали, в пятницу она вышла. Да-да-да, я читал. Да, вот, в которой он пытается отсудить здание Приватбанка в Днепре, торговый центр отсудить, да. Это ж рейдерство, коррупция или спорный судебный процесс. В условиях Украины это будет вопрос а. судебной реформы, б. рейдерства с помощью суда. Потом вы говорите, зеленая энергетика, приходите к нам инвесторы. Днепропетровская область, родина нашего президента. Пример, который касается не просто компании, а компании канадские. А Канада ж нам друг. TIO Canadian, по-моему, да, это инвестор в зеленую энергетику, который в Никополе, причем расположен. И что вы думаете? Предприятие Никопольской ферросплавной, к которому подсоединена эта энергетическая компания, выключает трансформаторную подстанцию, и она не может то электричество, которое генерирует, сдавать в единую энергетическую систему. Кому принадлежит предприятие? Коломойскому. Я даже не беру этих сватов несчастных, которые, это сенсация на других каналах, но которые происходят сейчас, и которые говорят, подождите, у вас вроде нельзя, а вроде бы можно. И можно кому? Можно отдельному каналу. Так у вас, получается, коррупция не преодолена никоим образом, Владимир Александрович. Потом вы говорите о защите бизнеса. А в защите бизнеса, опять же таки, смотрите в тот же Днепропетровск, с которого вы родом. И там у вас будет господин Корбан, который пытается, спокойный, нормальный бизнес, который известен как бренд, коммерческий, который не основывается на государственной собственности. Да? Бизнес, который касается цитруса, захватить. Каким путем? Теми же схемами, которыми он работал и стал известен в Днепропетровской области. Теми же схемами, которые изымались потом во время обысков у него в период Петра Алексеевича в его доме путем рейдерства, через суд. Нормально этот бизнес-климат? У вас инвестиции убегают со страны благодаря вот таким вот вещам. У вас первый квартал этого года минус 300 миллионов, прошлый год минус 800 миллионов. Владимир Александрович, с какой вы коррупцией боретесь? Какое вам НАТО? Какой вам ЕС? О чем вы говорите? Хорошо, давайте так. Если мы доведем до идеала судебную реформу СБУ, решим проблемы с коррупцией, нас возьмут в НАТО? Нет. Я почему и привожу этот аргумент, что в любой стране, а в такой огромной стране, как Украина, их может быть миллион, да? Можно эти примеры о несовершенстве системы судебной, правоохранительной приводить все время. Поэтому и когда Владимиру Александровичу отвечали по поводу НАТО, ему сказали, это политическое решение. Да? То политическое, при котором можно вот так вот взять и закрыть глаза на ситуацию, которая связана с судебной системой, когда вы являетесь ценностью для организации. Вас готовы принять, но является ли Украина на сегодня ценностью для этой организации, которая является НАТО? Я не могу найти аргумент, который сказал бы в пользу. Да, мы являемся проблемой. Эти страны не воюют. У них нет на своей территории вооруженного конфликта, у них нет территориальных споров. Но при этом ведь Байден говорил о том, что наличие территориальной проблемы не является препятствием для вступления в НАТО. Да, видите, Байден то говорил, но получается там 29 стран, или 30, если я не ошибаюсь. Да? 30. Да, 30. И нужен консенсус всех 30, а консенсуса нет. В Венгрии нет консенсуса. Нет консенсуса с Польшей. Это мы не говорим еще о других странах, которые просто у нас не на слуху. Соответственно, Байден то говорил, но все ж не проголосуют. Извините. Поэтому он то говорит, проблемы нет. У вас другие проблемы. У вас хватает других проблем. А как тогда вот нам, гражданам Украины, вот как стимулировать власти на эти реформы? Смотрите, прекратить думать о том, что НАТО и ЕС являются нашей геополитической и внешнеполитической целью. Нашей внешнеполитической целью является как минимум рост ВВП раза в 4.
вот может быть мы в этом году достигнем роста ВВП там, к 180 миллиардам долларов. Для нашей страны это просто смешные цены, ну, смешная цифра. Она должна быть как минимум $500 триллиона долларов. Тогда мы, за счет чего происходит этот рост ВВП? За счет того, что у вас растут товарооборот между странами, другими соседями, в других регионах. У вас появляются интересы, у вас появляется интерес других стран на своей территории, ну, который называется инвестиции, совместные предприятия и так далее. Тогда вы становитесь ценностью. Хотите, ну, скажем так, расположить Соединенные Штаты к себе, чтобы у них появился интерес на этой территории. Едете в Соединенные Штаты, берите 20, ну, допустим, разрешений на месторождение, на добычу ископаемых и привозите и говорите: слушайте, у вас тут такие есть компании, ваш ExxonMobil, Shell, ну, хотя Shell это нидерландская, приходите добывать, у вас есть технологии, мы вам разрешение даем. Да, мы хотим быть энергетически независимым государством. В каком смысле? Что у нас внутреннее потребление обеспечивается не граждан, а и предприятий. Обеспечивается полностью нашей внутренней добычей. Мы страна вторая по запасам природных ископаемых энергетического характера в Европейском Союзе. И мы импортер. Это безумие. Это невозможно. В Турции 6 стран, 6. В Турции нет своих залежей газа, у нее 6 стран-поставщиков. Как она с точки зрения безопасности более энергетической, наверное, более обеспечена, нежели мы. Почему? Потому что перекрыв один канал поставок, она может перейти на другой. В другой, ну 6 каналов перекрыть, это надо уже такую коалицию в отношении себя просто сформировать и в отношении всех, ну, практически все соседи объединить. Поэтому цель должна быть приземленная, исходя из нашего места, которое мы занимаем. А мы занимаем место проблемы для Европы. Ну, и эта проблема сейчас не нужна. Вот это очень важно. Когда в 2015 году, допустим, была администрация Обамы, она рассматривала, допустим, как Крым, как и Донбасс, в аспекте рычага воздействия на Россию, который затормозит ее развитие, не затормозит, скажем так, обеспечит отставание ее в технологическом развитии, но это отставание будет проявляться через 10, через 15 лет. То есть она не сможет достичь, допустим, ни уровня Китая, ни уровня Соединенных Штатов. И у нее будут постепенно наращиваться проблемы социального характера. Это, условно, если мы проводим параллель с Советским Союзом, игра в долгую, когда она сама распадется. Да? Вот они так рассматривали этот вопрос. То этот вопрос не касался того, что мы вводим санкции, потому через 3 года Россия распадется и Украине вернет там Луганск, Донецк и Крым. Они по-другому смотрели на это. Они своих целей достигли. Сегодня у них этап другой в отношениях, и это же прослеживается. Этот другой этап заключается в том, что Россия нам не друг, но мы не готовы к открытому противостоянию. Поэтому давайте вот пока останемся на вот этих позициях, которых есть. И еще один вопрос, который активно педалируется, это вопрос возможного привлечения Соединенных Штатов Америки к нормандскому формату, ну или создания нового какого-то формата. Ради этого Украина, как сказал Зеленский, ради привлечения Вашингтона можно создать вообще любой какой-то другой формат по регулированию войны на востоке Украины. Это реально? Ну, я не знаю, знаете, если человеку прямо отвечают, что любого другого формата не будет, и к нормандскому формату Соединенные Штаты не присоединятся, а он продолжает говорить, что мы будем делать все, ну, я не знаю, ну, может, он на руках будет ходить перед Байденом. Ну, что значит делать все? Что мы продадим, что мы подарим? Чем мы можем быть интересны, чтобы их приобщить, если тебе прямо сказали, что этого не будет? В нормандском формате для того, чтобы приобщить еще одну сторону, нужно согласие, да? Всех 4 участников. Так а Россия в последнее время, вы же видите, риторика изменилась, они как бы и не против. Смотрите, я же не просто так начинал говорить из того, что соглашение Соединенных Штатов и Германии, да, оно предусматривает, что Германия становится партнером Соединенных Штатов. И Соединенные Штаты вопрос Украины дают на откуп, ну не на откуп, а на видение, то, которое предлагает Германия. Поэтому, когда Германия говорит о том, что мы просим вас имплементировать формулу Штайнмайера, в принципе, для тех, кто, ну, если в офисе этого до конца не понимают, то им прямо еще раз заявят, что, в принципе, озвучивая это, Германия озвучивает это и от своего имени, и от имени Соединенных Штатов. Кент сегодня сказал, кстати, в своем интервью «Радио Свобода», что формула Штайнмайера не решает ничего. Ну вот видите, а Германия говорит, что решает. И Кент — это временный человек, через 10 дней его здесь не будет. Ну он же не посол. Он приехал на время, пока вот его предшественница улетела готовить визит в Соединенные Штаты. Поэтому Кент приехал, повидался с Аваковым, Авакова отправили в отставку, повидался с Разумковым. Разумков делает такие заявления, что его, походу, попросят с места спикера в ближайшую парламентскую сессию. Поэтому тут дело не в том, что заявил Кент. Дело в том, что заявляет лидер страны.
ну, если мы по рангу берем высказывания чиновников, да, то я не вижу варианта, при котором Владимир Александрович и в каком формате он может это обеспечить участие Соединенных Штатов. Есть Виктория Нуланд, да, которая была раньше представителем Соединенных Штатов по вопросам Украины, да, в коммуникации, допустим, если я не ошибаюсь, с Сурковым, еще до того, как появился Курт Волкер. Но она сейчас в команде Байдена. И она в материале в вопросах Украины гораздо глубже, чем Кент и все другие представители демократического лагеря Соединенных Штатов. Она не спешит особо в Российскую Федерацию. Поэтому не существует вот сегодня, вот если мы говорим 21 год, в 22 году может что-то измениться. Понимаете? Это такая шаткая конструкция как бы баланса Соединенных Штатов и Российской Федерации, она может развалиться буквально в сентябре. Возьмут Соединенные Штаты, сойдут с ума. Ну, теоретически. Вот Байдена поплавит где-то на жаре, я не знаю, на зеленой энергетике, еще на чем-то. И вот он возьмет и введет в отношении должностных лиц Российской Федерации санкции с привязкой к Навальному. Или, допустим, они, ну, это не то, что маловероятно, этого не произойдет. Но если граждане Украины примут участие в выборах в Государственную Думу, это повод, допустим, не признавать выборы. Ну, формально, да. По факту, нет. Признают, значит, выборы. Ну, допустим, не признают. Но все это недружественный шаг, и стороны переходят в период конфронтации между собой. И тогда, в принципе, мы возвращаемся к тому, что Соединенные Штаты будут принимать участие в переговорах, Россия скажет «хорошо», нас там нет, и мы обратно вернемся в тот же цикл, который имеем и сейчас, собственно говоря. И все. Дякую вам дуже, пане Андрію. Андрей Гиринский, политолог, политический аналитик, был гостем нашей студии. Я, к сожалению, вынуждена с вами прощаться, но вы оставайтесь первым крымстарским телеканалом АТР. Буквально через 4 минуты эфир продолжает информационная программа «Заман» на крымско-татарском. А после в этой студии не пропустите программу «Прайм Мацарский». Коршкинч. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Сіл yüzünden menden ışık kızganma. Men bir garip yolcu edim. Kaldım kara dağlarda. Yol şaşırdım, kun aşırdım. Sana bakıp ağlar da ah çekerim. Aç yüzünü, meni yaman göz sanma. Aç yüzünü, saç nurunu, uçurumlar, kayalar. Işık alsın, aydınlansın. Kölgeleri silinsin. Toprak topman kardeşi sen, koksun şu taşlar. Granitler kara yerge ayna gibi korunsun. Yüreğime sırdaşı sen, kozumdaki şu yaşlar çiçeklerge tökeceğim. Oçıklarga karışsın. Tan yıldızı doğar eken, elbet meni o bekler. Saç nurumla, yolcu garip hasretine kavuşsun.
3 күн хапсханеде тутулган Абдулла Ибрагимовны изолятор янында акырабасы ве якынлары каршылап ала. Азат этилгендин сөздерине көрө, уну да 2013 сенеси ВКонтакте ичтимай агы сайфесинде бревнын жазысынан пайлашканы үчүн экстремизм тешвикатында кабатлуулураак таныганлар. Данное обвинение невозможно принять ни сердцем, ни здравым смыслом, потому что первый фактор – это территория, где я проживал, тогда была другого государства, у которой нет таких законов, говорящие о каком-либо экстремизме и так далее. Данный репост был посвящен пострадавшему народу в Сирии, повидавшим боевые действия. Всего лишь выражение сочувствия и так далее. Кезлевнин изолятор хадимлері бұнен бері анда тұтылған дигер инсанлар Абдулланын яқалану себебіні ешітіп, айретте қалған. Люди были диким образом удивлены и не скрывали своего смеха и абсурдности данной судебно-обвинительной практики Российской Федерации. Evde Abdullah'ın Omar arkadaşı ve oğlu karşılap aldı. Топлашқан жематчылық есе Аллахқа дуа етіп Ибрагимовлар қорантасы рас келген сынаулардан қолайлықнен кечмесі үшін ярдым сұрады. Я Рабби Илахи, біз Абдулладин қардашын өтіп алдық бір аусиаханада. О Абдулладин қардашымыз енді құрылтарыма қауышты. Бақытты болсын, башқа белаға деген түшмесін. Автоматлар ve ucum қалқанларынан Құрбан байрамның 3-cü күні Сабадан işgalcilerinin kuvvetçileri iş adamı Ali Ibragimov'ның evine ve tükanına sürüp geldi. Ev bikesi Gulvira Ibragimova tarif etkеніне көре Rus kuvvetçileri o'zlarini pek sert alып барған ve atта kuch qo'llangan. Второй раз мучить я не знаю. Что мы делали этому государству, этому мире, чтобы нас мучили вот так. Мы будем жить нормально или нет? Наши дети будут мучиться. Как это так? Вот они, с утра ворвались в дом, у старшего там голова в синяках, у меня вот руки синяки, они даже меня не пожалели как мать. Им Абдулла подавай, им наших сыновей подавай. Сколько будет продолжаться это мучение? Кто-то остановит? Қырым бірдемлігі хабер еткеніне көре ilk сефер işgalciler 2015 senesi Ibragimовларның evinde тінтов кечірген еді. O вақыт келіп, сила ve patlayıcı modeller қыдырғанлар бір şey тапмайып кеткен еділер. 3 yıldan 2018 senesi барды Абдулла Ибрагимовны ФСБ хадимлері Қырымның мемори сыңырында тұтып қиынаған еді. Белгісіз ғайып болғанлар аққанда қатырлатма ve оларны беклеген қоранталарына қол тұтып фааллер işgal етілген Қырымда ғайып болған инсанлар аққанда қатырлатмақ үшін Киевдегі Рус елшілігі огынде 60-cı нумайыш кечірді. İşgal devamında 44 insan ғайып болған. Олардан 23 insan хырсызланып біраздан сақ тапылған. 6 кішінің өлісі тапылды. Ама ғайып болған 15 insan аққында hiç bir haber yok. Оларның арасында Dünya Қырым Татарлар Конгресінің азасы Эрвин Ибрагимов. 2016 senesi mayısının 25-ne keçer gecesi Bakçısaray'da o'z evine yetmezden işgalci polis xadimleri urбасында olgan insanlar tarafından hırsızlangan edi. Ми кожен місяць виходимо в посольство Російської Федерації, щоб нагадати суспільству, що в нас є 15 зниклих за майже ось уже ці всі роки окупації, і ці 15 зниклих мають своїх батьків, дітей, родичів. І ці батьки, діти і родичі зовсім не знають, що з цими людьми сталося і де вони. Ми підтримуємо і цих зниклих, і їх батьків, родичів. Мета саме цієї 60-ї акції полягає в тому, щоб підтримати родичів викрадених в Криму і вселити їм надію на те, що їх рідні живі, що їх рідні незабаром повернуться додому, зможуть роз'єднатися зі своїми родинами і відновити життя в нормальних, мирних умовах, без репресій, без тиску з боку окупаційної влади.
Еді Украин арбии шархи жебеде яраланған. Бұны бірлешкен құветлер операциясынан штабында білдірділер. Саба рус ишгалжелері ағыр артиллерия тіртібатларынан ұжым еткен. 4 арби яраланған да 3 арби травмаға оғырады. Оларға бірінші ярдым беріп хастаханеге атқызғанлар. Шымды бір арбинің алы ағырдыр. Украин аскерлері қаршы атеш açып душман провокацияларына тоқтатмасына мечбур етті. Екі Украин арбии туневінде яраланған. Үнмен алғанда кешкен күн душман 11 кере атешкес режиміні бозды. Біля Нью-Йорка окупанти 4 рази відкривали вогонь з мінометів 120 та 82 калібрів, а також з танкових протитанкових гранатометів. У напрямку Причепилівки збройні формування Російської Федерації тричі обстрілювали українські позиції з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Неподалік Південного російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли зі станкових протитанкових гранатометів. Крім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу Орлан-10 із перетином лінії розмежування. На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Тунис президенті Каис Саид мемлекетінің баш назирін истифаға yolladı. Parlamentінің ішіні 30 күнге тоқтатты ве депутатларына телімемездік статусындан марум етті. Саид оңа бір кімсе қаршы шықса силалы құветлеріні қолданacağını білдірді. Бұл оның Тунисте бір чоқ шерлерде кечірілген наразылық нұмайшыларына жауабыдыр. Саид Тунисның яңы баш назирінің ярдымы ile үкімет векелетлері бежерілмесінен оғырышacağını білдірді. Президент бере на себе виконавчу владу за допомогою уряду, очолюваного прем'єр-міністром, якого призначає президент республіки. Bundan sonra Саид соқақларға чыққа президентінің қарарына қол тұтмақ үшін шыққан беңлерже нұмайшыға қошылды. Парламент спикері президентінің әрекетлерін үкімет девірімі деп адландырды. Беңлерже инсан Тунисның пайтақты ведигер бұйық шерлерінде үкіметні вазифесінден бошатмақ ве парламентні дағытмақ талабынен соқақларға чықты. Әлі тарапынан білдірілген мемлекетсіздіктің себебі ковидның яңы далғасы ве пандемия нәтижесінде да жидді олған иқтисади проблемалардыр. У 2011 році, будучи юнаком, я закликав створити робочі місця, дати людям свободу і зберегти гідність нації. В 2021 році я, як і раніше, закликаю до того ж. Ми прийшли сюди, щоб протистояти цьому режиму. Влада забирає наші гроші і змушує нас страждати. Вони нічого не зробили для людей. Тунисның иқтисадияты 2011 солған инқилаптан сон бұйық зарар көрген. Işsizlik артқаны вақыт девлет тарафындан ичтимai ярдым берілуі эксілді. Хакимиет Халқара валюта фондындан ярдым алмақ үшін музакерелер кечірмекте. Фақат шымдыки сияси бұрхан себебінден аңлашма имзаланмай біле. Айны заманда проблемаларны пандемияда кергінлештіре. Хастаханелерде чоқ хаста олғаны үшін әркесіні оксигеннен теменітіп оламайлар. Бұне берабер Тунисте коронавирусқа қаршы вакцина етішмей. Украинаның Полтава, Хмельницкий, Чернигов, Запорожье ве Закарпатье вилаетлерінде коронавирус хасталары белгіленмеді. Фақат уммен алғанда хасталарының сайысы артты. Украинаның Сербес территориясында чин вирусы 200-ден зияде инсанда қайдетілген. 170 Украин түзелген. 2 инсан хасталықны еңіп оламайып вефат еткен. Бұл кечкен елінің мартындан башла бүгінге қадар ковид хасталығы ағырлашмасы нәтижесінде өлгенлерінің ең аз күнлік миқдарыдыр. Ишғал етілген Қырымда есе коронавирус еп тарқалмақта. Ишғалжілер акимиеті яңы хасталарының сайысы тоқтамадан артқанны білдіре. Кечкен күн 562 инсанда чин вирусы белгіленген. Да 10 кіші хасталық ағырлашмасы нәтижесінде вефат еткен. Ковиднан тест тарқалмасы ишғал етілген Ақерда қайдетілмекте. Атта ишғалжілер акимиеті веонан ел башчысы Михаил Разважаевның шубеле сапланмасына көре ярым ел içinde ковид хасталарының күнлік миқдары 3 кереге артқан. Бұның үшін Разважаев яңы коронавирус сыңырламасыны көрсетті. Оларға көре бала лагерлер обсерватор режимінде çalışacak. Лагер хадемлері есе өз деңішмесі девамында лагер территориясынан шығып оламайжақ. Бұндан ғайры ишғал етілген Ақерда екімлер қытылға себебінден диспансеризация вақтынже ясақ етілмекте.
талдада оңайтылы тапчанларда отырып табиаттан зев қалып. Ескі Қырым қавиханесі азбарынан ананеви Қырым татар мұйтынды мұсафирлер тамыр халқынан медени ве тарихи мирасынен таныша. Адет үзре ершей қаве ве ананеви ашлардан башлана. Тоді люди дуже полюбляли сидіти в таких кафенях, на топчанах, пити каву, розмовляти з я не знаю, мандрівниками, ділитися своєю культурою, своїми історіями, своїми якимись традиціями. Герайлар девріні алтын девр деп адlandыралар. Бұл медениет ве девлетчілік юкселмесі заманыдыр. Қырым ярмадасындан ипек yolu кечейді. Ғарыптан шарыққа ве шарықтан ғарыпқа. Сияхатчылар ве туджарлар, ерлік сакинлерлі өз медениетлерінің зенгінлігінен деңішіп кечейді. Милли урбанын деталінде байлық ве инжеліктір. Мұсафирлеріні Қырым татар урбасының сырларынан таныш етелер. Этот манжет, который, когда женщина выходила на улицу, он отворачивался и закрывал полностью руку, для того, чтобы чужой глаз не видел лишних кусочек женского тела. А когда она приходила домой, она отворачивалась опять вот этой красивой вышитой стороной, и близкие могли любоваться красотой женщины. Урбанын салтанатлы безетуі боллықнын тимсалы еді. Адет үзре урбаны алтын капиклерінен безеті еділер. Сталиннің геноциды ве сүргінлігі вақытлары бұл капиклер халқына ғурбетлікте құртарайды. То, что на Песах были монетки, очень многих семей спасло именно в депортации, потому что во время депортации многие забирали с собой либо пояса, либо вот эти кусочки с монетками, либо песы, и там уже в депортации вынуждены были связать эти монетки, чтобы можно было купить хлеб. Қорантаға урмет Қырым татарларының қанында дей тарихчы Гүлнар Абдулла ханлық деврінде башқа халықлар ве медениетлерге сайғы ве оларынан қабыл етілмесі де хастыр. Крымское ханство, оно было многонациональным. Здесь тоже были также коренные народы, как караимы, крымчаки, здесь проживали урумы, здесь проживали армяне, армянлеров называли. Это были тот же самый тюркский народ, просто они исповедовали григорианскую церковь. И ко всем религиям, конфессиям на территории Крымского ханства относились с большим почтением. Ислам и религия государственный ислам все-таки способствовал тому, что это было толерантное отношение к иноверцам. Да, они платили налог с не мусульман, но тем не менее налога было два: харадж и джизья. Они освобождали только те семьи, в которых не было мужчин. И опять-таки, если парень из христианской семьи изъявлял желание идти в поход с крымским ханством, то эта семья тоже освобождалась от налогов. Тасил Қырым ханлығының темелі еді. Ханлықта әркез білгі алмақ керек еді. Бақчыстарайда олған зынжырлы медресе Шарқи Авропада açılған бірінші әлі оқу фирті оларақ сайыла. О Астрок Академиясындан біле ерте фәалиет көстері башлаған еді. Вообще крымские ханы выделяли очень большие средства, но на развитие образования. Потому что всегда считалось, что если нация образованная, она добьется многого. И обязательное было образование для всех, для мальчиков и девочек. Обязательно все должны были заканчивать хотя бы начальную школу, мектебы. Мектебы были практически при каждой мечети. Важно было больше дать образование девочке, нежели мальчику, потому что девочка – это мать, и она передавала образование своим детям, и это было очень важно. Болей ханы Украинаның тамыр халықлары қануны қабыл етілгеніне бағышладылар. Тешкілячылар медени деңі шувына Қырым татар халқының адетлері ве тарихы популярлаштыруына девам еттірмеге планлаштыра. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога.
Добрый вечер. Вы смотрите телеканал АТР. В эфире «Прайм Мацарский», программа, в которой я, Юрий Мацарский, рассказываю обо всем самом важном, интересном или просто любопытном из того, что произошло за последние несколько дней в мире. Что ж, давайте с нашего короткого, уже традиционного, давно уже традиционного дайджеста начнем и перенесемся для начала программы в Японию. Я подозреваю, я так думаю, что все или почти все зрители так или иначе видели какие-то фото или видео с церемонии открытия Олимпиады в Токио. Это действительно было знаковое событие. Больше года ждали этого открытия, перенесли или около года перенесли из-за коронавируса. И вот те видео, те фото, которые вы видели, они были сняты на центральном олимпийском стадионе в Токио, в японской столице. Но не только в Токио проходят соревнования. Вот то, что вы сейчас видите на экране, это совсем другой стадион, совсем в другом городе. Это город Саппоро. Дело в том, что не может Токио принять чисто физически все игры, не может принять все матчи, например, футбольные. Поэтому часть матчей проводится на стадионе в Саппоро, в городе чуть севернее, чем Токио. Там построен ультрасовременный стадион. Вы видели, там и выдвижные трибуны, и выдвижное само поле. Все максимально автоматизировано. Еще там и специальная система кондиционирования воздуха для того, чтобы спортсменам, для того, чтобы участникам соревнований и зрителям, хотя зрителей-то сейчас нет, но то есть участникам делегаций, которые присутствуют при этих соревнованиях, было не так жарко, не так тяжело наблюдать за матчами. Поворачиваются трибуны, вы видите, да, как все это выглядит, вернее, поле поворачивается по отношению к трибунам. Абсолютнейшая фантастика, все автоматизировано, электродвигатели, все действует так, как будто мы находимся в каком-то научно-фантастическом романе. Незадолго до начала Олимпиады в Саппоро были перенесены еще и соревнования по марафону и по спортивной ходьбе. Причем, как вы понимаете, марафон и спортивная ходьба – это те состязания, которые не проходят на стадионах, не проходят где-то в закрытых помещениях. Это на улицах, на обычной проезжей части, которую перегораживают для движения общественного транспорта и личных автомобилей как раз на время соревнований. Почему перенесли в Саппоро? Дело в том, что нынешняя летняя Олимпиада в Токио, судя по всему, станет уже, она потихонечку к этому рекорду приближается, самой жаркой из всех летних Олимпиад за историю, современную историю игр. В среднем больше 30 градусов, а в пиковые дни ожидается 38 и даже выше градусов по Цельсию в Токио. Саппоро чуть более прохладный город. В Саппоро нет таких температур. Обещают, что не будет температура приближаться к этим кошмарным для спортсменов 35, а то и 38 градусам. Поэтому туда решили перенести самые изнурительные состязания. Туда решили перенести те соревнования, при которых люди максимально уязвимы для окружающей среды, для высоких температур. Повторюсь, это марафон и это спортивная ходьба. Там тоже очень и очень большие расстояния преодолевают спортсмены. Так, что ж, остаемся в Азии, но на этот раз перемещаемся в Индию. В Индии произошло следующее. Дело в том, что в Индии действует огромное количество в самых разных штатах, самых разных вооруженных группировок. Это и сепаратисты, которые пытаются отколоть какие-то кусочки Индии для создания на их территории своих каких-то национальных государств, и люди, которые требуют там установления какой-то марксистской или околомарксистской власти. И вот на днях представители одной из группировок, она не так давно была создана, которая называется Национально-освободительный фронт Бодоленда, сдались 28 человек, сдались индийским властям. Эта группировка стала таким продолжением давно уже действовавшей и давно уже существовавшей организации Национально-демократический фронт Бодоленда. Они еще в прошлом году сложили оружие, но от них отсоединилась группировка в несколько десятков человек, которая вела войну, продолжала войну, в которой гибли от нескольких десятков до нескольких сотен мирных жителей и представителей полицейских сил Индии ежегодно. Можете себе представить, то есть это вроде бы как война небольшой интенсивности, где-то она сосредоточена в джунглях, в каких-то приграничных с Непалом или с
Мьянмы и районы, но тем не менее, так или иначе, каждый месяц несколько человек в этой войне гибли, причем не только представители вооруженных сил, не только полиция, но и мирные жители часто их там, скажем так, наказывали, если так можно выразиться, за сотрудничество с полицией, за уплату налогов, только даже, например, время от времени под удар такого рода сепаратистов попадали учителя или чиновники за то, что получали зарплату, то есть фактически действовали в интересах индийского правительства, получали зарплату от Дели, то есть действовали в интересах индийского правительства. Вот этот вот главарь, он самый первый был на кадрах, его зовут Эмбата, он заявил, что неправильно поняли, что никакой сдачи, никакого прекращения вооруженной борьбы нет, и что вот то, что эти люди пришли, сложили оружие и дали себя отвезти в какой-то полицейский участок, это не было сдачей в плен, что это была лишь переговоры о временном перемирии. В ходе этих переговоров о временном перемирии вот это самое сложение оружия и готовность верить себя в руки индийским военным, это был лишь, с его точки зрения, как он объясняет, лишь такой жест доброй воли, но никак не готовность сложить оружие. То есть индийское правительство говорит: все, они сдались, больше опасности нет, смотрите, мы теперь будем с ними вести переговоры уже как с группировкой, отказавшейся от насилия. Сама группировка, ее представители говорят: нет, мы не отказываемся от насилия, мы просто на время даем шанс индийским властям продемонстрировать свое миролюбие, прошу прощения, свою готовность с нами договариваться по-хорошему. А вот где не удается договориться по-хорошему, так это в Иране. Там уже около 2 недель в сразу нескольких частях Ирана проходят столкновения протестующих и сил безопасности иранского режима. Все началось в провинции Хузестан. Это регион Ирана, который населен преимущественно арабами и преимущественно суннитами. Поводом для начала вот этого вот арабско-суннитского восстания, поводом для начала массовых выступлений против действующего сейчас в Иране режима стала засуха. Дело в том, что Иран столкнулся с небывалой жарой, с небывалой засухой. Из-за этой засухи оказались и скот, и посевы без воды, и даже отключен был водопровод в большом количестве крупных городов и сел Хузестана. Все началось именно там. Люди вышли требовать от властей решить проблему с водой. Люди вышли требовать от властей вообще решить проблему системного расизма. Почему я говорю о системном расизме? Дело в том, что вот эта проблема с недостатком воды, питьевой воды, воды для орошения, воды для скота, это только такая вершина айсберга по отношению иранского, персидского, шиитского руководства к своим арабским суннитским подданным. Дело в том, что через Хузестан протекала достаточно полноводная река, которую несколько лет назад, и в принципе благодаря воде из этой реки можно было бы спокойно пережить любую засуху, не гиб бы скот, не гибли посевы, тем более люди бы не испытывали недостатка в воде. Но несколько лет назад были построены целая система каналов, которая перенаправила воду из Хузестана в ряд других иранских провинций, уже населенных преимущественно иранцами и преимущественно шиитами. Почему так произошло? Потому что иранское правительство не совсем доверяет арабам, не совсем доверяет суннитам, считают, что они могут быть нелояльными нелояльными верховным властям, и не хотят они, чтобы у арабов появлялась какая-то мощная индустриализация, чтобы в арабских районах, в арабских провинциях появлялись какие-то заводы, какие-то крупные предприятия, которые бы давали бы работу, которые бы давали бы много денег в местные бюджеты, и тем самым давали бы этим людям возможность как-то более независимым от центральных властей быть. Поэтому воду у них забрали, воду перенаправили в основном иранские, в основном шиитские районы, для того, чтобы там эту воду использовать для строительства, производства, для того, чтобы эту воду
воду потом использовать при каком-то промышленном производстве. То есть вот эта вот история с водой для Хузестана, с водой для арабов, это только вершина айсберга, как я уже говорил. Проблема куда глубже. Проблема в системном расизме, в системном притеснении прав арабского меньшинства, с которым это самое арабское меньшинство сталкивается постоянно и повсюду. Но, кстати, замечу, уже не только Хузестан, уже прошло больше 11 дней этих протестов, уже не только Хузестан протестует, уже не только там столкновения с силовиками из полиции, уже подключились к протестам районы с преимущественно курдским населением, и даже уже сами иранцы, сами представители национального большинства Ирана тоже подключились к протестам, и несколько крупномасштабных митингов прошли даже в иранской столице, в Тегеране. Люди требуют от властей больше внимания уделять внутренним проблемам, люди требуют меньше тратить денег и ресурсов на поддержку Хизбаллы, на поддержку Хамаса в секторе Газа и скорее сконцентрироваться не на каких-то крупных геополитических играх, а на решениях внутренних проблем Ирана, на решениях тех проблем, которые стоят перед самим народом Ирана. Насколько готово отреагировать руководство, неизвестно, непонятно. Но вот сейчас они пытаются там и пряником, и кнутом задушить протест. Пряником это отправляют воду в те регионы, которые прям цистернами, автоцистернами везут, в те регионы, которые больше всего пострадали от засухи. А кнутом это переправка сил жандармов и сил армии в те края, где продолжаются бунты. Непонятно, сколько человек погибло. Самая разная информация есть. От 6 человек до 40 человек, по разным данным, погибло в столкновениях протестующих с силами правопорядка. Ну, я подозреваю, что где-то посередине истина, то есть так или иначе счет погибших идет на десятки. Можем предположить, более подробная информация станет доступна, я подозреваю, чуть позже. Что ж, еще есть проблемы на Ближнем Востоке и в некогда цветущей прекрасной стране под названием Ливан. Там уже давно продолжается кризис экономический, кризис финансовый, кризис правительственный. И тут еще на страну обрушился кризис топливный. Есть уже даже первые погибшие в этом топливном кризисе. Одного парня, 27-летнего, он погиб, стоя в очереди на заправку, и в его автомобиль врезался грузовик, потому что никто не ожидал, что такая очередь будет так надолго растянется, и парень погиб вот как раз стоя в очереди на заправку. Вот вы видите, это местные жители сняли очередь на заправку где-то на шоссе между ливанским Бейрутом и ливанским же Триполи. Люди проводят в таких очередях по несколько часов. Есть информация о том, что от 6 до 8 часов многие вынуждены простоять для того, чтобы буквально пару литров топлива получить, потому что есть ограничения на то, сколько топлива может один покупатель получить. Вроде бы как частично сейчас удастся решить проблему. За счет чего? За счет того, что ливанское правительство договорилось со своими коллегами в Ираке о поставке нефтепродуктов в обмен на какое-то ливанское продовольствие, в обмен на какие-то финансовые и прочие услуги, которые ливанское государство еще может оказывать вопреки, несмотря, вернее, на тяжелый кризис, в котором оказалась сейчас страна. 1 миллион тонн нефти и нефтепродуктов поставит Ирак в ближайшее время Ливану. Вот сколько это, много или мало? Ну вот уже в Ливане посчитали, и правительство с этой оценкой согласилось, что 1 миллион тонн это количество нефти, которое достаточно будет для того, чтобы на несколько месяцев, примерно на 3, максимум на 4 месяца обеспечить электростанции, которые действуют в стране, топливом, необходимым для того, чтобы поддерживать электросети в рабочем состоянии. То есть 1 миллион тонн — это примерно максимум, вернее, 4 месяца нормального бесперебойного работы электросетей в стране.
ранее. Сейчас в среднем, я даже специально связывался с людьми в Бейруте, уточнял, сейчас в среднем в сутки в домах отключают электричество на срок от 15 до 18 часов. То есть большую часть суток электричества нет. В некоторых городах, тем более там в отдаленных от городов в селах, электричество не бывает часто вообще сутками. В некоторых местах его вообще отключили, и не видели люди работающего электричества уже по несколько дней, а то и несколько недель. То есть вот теперь нужно будет заплатить товарами и услугами Ираку порядка 400 миллионов долларов только за то, чтобы дать возможность людям вернуться к привычной работе, к тому, чтобы в домах свет включался не на 7-8, но максимум 10 часов, а чтобы он там работал круглые сутки. Что будет потом, непонятно. Тем более в Ливане до сих пор нет до конца сформированного кабинета министров. Кризис продолжается. Конечно, каким-то образом с помощью той же сделки с Ираком удалось какие-то первоочередные дырки в этом тонущем судне ливанской политики заткнуть. Но что будет дальше, даже страшно предположить. Что ж, из Ливана переносимся в Никарагуа. В Никарагуа были несколько дней назад крупномасштабные такие мероприятия, празднование годовщины образования Сандинистского фронта. Это тот самый фронт, который победил в революции в 79-м, по-моему, году и на много лет установил в стране диктатуру сандинистов. Всем знакомо, наверное, особенно тем, кто постарше, диктатуру человека по имени Даниэль Ортега. Вот вы видите, как праздновали сторонники Даниэля Ортега. Праздновали там действительно с какими-то пикниками, с какими-то, фаер-шоу, с фейерверками. Отмечали, собственно говоря, годовщину, юбилей создания этого самого Сандинистского фронта. Как отметила власть этот праздник? Дело в том, что Даниэль Ортега потерял власть в 90-м году, но в 2006 году вернулся в президентское кресло и так целенаправленно шел к настоящей узурпации всего, чего только можно. Он через суды отменил все ограничения на максимальное количество занимаемых сроков. В Никарагуа было ограничение на 2 срока подряд. Он это отменил, он уже отсидел гораздо больше, чем 2 срока. Он начал гонение и изгнание из страны независимых журналистов и независимых медиа. И последнее, что он успел сделать, это он, что называется, рейдернул главную оппозиционную партию в Никарагуа, посадил в руководство этой партии своих верных ему людей. Был проведен такой фейковый съезд, новый съезд этой партии по переизбранию руководства, по переоформлению каких-то партийных документов, и люди, верные Даниэлю Ортеге, на этом самом съезде, на этом фейковом совершенно собрании взяли и подменили собой руководство настоящее оппозиционное, и теперь фактически в парламенте Никарагуа сидит партия Даниэля Ортеги, партия, которая формально не Даниэля Ортеги, но на самом деле полностью его прислуга, и несколько человек, каких-то там условно независимых персонажей. Что делает сейчас Даниэль Ортега? У него новый выбор на носу. 7 ноября пройдут парламентские выборы в Никарагуа. И вот Даниэль Ортега, которому сейчас 75 лет, а вскоре после выборов исполнится 76 лет, и он намерен идти на эти выборы, занялся арестами тех людей, тех политиков, которые хотя бы намеком заявили о том, что готовы будут составить Даниэлю Ортегу конкуренцию на этих самых выборах. Вот в самом конце прошлой недели был арестован уже 7-й потенциальный кандидат в президенты, то есть уже 7 человек из тех людей, которые могли бы, хотя бы просто условно, но составить конкуренцию Даниэлю Ортеге, вот они сейчас находятся за решеткой. Сделается это потому, что вот все, что только мог взять под свой контроль, Ортега взял. Единственное, что ему пока не удается максимально, что называется, рейдернуть, это систему избирательную. И есть не нулевая вероятность того, что если будут допущены какие-то не провластные кандидаты, какие-то кандидаты от оппозиции, то они так или иначе или отберут у него победу у Ортеги, или смогут его там, что называется, здорово напугать. И поэтому для того, чтобы не допустить такого развития событий, Даниэль Ортега занимается
арестами своих конкурентов. Их обвиняют в таком традиционном наборе преступлений: измена родине, терроризм и так далее. То есть этим людям действительно могут грозить очень и очень серьезные сроки, тюремные сроки имеется в виду. Так, в Литву переносимся. Я уже об этом как-то подробно рассказывал, о том, как Александр Лукашенко выстроил целую цепь по переправке нелегалов из стран Африки, Центральной Азии и Ближнего Востока на территорию Евросоюза, в первую очередь в Литву. Туда заводятся люди десятками, а то и сотнями. Белорусские чиновники и пограничники проводят их каким-то дыркам в границе, закрывают глаза, и для того, чтобы вот их отправить дальше в Литву, для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в Литве. Похоже, что и в Евросоюзе в целом. Похоже, что Лукашенко это более-менее удается. Вот посмотрите, это в одном из приграничных городов Литвы, как раз на границе с Беларусью, уже местные жители выходят на акции протеста, требуют каким-то образом решить проблему. Почему? Потому что они боятся, что вслед за наплывом беженцев, вслед за наплывом нелегалов начнутся проблемы с преступностью. Это не потому, что все те, кто приезжают из Африки, из Ближнего Востока или из Азии, преступники. Просто это те люди, которые оказываются предоставлены сами себе. Они отдали все последние свои сбережения, все то, что могли отдать, отдали режиму Лукашенко за то, чтобы те привезли их границы, дали им возможность эту границу пересечь. Дальше они оказываются в чужой стране, не знают языка, не знают законов, не знают порядков, не знают обычаев, не могут прокормить себя и свои семьи легальным трудом. Им каким-то образом нужно выживать. Понятно, что так или иначе, когда ты оказываешься в такой ситуации, ты для того, чтобы прокормить себя, прокормить свою семью, пойдешь даже на совершение преступлений. Известно, что затормозилось строительство забора на литовско-белорусской границе. Там такого серьезного забора до последних дней не было. Вот сейчас, когда Лукашенко начал устраивать вот такие диверсии, фактически теракты в отношении Евросоюза, литовцы начали в срочном порядке строить забор, начали перебрасывать туда какие-то дополнительные соединения армии для того, чтобы армия поучаствовала в строительстве этого самого забора, и столкнулись с тем, что в Литве у литовской армии закончилась колючая проволока. Все, ее нет. Они ее все использовали, а граница еще не закрыта. В итоге обещали прийти на помощь Литве союзники по Евросоюзу, по НАТО. Эстония сказала, что отправит беспилотники, с помощью которых можно будет наблюдать за границей и наблюдать за теми участками ее, которые не закрыты, не защищены. И кроме того, порядка 100 километров колючей проволоки эстонцы тоже предоставят своим литовским коллегам для того, чтобы защититься от вот таких вот хитростей, к которым сейчас прибегает Александр Лукашенко. Людей, которые перешли границу, вот они сейчас живут в каких-то лагерях для беженцев. Конкретного решения, понятного решения их судеб нет. Документов часто у них нет. Проверить, откуда они на самом деле прибыли, действительно ли там на родине им угрожалась опасность, не представляется пока возможным. Поэтому их просто сейчас собирают в этих временных лагерях беженцев. Пока лето, пока жарко, есть возможность как-то им разместиться, как-то им жить в этих палаточных лагерях. Что будет тогда, когда начнутся дожди, тогда, когда начнется холод, неизвестно. Но известно только то, что количество беженцев не уменьшается. Каждый день десятки, а то и сотни людей из самых разных стран мира с территории Беларуси пытаются сейчас проникнуть на территорию Европейского Союза. Что ж, последняя история, которая у нас сегодня есть в дайджесте, история из Африки, из Марокко. В Марокко ведутся сейчас переговоры. Представители властей Марокко ведут переговоры с одним из крупнейших европейских производителей военных кораблей, боевых судов. Так вот, марокканцы сейчас ведут переговоры о закупке нескольких фрегатов класса Карла Бергамини. Вот вы видите эти фрегаты, они достаточно новые. Контракт на их производство был заключен буквально несколько лет назад. Первые такие фрегаты поступили на вооружение флота Италии в 2012 году, а так контракт должен быть закончен к 2022 году. И вот 27 таких фрегатов, их название «ФРЭМ», сокращенно
сокращенная, должны поступить на вооружение флотов как Италии, так и Франции. Но еще и Марокко хочет получить себе такие корабли в зависимости от того, что установлено, какое вооружение и какие системы слежения установлены на этих фрегатах. Они могут быть использованы для борьбы против подводных лодок, для борьбы с опасностью с воздуха, ну и как такие, в принципе, общефлотские корабли Марокко. На самом деле у Марокко очень мощный и так есть флот. Там достаточно современный, есть современные нынешние, по нынешним временам адекватные временам боевые фрегаты. Хотят вот получить, это одни из самых современных. Вот эти вот фремы одни из самых современных в мире, которые только есть. Почему? Да потому что на самом деле в Марокко наравне с Великобританией, которая принадлежит Гибралтар, из Испании фактически являются главной державой, обеспечивающей безопасность в Средиземноморье. И проход из Средиземного моря в открытый океан тоже во многом контролируется марокканским военно-морским флотом. Видя, что творится в мире, видя, насколько нарастает нестабильность, как всякие сумасшедшие персонажи вроде Путина раскачивают вот эту вот лодку мировой стабильности, марокканцы тоже не хотят стоять в стороне. Марокканцы хотят каким-то образом обезопасить и себя, и торговые пути, от которых во многом зависит благополучие и Марокко, и соседей этого африканского государства. Хотят поставить себе на вооружение совсем уж мощные, совсем уж современные фрегаты. Что ж, будем смотреть, как у них это получится. Но вот известно, что пока вроде бы производители этих фрегатов не ведут переговоры о постройке новых судов этого типа. Но с другой стороны, до 2022 года осталось не так много времени. В 2022 году они должны выполнить все свои обязательства перед Италией, перед Францией. И, может быть, тогда уже смогут взяться за производство новых фрегатов еще и для марокканского военно-морского флота. Что ж, на этом мы дайджест заканчиваем, переходим к большим основательным сюжетам. И первым делом хочу поговорить о Южноафриканской республике. Там вроде бы как, держим кулачки сжатыми, закончились многонедельные акции протеста, которые на самом деле были даже не акциями протеста, а настоящими бунтами. По официальным данным, в этих бунтах погибло 330 человек. По неофициальным данным, погибших уже больше 500. Несколько тысяч получили ранения разной степени тяжести. И во многом эти бунты стали следствием очень непростой современной и не только современной истории ЮАР, где годами царило неравенство, где годами царил апартеид, и где вот определенное неравенство сохраняется и до сих пор. Давайте посмотрим сюжет об истории ЮАР, для того, чтобы было понятно, да, что я имею в виду, а потом я расскажу о нынешних бунтах, о том, чем они были вызваны и чем они закончились. Европейцы впервые добрались до южной оконечности африканского континента еще в разгар эпохи великих географических открытий. В 1497 году на территории нынешней Южноафриканской республики даже побывал знаменитый португальский мореплаватель Васко да Гама. Визиты европейцев в те края были скоротечны и часто случайны. Первую попытку колонизации Южной Африки предприняли голландцы в середине 17 века. В 1652 году в Столовой бухте было основано первое постоянное европейское поселение – Капская колония. В последующие годы в Африку переехало немало белых поселенцев и еще больше африканских и азиатских невольников. В конце 17 века к голландским переселенцам в Капской колонии добавляются французские протестанты. У них на родине в то время идут настоящие гонения на инакомыслящих, и правительство Нидерландов дает согласие на предоставление французам убежище в своих африканских владениях. Кроме голландцев и французов, европейское население будущей ЮАР в 17 и 18 веках было представлено переселенцами из Германии и скандинавских стран. Все они довольно часто вступали в военные столкновения с местным африканским населением, которое активно сопротивлялось колонизации своих земель. Чаще всего с африканцами воевали те европейцы, которые селились не в самой Капской колонии, а в районах, прилегающих
прилегающих к ней. Эти поселенцы получили название буры. Капская колония и фермы буров довольно бурно и успешно развивались аж до конца 19 века. В 1795 году Нидерланды оказались оккупированы наполеоновской Францией. Голландское правительство было смещено и не могло позаботиться ни о своих гражданах на европейском континенте, ни тем более в далеких африканских колониях. Этой ситуацией поспешила воспользоваться Великобритания, которая к 1805 году взяла под свой контроль Капскую колонию. Когда ближе к середине века стало понятно, что британцы пришли в Африку всерьез и надолго, голландцы из Капской колонии, их еще называют африканерами, покинули насиженные места и отправились подальше от чужаков. Эти африканеры основали две своих собственных страны – Трансвааль и Оранжевое свободное государство. При этом и голландцы, и британцы продолжали политику отъема земель у местного населения и обращения африканцев в рабов. После ликвидации рабства британцы начали тысячами завозить в Африку рабочих из уже подчиненной им Индии. Индийцы работали в том числе и на добыче алмазов, обнаруженных в Южной Африке в 1867 году. Вскоре британцы нашли в африканских недрах и золото. Самые обширные залежи драгоценного металла оказались расположены на землях бурских государств, которые совсем не горели желанием делиться золотом с британцами. В результате в 1899 году Лондон объявил бурам войну, которая оказалась одной из самых затратных и кровавых в долгой британской и имперской истории. Эта война унесла жизни 22 тысяч британцев, 34 тысяч буров, 15 тысяч темнокожих африканцев. По ее итогу два государства буров были включены в состав африканских колониальных владений Великобритании. В англо-бурской войне принимали участие такие люди, как Уинстон Черчилль, командированный в Африку в качестве военного корреспондента, и Махатма Ганди, добровольно отправившийся служить санитаром в британские войска. В 1910 году африканские колонии объединились в Южноафриканский союз, власть в котором безраздельно принадлежала белым европейцам. Темнокожие жители союза и их объединения не допускались к выборам и не назначались на государственные должности. В 1948 году к власти в стране пришла Бурская национальная партия, обещавшая избирателям построить исключительно белое государство. Буры рьяно взялись за исполнение этого обещания, запретив темнокожим голосовать на выборах и лишив их права жить в одних районах и даже городах с белыми. Были запрещены смешанные браки и созданы специальные гетто – бандустаны, в которые переселили значительную часть африканского населения. Целенаправленная политика лишения темнокожих гражданских прав получила название апартеид, что переводится как разделение. Апартеид стал причиной нескольких масштабных бунтов темнокожего населения, жестоко подавленных властями. Зачинщиков бунтов и организаторов антиправительственных демонстраций наказывали многолетним тюремным заключением. Политика южноафриканских властей вызывала отторжение у западного мира, из-за чего Южноафриканский союз в 1961 году порвал даже формальные связи с Британской империей и был объявлен полностью независимым государством Южноафриканской республикой. Некоторые послабления в политике апартеида начались лишь в начале 1990-х годов. Тогда из заключения были выпущены лидеры протестных объединений, в том числе и Нельсон Мандела, который провел за решеткой 27 лет. В 1994 году под давлением мирового сообщества и прежде всего США политика апартеида была отменена, и все жители ЮАР, вне зависимости от происхождения и цвета кожи, получили равные права. На прошедших в том же году первых после отмены апартеида президентских выборах победу одержал Нельсон Мандела. Сейчас порядка 80% граждан ЮАР – это темнокожие, около 9% белые, остальные люди смешанного происхождения или потомки азиатских рабочих, привезенных британцами в Африку в конце 19 и начале 20 веков.
Вот одним из следствий вот долгой, многовековой, многолетней российской традиции стало вот такое воспитанное недоверие внутри даже одних расовых групп. То есть даже внутри большого этого, внутри основного большинства темнокожего населения ЮАР люди делятся на разные этносы, на разные нации. Они очень часто друг другу не доверяют. Вот предыдущий президент Джейкоб Зума, он относился к самому крупному, их порядка 37-38% населения, к самому крупному вот этому вот меньшинству. Это зулусы. Сейчас он находится под следствием сразу по обвинению сразу в нескольких преступлениях. Там есть и изнасилования, есть и другие преступления, но в основном ему вменяют коррупционные разного рода схемы. Вот расследования его коррупционных схем еще продолжаются, еще точка не поставлена в этом процессе. Но вот он настолько себя хамски, настолько себя нагло вел в ходе судебных процессов, что судья не выдержал и приговорил Джейкоба Зуму к нескольким неделям в тюрьме за неуважительное отношение к суду. И ровно после того, как Джейкоб Зума оказался за решеткой, как раз по обвинению в неуважительном отношении к суду, по стране и вспыхнули беспорядки. Нынешний президент Сирил Рамафоза говорит о том, что стали эти беспорядки, что они были срежиссированы, что за их организацией стоят люди как раз в окружении Джейкоба Зумы, и вероятнее всего одна из его дочерей. У Зумы, по-моему, 3 жены, в ЮАР разрешено многоженство, у него какое-то безумное количество детей, он даже в разных интервью путался, по-разному упоминал, сколько у него на самом деле детей, но вот одна из его дочерей очень активно его сторонница, всячески его поддерживает. Судя по тем документам, судя по тому, что удалось восстановить журналистам, работающим в ЮАР, действительно, самые первые выступления, самые первые бунты начались с того, что в родной провинции Джейкоба Зумы к каким-то центральным магазинам, к центральным складам с продовольствием, к портам и к каким-то другим жизненно важным объектам инфраструктуры грузовиками, автобусами свезли людей, которые начали, вот как по приказу, как по свистку, грабить и разорять склады, магазины, порты и так далее. В итоге пришлось даже на несколько дней перекрывать автомобильные железнодорожные сообщения с несколькими городами и провинциями ЮАР, потому что не было уверенности в том, что грузы доедут в целости и сохранности, а люди, их перевозящие или их охраняющие, выживут. В итоге действительно на несколько дней ЮАР погрузилась в хаос настоящей гражданской войны. Полиция и военные, которые были отправлены разгонять протестующих, в итоге уже буквально на второй день вынуждены были наблюдать, не вмешиваясь в происходящее. Почему? Потому что толпы грабителей носились по городам. Уже, естественно, подтянулись к первоначальным зачинщикам и другие люди, которым было там наплевать и на Джейкоба Зуму, и на его аресты, и на его коррупционные дела. Они просто решили поучаствовать в разграблении собственных городов и собственной страны, а у полиции и у спецслужб, которые были направлены для того, чтобы разгонять эти преступления, для того, чтобы каким-то образом привлечь к порядку тех людей, которые занимались грабежом и насилием, очень быстро закончился слезоточивый газ и очень быстро закончились резиновые пули. То есть людей оказалось так много, вот тех грабителей, тех хулиганов, зачинщиков и устроителей беспорядков, что полиция в какой-то момент оказалась бессильна. Нечем стало их разгонять, нет гранат со слезоточивым газом, нет резиновых пуль, и они просто вынуждены были несколько дней, пока не пришло подкрепление, не были розданы новые какие-то запасы снарядов, новые запасы амуниции, вынуждены были просто вот наблюдать буквально за тем, как продолжают грабить их страну, продолжают грабить их города. Известно, что только на уничтоженной продукции было потеряно порядка $1,5 миллиарда. Сколько там
потерь, связанных с уничтожением собственности, связанных с простоем поездов, грузового транспорта, авиатранспорта и так далее, подсчитать пока не представляется возможным. Но там действительно речь идет о миллиардах и миллиардах долларов. Как говорит президент Рамафоза, главной целью зачинщиков этих беспорядков было, собственно говоря, свержение действующей власти и возвращение на президентские позиции. Может быть, не в роли президента, может быть, в роли какого-нибудь там временного главнокомандующего, в роли диктатора или так далее. Того самого Джейкоба Зума, который сейчас, собственно говоря, находится под следствием за какие-то безумные, бесконечные коррупционные преступления. Но, как сейчас уверяют власти, контроль даже над КваЗулу-Наталь, той самой провинцией, в которой были самые большие, самые масштабные бунты, уже восстановлен. Уже говорят о том, что пускай бунты тщательно режиссировались и планировались, но властям удалось сломать тот сценарий, за которым стоят, судя по всему, очень возможно, кто-то из ближайшего окружения Джейкоба Зума, и уверяют, что расследование в отношении преступлений господина Зумы продолжится, и что если он действительно виновен в том, в чем его обвиняют, ему придется провести за решеткой столько лет, сколько решит суд. Но тут действительно теперь нужно будет понимать, что ведь это сейчас его приговорили всего на несколько недель, и тут же начались бунты, тут же там больше 300 погибших и миллиарды долларов финансовых потерь. Если суд признает его виновным в совершении куда более сложных, куда более опасных преступлений и приговорит его уже к реальному, к большому сроку заключения, то какими-то вот этими вот локальными стычками дело может и не ограничиться. И власть должна будет заранее предпринимать какие-то меры, помня о том, как у полицейских, у военных закончились резиновые пули, помня о том, что вот буквально несколько, в том числе очень крупных городов и районов были отданы на разграбление этой самой беснующейся толпе. Я надеюсь, что действительно власть ЮАР сделает правильные выводы и уже как-то будет более ответственно относиться к происходящему у себя в стране. Ну, а мы из ЮАР переносимся на Ямайку. Тамошние законодатели выступили с очень важной, как мне кажется, инициативой, у которой могут быть очень далеко идущие последствия. Причем эту инициативу поддержали как правительство Ямайки, так и люди из оппозиции. То есть фактически выступили они единым фронтом, хотят ямайское правительство хочет добиться от Великобритании компенсации за века рабства, в котором пребывали предки современных жителей Ямайки, ну, по крайней мере, большинство современных ямайцев, у большинства из них предки были рабами, завезенными британскими или отчасти испанскими работорговцами туда, на Ямайку, с африканского континента. Для того, чтобы было понятно, насколько эта история сейчас близка к нам. Может казаться, да, там в 1840-е годы отменили рабство, на что мы будем так далеко смотреть. На самом деле эта история во многом нам современная. Объясняю почему. Когда освободили ямайских рабов в 1840-е годы, это произошло, не сами рабовладельцы хотели их освобождения. Они бы с удовольствием продолжали пользоваться бесплатным трудом темнокожих невольников, но под давлением британского правительства фактически Лондон заставил их освободить и рабов. И для того, чтобы не вызывать недовольство рабовладельцев, британское правительство взяло кредит по нынешним деньгам. Тогда это было 20 миллионов фунтов стерлингов, сейчас сложно себе представить. Это миллиарды и миллиарды фунтов стерлингов для того, чтобы компенсировать потери рабовладельцам от освобождения рабов. Так вот, выплаты по этому кредиту британское правительство прекратила совершать, вот закрыла этот кредит только в 2015 году. Меньше 6 лет назад британское правительство полностью расплатилось по долгам, взятым этим долгам, для того, чтобы, значит, наладить отношения со вчерашними работорговцами, со вчерашними рабовладельцами. Давайте сейчас короткий сюжет о истории Ямайки, о том, кто эти люди, которые сейчас требуют справедливости, посмотрим, а потом расскажу, какой может
какой может быть судьба этого самого иска, этих самых претензий ямайского правительства к британскому правительству? Ямайка – островное государство в Карибском море. Остров был заселен людьми еще в древности. Археологические исследования свидетельствуют, что первые поселенцы прибыли на Ямайку как минимум за 1000 лет до начала нашей эры. Этими поселенцами были жители других Карибских островов и прибрежных территорий южноамериканского континента, известные как Араваки. С собой на Ямайку они привезли свои сельскохозяйственные культуры – картофель, маис, табак. Несмотря на развитое сельское хозяйство, араваки до прибытия европейцев жили по правилам и устоям первобытно-общинного строя, не имели письменности, не строили постоянного прочного жилья, пользовались в быту и на охоте примитивными орудиями из камня. Тем не менее, араваки и таино, как называлась та часть народа, что осела на Ямайке, оставили заметный след в западной культуре. Так, такие общеупотребимые слова, как барбекю или ураган, попали в западные языки после того, как Карибские острова были открыты европейцами. Первым жителем Старого Света, прибывшим на Ямайку, был Христофор Колумб. Его корабль пристал к берегам острова 5 мая 1494 года. Первооткрыватель дал найденному им куску суши имя Сантьяго в честь святого Якова, небесного покровителя Испанской империи, отправившей Колумба в дальнее путешествие. Но имя это не прижилось. В обиход вошло индейское название Ямайка, что переводится примерно как «земля родников». Долгое время остров считался настоящими задворками Испанской империи. На нем не нашли золота или других драгоценностей, поэтому европейцы переселялись туда крайне неохотно. Долгое время большую часть европейского населения острова составляли военные, отправленные туда против своей воли. В жарком, влажном климате без привычной пищи они во множестве умирали и часто поднимали бунты против своего же командования. Осознанно на Ямайку ехали или авантюристы, верившие в то, что где-то в глубине острова все-таки есть сокровища и их можно найти, или евреи из Испании и Португалии, на которых в Европе развернула настоящую охоту католическая инквизиция. На Ямайку, которая долгие годы была не коронным владением испанских монархов, а семейной вотчиной Колумбов, инквизиторов не пускали, благодаря чему тысячи евреев из Европы смогли спастись, перебравшись на далекий остров. Правление потомков Колумба подошло к концу в 17 веке. В это время Испания была уже не единственной великой морской державой. Вызов ей в южных морях бросила Великобритания. Испанская корона фактически отняла у Колумбов остров в попытке превратить его в свою военную базу на Карибах, но не успела. В 1655 году небольшой испанский гарнизон сдался британцам. Британцы не особо рассчитывали на экономический потенциал нового приобретения, но оценили стратегическое положение острова. В британских документах Ямайка даже поэтически обозначалась как «кинжал», направленный в сердце Испанской империи. Лондон заселил остров каторжниками и ирландскими мятежниками, пытавшимися добиться независимости. Однако в 17 веке большинство населения Ямайки были чернокожими. Порабощенные коренные жители острова во множестве гибли от завезенных европейцами болезней и не выдерживали тяжелых условий труда на плантациях. Поэтому британцы начали завозить рабов из Африки. Рабский труд обогатил многих колонистов, и они всерьез боялись потерять свои богатства в случае, если испанцы попробуют вернуть себе Ямайку. В Лондон одно за другим шли письма с просьбой защитить новое приобретение империи. Имперские власти решились на особенный шаг. Они пошли на признание пиратов, грабивших корабли в Карибском море, защитниками интересов короны. Морским разбойникам было даровано право беспрепятственно заходить в порты Ямайки, пополнять там свои запасы и пользоваться помощью местного гарнизона. Взамен они должны были нещадно топить или захватывать испанские корабли. Вскоре Ямайка стала настоящим пиратским островом, а бывший испанский форт на побережье превратился в их столицу – город Порт-Роял.
Посещавшие Ямайку путешественники были удивлены его размерами и красотой. В городе стояли каменные дома, построенные по образцу лучших домов Лондона. Дороги были аккуратно вымощены, а жители одеты по последней европейской моде. Конец всему этому пиратскому великолепию положила целая череда катастроф. 2/3 города оказались разрушены землетрясением 1692 года, а оставшиеся или восстановленные после него дома были уничтожены пожаром 1703 и ураганом 1722 годов. Но на Ямайке остались другие города, в том числе и те, что были захвачены или основаны беглыми рабами. Африканцы часто устраивали бунты и даже целые войны. Лондон отвечал отправкой на остров все новых военных частей и массовыми депортациями чернокожих. Но силы были явно неравны. Африканцев местные плантаторы завезли так много, что никакому экспедиционному корпусу было не под силу справиться с их восстаниями. В конце концов, в 1804 году из-за угрозы новых бунтов Лондон запретил продажу рабов во всех своих владениях, а в 1834 и вовсе признал рабство незаконным, освободив всех невольников. Однако и после освобождения рабов Ямайкой управляли представители богатого белого меньшинства острова, в большинстве своем презрительно относившиеся к потомкам привезенных из Африки невольников. Ямайские чернокожие, ощущавшие себя чужаками, идеализировали Африку как континент, на котором все они будут счастливы. Мифы о прекрасной Африке, где все будут счастливы, как только там соберутся чернокожие со всего света, уже в начале 20 века оформилось в целую религию – растафарианство. Растафарианство не утратило своей популярности и после того, как в 1962 году Ямайка стала независимым государством, власть в котором перешла к чернокожему большинству. Наоборот, расцвет новой религии пришелся именно на 60-е и 70-е годы прошлого века благодаря музыкальному стилю регги, исполнители которого в большинстве своем исповедовали растафарианство. Наиболее известный исполнитель регги Боб Марли даже через несколько десятилетий после своей смерти остается наиболее известным и влиятельным ямайцем. Наравне с регги Ямайка дала миру такие музыкальные стили, как калипсо, рокстеди и ска. Кроме того, остров известен своей сборной по крикету и единственной в тропических странах командой по бобслею. На Ямайке учился лауреат Нобелевской премии по литературе Дерек Уолкотт. Уроженец острова писатель Марлон Джеймс получил в 2015 году престижную Букеровскую премию за свой роман «История 7 убийств». Остров ежегодно посещает сотни тысяч туристов и сотни искателей кладов. Многие верят, что именно на Ямайке спрятал свои так до сих пор и не обнаруженные сокровища знаменитый пират Джеймс Морган. Другие же считают, что на Ямайке все же есть залежи золота и пытаются их обнаружить с помощью старых карт и новейших технологий. Что говорят сейчас нынешние ямайские политики? Да, конечно, Ямайка наш дом, конечно, мы здесь родились и выросли, конечно, здесь родились и выросли наши отцы, матери, деды, бабушки и так далее. Но мы сюда попали против своей воли. Мы никогда не просили, чтобы нас сюда везли. Дело в том, что нас сюда привезли, наших предков сюда привезли вопреки их желаниям. В среднем, по оценкам, порядка 600 тысяч темнокожих африканцев были привезены британскими рабовладельцами, работорговцами на Ямайку. Ямайка вообще долгое время была центром британской работорговли. Сколько из этих людей, сколько из этих 600 тысяч погибли, мы можем только догадываться, потому что это очень тяжелые, особенно в те времена, были условия работы, тропики, болезни, отвратительное отношение, конечно же, российских хозяев к собственным невольникам. Понятно, что огромное количество человек погибло просто от болезни, от тяжелого труда, были забиты или застрелены надсмотрщиками и так далее. То есть сейчас ямайские власти, ямайские политики говорят: мы здесь живем, да, это наш дом, но слушайте,
Но нас сюда притащили насильно, нас оторвали от наших корней, нас сюда привезли, наши народы убивались, уничтожались здесь. Наши предки веками пахали на хозяев, которые ничего взамен не получая. Более того, когда нас освободили, то деньги дали не нам, не нашим предкам, а дали тем людям, которые угнетали наших предков. Еще выплатили сколько лет, аж до 2015 года расплачивали за эти долги перед угнетателями, перед рабовладельцами. Давайте теперь по справедливости вы дадите деньги нам за то, что унижали наших предков, за то, что держали в рабстве много поколений ямайцев, за то, что фактически руками наших невольников, наших предков выстроили свою империю. Платите. Пока речь не идет о судебном иске, пока речь идет о петиции, которая будет направлена Ее Величеству Королеве Великобритании Елизавете II и правительству, которое формально подчиняется Елизавете II. В этой петиции будет рассказано о том, что, смотрите, вот происходило так-то и так-то, как я сейчас объяснил. Наши предки находились веками в рабстве, при этом мы оказались лишены всего. Пожалуйста, давайте хотя бы символически продемонстрируйте готовность готовность признать свою вину Британии как государства, понятно, а не королевы. Королевы не было тогда на свете. За рабство, за века рабовладения, работорговли, и хотя бы символическую сумму выплатите в знак компенсации за совершенные вами преступления. Сумма, на самом деле, вот если ее так в общем брать, она выглядит внушительной. Просят ямайцы больше 10 миллиардов долларов, там больше даже 10,5 миллиардов долларов. Но если ее разделить на все население Ямайки, если предположить, что эти деньги пойдут, вот просто будут выданы каждому ямайцу из тех, кто сейчас живет на острове, то сразу эта большая какая-то такая внушительная сумма превращается в не очень большую и в не очень внушительную. Получится, что каждый должен будет из ямайцев на свой счет получить чуть больше $3000, может быть, около $3500. То есть это действительно получается не реальная компенсация за века рабства и века унижения, за десятки, а то и сотни тысяч погибших от плохих условий труда, от издевательств рабовладельцев, от невыносимого климата и так далее. А вот просто действительно что-то такое символическое, что-то, благодаря чему британцы смогут с чистой совестью сказать: мы, конечно, веками издевались над предками ямайцев, но теперь хоть как-то, хоть чем-то загладили свою вину перед ними. Что ж, на этом я прощаюсь. Напоминаю, это был Прайм Мацарский на телеканале АТР. Увидимся уже в ближайшую пятницу. На этом прощаюсь. Всего хорошего. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога.